Так, маршал Думасерк. Добро пожаловать, будучи свободными. На чеченскую свободную площадку. Заранее благодарность ТикТоку, который предоставляет нам возможность здесь общаться, дискутировать, формировать, скажем так, мнение в обществе, пытаться найти выход в сложившихся каких-то сложных ситуациях и так далее. Так, тема у нас неплохо будет, если наша тема будет, будем придерживаться темы курса такого ИГИЛ. Тема ИГИЛовская. Что такое ИГИЛ? Все его форматы перерождения, перевоплощения. Он же международный исламский терроризм, осуждаю, исламизм, русский международный исламский терроризм, как угодно его можно называть, но самое такое удобное, укороченное название — это ИГИЛ, аббревиатура. Так вот, к нам пожаловал потомок военных колонистов, захватчиков, преступников, дунайских, сунжинских и тому подобное, казаков, которых заселяли между чеченцами, как военизированные поселения, чтобы подавлять чеченское сопротивление, волю чеченцев к свободе, к независимости. И сами стали рабами. В связи с этим их потомки, такие как Дон Ахчо, безродные, без опознавательных знаков, которые часть из них непонятно, то русскими, еще в Америку уехали, американцами стали, в Украине примазались к украинцам, казаками стали украинскими, я имею в виду такими реальными казаками. Вместо того, чтобы поддержать во все времена русским, вместо того, чтобы поддержать волю к свободе, волю к независимости, волю вообще к свободным таким ценностям, вместо этого эти как рабы служили, как и сейчас это продолжается в Украине, вместо того, чтобы осадить своего царя Путина, вместо того, чтобы цивилизовать, пройти этап цивилизации, вместо того, чтобы цивилизовываться, считают, эта среда считает выходом из этой всей ситуации и более приемлемым это соблюдать такую позицию. Барин лучше знает. Потом ходят, ноют сами. То они великие, то они потом такие, то они, казаками становятся, украинцами становятся, то пытаются еще кем-то. Все русские, которые
пытаются на Западе пригреться, я замечаю, все начинают косить под украинцев. Там у меня какая-то прабабушкина соседка была украинка. У меня там бабушка была полуукраинка. Там. Еще там пятое, десятое. Вот вместо того, чтобы у себя порядок навести, стать людьми, хоть как-то вот преобразовать свою вот эту вот собственную ситуацию, вместо этого вот казаки, русские, я не знаю, там, как угодно себя называют. Если что, казаки это те, кого он заселяли на Кавказе, это чисто военные отряды. Это военная армия, да, там со своими же семьями, вооруженные люди, которые подавляли вот такие свободные интересы, настроение свобод, настроение вот чеченцев, к их независимости, к их маршу, к их свободе, которую чеченцы как себе, так и другим желали. Эти дебилы так и не поняли, что эта свобода, она не только чеченцы ее себе заслужить, а потом другим сделать не свободу. У нас такого никогда нету. Это мы как бы не такое рабское, не имперское. У нас не такая культура. Да, вот в связи с приходом, в связи с внедрением вот этого ваххабида, истинного ислама, да, там уже похоже вот на русские вот эти вот традиции, что-то уже начинает появляться. Какие-то имперские, вот такие халифатские, там, баринские, халифские, рабские настроения. Но вот как народ, нация, как этнос, там, как культурная единица у чеченцев, вот такого вот нету. И эти вместо того, чтобы наоборот поддержать, помочь вот это, да, и у себя порядок, и дать этим людям, да, там освободиться, и у себя порядок начинать наводить, нет. Мы будем находиться по горло в дерьме и затащим туда всех остальных. Вот такая вот психология у нас. Шалом, Лазик. Машо. Масу, еще раз всех приветствую. У нас тема ИГИЛ, он же там международный исламский терроризм, осуждаю, исламизм. Короче, во всех его перерождениях, перевоплощениях, короче, его как угодно, русский международный исламский терроризм, какой-то Джабхат Нусра, Аль-Каида, Хринаида, во что только он не превращается, но вот это вот дерьмо, речь идет о вот этом дерьме именно, которое строится на вот этой идеологии религиозной и во всех ее видах, там, форматах, мастях и так далее. Я сейчас через пару минут буду, пока говорите, заходите, спикеры. Машуал, Амика. Приветствую, шалом. Админ, если что, спикеров пока поднимай, я сейчас пару минут чуть занят на работе. Буду.
Marshall Dumas Sergi dedicou. Машо, я сейчас буду, если что. Все-таки картина вот очень интересная, как вот эти хорошие русские, которые якобы против российской власти. Как против российской власти, просто именно вот Путин им не нравится как личность, а так-то они не против того курса, который Российская Федерация взяла в плане своего вот этого империалистического, вот этого захватнического оккупационного движа. Так-то они не против этого. Если их же спросить про тот же Крым, например, кому он принадлежит, они никогда не скажут, это украинский. За редкими исключениями, то там с огласками. Должна ли быть Чечня независимой? Они никогда не скажут, что она тоже должна быть независимой. Там тоже будут какие-то оговорки, то, что если Чечню дать ей свободу, то они сразу, там, короче, соседи появятся, террористы, головорезы, сами раздувают вот эту... Да, если не появятся, то мы вам их появим. Да, вот именно. То есть сами как бы постоянно своих этих человечков тут в Европе постоянно вот напрягают, чтобы они постоянно вот держали в людях вот этот страх чеченцев, что мы какие-то головорезы, убийцы, маньяки исламские. И таким образом, вот эти хорошие русские, они просто выступают, якобы, да, против, опять же, российской власти, но они просто хотят поменять Путина номер 1 на Путина номер 2, там просто вот поменять одно лицо на другое. Но тут как раз-таки проблема не в какой-то там верхушке, да, российской, а именно в том, какой курс граждане, как бы, россияне, они взяли. Потому что это же, вот то, что верхушка вытворяет, это же в их, как бы это сказать, этого же не происходило бы, если не с добра, как бы, самих представителей вот Российской Федерации. То есть просто вот, опять же, вот эти шмузики и так далее, они засланные казачки, чтобы вот постоянно эту мысль держать в головах, что типа чеченцы это какие-то террористы. Извиняюсь за тавтологию, тут мысль просто не совсем получается тут как-то правильно сформулировать. Да, языковая проблема, поэтому. Язык когда не свой. Но еще важно держать в уме то, что вот эти всякие Закаевы, Тумсики, вот все эти якобы какие-то самопровозглашенные президенты, там, судьи, феминисты, политики, если вот им как бы мы действительно доверим, да, власть, то
Чечня в действительности превратится в ИГИЛ, если она как-то получит обратно свою независимость, да? То есть мы действительно подвергнем себя под риск ИГИЛа, если мы реально вот доверимся этим людям. Поэтому тут ключевой момент в того, вот как типа чеченцы сами будут воспринимать вот эту российскую попытку нас одурманить тем, что нам нужен этот ислам. Нам действительно надо задуматься на этот счет. Куда мы катимся и во что мы превратим свою родину, если доверимся вот этим ублюдкам, Закаевым, Тумсову, кто там еще, вот все эти говорящие головы, которые, когда им лично задают вопрос, что они думают о сионистах, что они думают о России, о вообще чем угодно. Это не мы, это просто вот чеченский народ. То есть то сразу на нас как бы начинают показывать пальцы. Вот в чем как бы самая большая опасность. Они себя представляют представителями чеченского народа. И если мы как бы не будем против этого ничего говорить, а будем тихо, молча сидеть и слушать, это как бы получается молчание знак согласия. Получается, что мы действительно согласны с тем, что Закаевы, Тумсики – это представители, наши представители. Нам надо задуматься, нужны ли нам такие представители или нет. Лучше из пластилина слепить представителей, чем вот этих исламистов. Я не знаю, обозначать, как будто бы они чьи-то представители там. Во-первых, вот эта исламистская тема, да, которую пропагандируют или которую там практикуют, распространяют перечисленные и куча неперечисленных тобой вот этих деятелей, она вообще изначально, вот их идеология, она ничего общего с чеченским национальным вообще не имеет. Не с тем, что наш народ изначально вот в 90-х годах, когда выходил, когда самоопределялся, когда выражал свое волеизъявление, такой темы у нас абсолютно не было. Темы, которую пропагандируют вот эти деятели. Поэтому там вообще религиозная тема, да, вот цель этих людей установить слово Аллаха во всем мире и использовать для этого площадку в качестве площадки, в качестве плацдарма чеченский народ или там трагическую ситуацию чеченского народа, военную, военно-политическую ситуацию. Сегодня они, кстати, украинскую тоже пытаются использовать. И там в Украине на это повелись, вот на эту тему, да, там типа исламистская тема, якобы там муджахиды, не муджахиды, кого-то они будут использовать. Хотя мы часто здесь озвучиваем это у нас на площадках, что русский исламизм, который русские создали и благодаря которому они поднялись и реабилитировались там в мировое сообщество, в цивилизационный вот этот мир, в цивилизованный мир. Вот эта вот тема исламизма – это их собственный продукт. Поэтому вот играть в него, да, тем более, что нам неприемлемо, когда вот этих исламистов берут потом к борьбе нашего народа, к нашей государственности, вот туда куда-то пытаются приклеить, как бы вообще не относящиеся к нам, как бы это правильно высказать, неприклеимое, короче, пытаются приклеить к нам. Вот эта вот тема тоже, она и для самих украинцев будет пагубна, и для нас это очень пагубная тоже тема. Как бы, скажем так, легализовывать, да, вот этих вот людей. Легализовывать, там, узаконивать, способствовать этому, чтобы мы потом, как бы за это, я не знаю, потом
ну, страдали за это, чтобы мы потом как бы отвечали и несли всякие вот эти вот, ну, проблемы, короче, чтобы нам в будущем были, да. Короче, у меня русские слова вообще вылетают иногда, и приходится альтернативно как-то высказываться. Стелла, Машу. Машу, ребята. Дела у вас? Короче, Стелла, тема у нас сегодняшнего эфира. Короче, темы, как бы свободный микрофон, тем не менее, хотелось бы вот вокруг темы вот этого ИГИЛа. ИГИЛ – это не именно то, что вот это было сейчас в Сирии. ИГИЛ – это имеется, так легче просто высказать, да, там 4 буквы ИГИЛ. Это без разницы, короче, там Джабхат Нусра, Боко Харам, какой-то там Имарат Кавказ, да, Айш, осуждаю все, да, любые исламисты, исламистские вот эти настроения, короче, международный исламский терроризм, который русские тоже очень сильно используют, я поэтому его часто называю именно русским международным исламским терроризмом, в любом случае в чеченской среде, которая как бы функционирует. Ну, нам нужно понимать, что выхолостив эту дрянь из чеченского общества, мы его как бы можем искоренить и во всем мире, эту ерунду. Потому что сегодня в основном она паразитирует именно над чеченским народом, над чеченским обществом, в чеченском обществе. Паразитирует, я не знаю, прогрессирует, короче. Потому что мы такие бесхозные, у нас нету там государства, которое бы охраняло наших граждан, нету института старейшин, которого полностью уничтожили, да, нету никаких вот этих институтов в народе, которые могли бы сдерживать там общество и так далее, поэтому мы вот очень сильно страдаем от этого и являемся вот таким плацдармом, да, для вот этой темы. Так, я пока... Знаешь, я сейчас пролистала... Через пару минут. Я пролистала несколько эфиров, застряла на одном эфире. Вы его, наверное, знаете, этот Ибрагим, который говорит, что он чеченец, который раньше сидел якобы с евреями, а теперь он активно делает против евреев эфиры. Самое интересное, что я там заметила, что в эфир поднимались азербайджанцы, которые не живут в Азербайджане, армяне, которые не живут в Армении, да? Каким-то чудесным образом стали друзьями на фоне ненависти к иудеям. И оказывается, во всех бедах виноваты евреи, то есть всех стравили евреи. Не буду говорить о том, что и по ту сторону, и по другую сторону и армяне, и азербайджанцы убивают друг друга, и с Украины, и с России, да, то есть народы Кавказа. Но каким-то чудесным образом евреи всех стравили, понимаете, ребят? И мне, вот я вот слушаю, и вот хочу понять, на каком моменте люди начнут брать на себя ответственность за свои поступки. То есть вы идете со стороны Украины, воюете, вашего же народа идут с другой стороны и воюют вот со стороны России, да? Но стали виноваты евреи, они вас травили, да? Вот так вот получается. Ну, как бы, вот я им задаю этот вопрос, хочется задать. Как так получается? Вы лезете в войну, которая вас не касается. Это не ваша страна, это не ваша война. А виноваты как-то стали евреи опять. Сионизм – это фашизм. Сказки о том, что мы насилуем детей. Потом начинаются рассказы о том, что украинцы, от вас скоро народы Кавказа отвернутся, если вы будете продолжать Израиль поддерживать, да, часть, которую поддерживает. Ну, смотрите, мы за вас воевать больше не будем. Да, вот такая вот риторика идет. И чудесным образом армяне и азербайджанцы, ни те, ни другие, которые не проживают в своих странах, считают себя вдруг европейцами, кричат. И самое удивительное, что Ибрагим
который говорит, я против России, но я за Иран. Да, я знаю, что Иран поддерживал Россию, когда нас убивали, чеченцев. Я это знаю. Но на данный момент Иран прав, мы за них. Они правильно делают, что они с этими евреями, сионистами воюют. И вот я так понимаю, что неважно, кого, кто, где, когда убивал и будет убивать, пока вопрос не касается евреев. Но если касается евреев, то всегда будут виноваты евреи. Вот что я поняла. Интересно получается. Кстати, там причем про Бхармата говорили тоже, про то, что есть чеченоговорящие, но они не чеченцы, они там смесь, они там вообще внедрились в чеченский народ, да, те, которые смуту, вот, ну, как бы, ну, они, наверное, вас имели в виду, что, типа, наводите смуту в народе. Короче, час впитала всей этой гадости. Подняться, конечно, к ним не хочется, потому что они сидят между собойчик. Если кто-то смеет что-то сказать из чеченского народа или из другого народа какого-то, да, сразу начинается, что это там 100% евреи или какая-то помесь, или что-то там смешанное с кем-то. Это не наши, ни в коем случае. То есть других мнений не воспринимают, только свое. Вот так вот. Но это явные провокаторы. Вот эта тема, да, и он, этот Ронин, еще там Ингуш один с ними, потом... Да. Ронин, кстати, знаешь, что написал там? Я там внутри не была в эфире, но я слышала, что там кто-то прочитал его, то, что он написал. Что он написал, что в Украине закон за оскорбление нации еврейской, как бы, да, за антисемитизм 8 лет, а за убийство 7 лет. Так что берите себе, наматывайте на ус, да? Понял? Вот такой вот он это вот написал. Да, я, это, конечно... знаешь, тоже такое нежное подстрекательство, понимаешь? Да. Я, конечно, ни на что не намекаю, но просто констатирую факт, да? Вы там себе наматываете на ус. Просто эти мрази, видишь, они сюда приехали, здесь уселись, засели, устроились и вот начали здесь гадить. А по сути, вот в европейских странах, где они проживают, их места должны были занимать другие люди, которые действительно, реально там нуждаются в преследовании, в убежище каком-то. Вместо них вот эти консервы, которых вот понакидали здесь их много, и вот все, которые в общественной деятельности, они вот этим занимаются, они очень хитро еще этим занимаются. Особенно те, кто с открытым забралом. Они подстрекают общество к этому и сами потом от своих же вот этих там, высказываний, от пропаганды как-то технично отползают, а дают им площадку и возможность этим заниматься вот все вот эти русскоязычные какие-то там блогеры, там, я не знаю, ютуберы, журналисты, вот, которые с ними постоянно контактируют, их день и ночь их вот так вот рекламируют, там, раскручивают и вот эту вот тему, ее толкают в общество. Потом в итоге они как бы, мы не такие, мы вот так, мы там просто высказываем волю народа. Самое интересное, что там сидит армянин уже довольно-таки долго, я его не в первый раз слышу, который говорит про церкви в Иерусалиме, про то, про сё, и как они мечтают попасть под палестинскую власть, да. Только хотелось бы этому армянину напомнить, что в Шхем, так, как это по-русски? Ну, там, где христиане молятся. Напомните мне, ребят, как это по-русски называется место? Церковь? Нет, это туда еду всегда на паломничество. Не в Иерусалиме, а... Так, сейчас вспомню, как это по-русски. Нина, напомни мне, как это называется место. Короче, это Бетлехем называется на иврите.
Э, Нина, напомни мне, как Бетлехем. Не, какая Ума? Не в Украине, возле Израиля. Нет. Ладно, я сейчас вспомню, скажу. Значит, там христиане 80% покинули, осталось только 20% христиан. Вифлеем. Да, Вифлеем, да. Значит, в Вифлееме 80% христиан, которые из 100% были, покинули за все это время, пока это под палестинским властью находится. И каким-то чудесным образом этот армянин рассказывает, что армянская церковь мечтает попасть под их власть. И вот мне задается такой вопрос. Армянин, который живет во Франции, да, не проживает в своей стране и рассказывает, что там вообще евреев нету, да, и что, если зайти погуглить, в Армении 99% это армяне. Там только 1% другие народы, там езиды или еще какие-то там. Остальные, подавляющее большинство, это армяне. И после этого он называет нашу страну фашистской и нацистской, да, где столько религий, столько народов. Но свою страну он так не называет. И большинство, кстати, армян не проживают в Армении. Там только 3 миллиона армян проживают. Остальные все армяне проживают по всему миру. Концентрация их — это Россия, Франция и Америка. И вот он рассказывает, что Израиль — это нацистская страна. Вот мне просто хочется понять, где логика. Страна, в которой живут столько наций, столько религий, или страна, в которой монотеическая 99%, и как он это вообще сопоставляет, эти факты, да, понимаешь? И они все время рассказывают вот это вот, они насилуют детей, на это есть сотни фактов, украинцы, от вас десятки, сотни тысяч отвернулись уже, и еще будут дальше отворачиваться, если вы будете дальше поддерживать Израиль. То есть, знаешь, такой компромат идет на них, типа так, давление, да? Стелла, это, знаешь, в основном вокруг вас и Украины вот эту вот тему они развивают. Вот эти провокаторы, да, их тема именно вот вокруг Израиля, Украины. Я это понимаешь, тоже, ты понимаешь, вот, видишь, он говорит, тоже слышал, наская история, тоже, да. И вот, и самое интересное, что, значит, так как исламский мир не может справиться сейчас с Израилем, да, и тем более, что они видят, что многие страны, наоборот, подписывают с Израилем и идут как бы на мировую с нами. Их это гложет. Что им приходится сделать? Им приходится сейчас христианский мир поднять тоже, да? То есть обернуть всех против, потому что сами не справляются, не получается у них. И, естественно, везде, где, вы заметили, везде, где пойдет эфир на ненависти к иудеям, этот эфир будет подниматься, как лепешки, как говорится, горячие. На это много хайпуется. Если честно, я вот задумывалась об этом. Ребят, вы знаете, ведь никто не выбирает, какой национальности рождаться или в какой религии. Ну, в религию можно выбрать, конечно, по итогу, да, по жизни. Но национальность никто же не выбирает, в какой семье родиться, правильно? И вот я думаю, как вот я свое детство провела в Азербайджане, я никогда не понимала, ну, то есть мы праздновали наши еврейские праздники, да, внутри семьи, но я никогда не понимала разницы, потому что мы реально праздновали все вместе, там, и Пасху, и Навруз-Байрам, и ходили друг к другу, и подарки, и сладости, и вкусняшки. То есть у нас реально я не понимала сути, я даже не понимала, что я еврейка, то есть что эти праздники, они только мои, а у других другие праздники, ну, они их не празднуют. То есть в своем детстве я этого не понимала и не осознавала. И даже не помню, по-моему, я даже не знаю, если были еще евреи в моем классе. Или я была одна там. Дружила совершенно со всеми. И азербайджанцы, и татары, и русские, как бы все национальности, и армяне. Мы все дружили вместе. И вот я сижу и думаю, в какой момент все это превратилось вот в такую грязь, где во всем виноват только один, а все остальные такие пушистые и хорошие превратились, да? Хотя сами между собой тоже ненавидят друг друга. То есть если убрать сейчас нас с этой фикции еврея, да, и это очевидно, это так, да, вот я видела, когда... следующий еврей. Да, ты вот знаешь что, Ибрагим, я видела, когда мусульмане сидели с евреями, когда они воевали с нами, у них все тип-топ. Но стоило нам прекратить с ними общение, как они начинали грызть друг друга между собой.
и выливать грязь всю, все, что они на друг друга знают, понимаешь? То есть, я не знаю. Ну, и у евреев, наверное, тоже так же. Стоит убрать внешнего врага, внутри тоже начинают сраться. Ну, то есть, это, наверное, какая-то природа человеческая такая гнилая. И что вот обозначили, что это нация, все, вот будем друг друга ненавидеть за нации, там, за язык или еще что-то, за поведение. Ведь если взять в большей части, они сами не жили с этими национальностями, да, то вот тот, который говорит, что он украинец, я уверена, что он не украинец, скорее всего, он мусульманин, который живет там. Но вот эта вот вся пропаганда, в которой виноваты везде иудеи, а мы тут ни при чем. И, ну, Иран, да, Иран поддерживал Россию, когда нас убивали, но это не страшно, потому что сейчас-то они на правильной стороне, сейчас-то они евреев как бы убивают, понимаете? Оставив свою боль, свою историю, поддерживая того, кто когда-то поддерживал убийство твоего народа, это я не знаю, как это понимать вообще. Серьезно. Надо, кстати, Бхармату сказать, что он тоже смешанный, наверное, с евреем или с чем-то, или с кем-то. Про него там тоже упомянули. Я все-таки не считаю, что это какой-то человеческий фактор, естественным образом, вот так вот. Потому что, судя по деятельности, судя по общем геополитической ситуации в мире, что происходит, кому нужны вот эти вот очаги, вот это вот, что резко вдруг все что-то с людьми там происходит, это тоже такое. Ну, это человеческий фактор тоже, Ибрагим. Вот смотри, 7 октября, когда нас напали, вырезали, насиловали и своровали наших людей, похитили, да? Мы же не встали в Израиле, мы же не пошли убивать арабов внутри Израиля, понимаешь? То есть политика политикой, война войной, но мы же осознаем, что это арабы, которые живут у нас в стране, и они наши граждане. Да, есть среди них, которые предатели, которые нас не любят, и мы это знаем, но есть среди них такие, которые служат нашей армии, которые с нами, и мы тоже их тоже слышим и видим. И все же мы не встали и не ходили, не искали, кого убить, на ком выместить свою ненависть, знаешь, вот эту вот обиду, злость. Понимаешь? А тут сидят какие-то люди, какие-то народы, которые не касаются ни географически, ни регионально этой страны, этой войны. Но у них есть ярая война, и они в своих войнах, в своих бедах еще обвиняют тоже нас. И я не пойму, откуда все это происходит, как бы. И это что-то на генетическом уже фоне идет, ты понимаешь, вот эта ненависть. Я смотрела ролик, в котором... В том-то и дело, что я пойму, я как раз таки понимаю, откуда это все. Ну, или пытаюсь понять. Это опять-таки же люди, которые с вами вообще никаким образом не контактируют даже. Так, у меня ветер пока говорит. Я просто как-то попалась на один ролик, который выставил, что евреи как бы пьют христианскую кровь, да, детей там на праздник. Я обалдела от количества комментариев, там было где-то, не знаю, 3 с чем-то тысячи, 4 тысячи комментариев, да, где люди рассказывали реально, что их еще бабушки рассказывали им, что будьте аккуратны, на улицу там в такой-то, такой-то день не выходите, вас евреи съедят, своруют там или еще что-то, понимаете, ребят? То есть это было еще, как я понимаю, если это люди, например, моего возраста или помоложе рассказывают о своих бабушках, значит, это было в советские времена. То есть те времена, когда еще не было, были аннулированы религии, да, и жили вроде бы дружно и мирно все нации, все равно где-то в семье какие-то бабушки рассказывали своим внукам эти небылицы. То есть это уже пропитывалось с детства, это внедрялось в мозги детям. Они выросли на этом, на этих мыслях. Я еще вот пацаном помню,
как вот эти... И потом видел, как там некоторые взрослые, да, вот там в гости, там, когда бабушкам, там, дедушкам кто-то приходил, как они реально там из взрослых кто-то плакал, бедные палестинцы, как их мучают. Вот смотря вот этот вот ящик русский, ну, советский. А ты понимаешь, им же не показывают их шикарные виллы позолоченные, с позолоченными стенами, крышами, потолками, диванами. Им не показывают, какие они себе выстроили виллы, как они живут, что их главари там в книге Форбса миллиардеры долларовые, да? То есть им об этом не говорят. А вот если их геноцидят, и им так плохо, ну как они нажили все это? Вот спрашивается такой вопрос. Ведь эти люди, которые сидят там и вот это рассказывают, эту пропаганду, большинство из них живут в полной нищете, у которых даже, может быть, у некоторых в деревнях даже и туалета еще до сих пор нет в доме. Понимаешь? И они сидят, рассказывают, что это противостояние. То есть зайти, изнасиловать девушку, отрубить ей голову, это, оказывается, противостояние. Нет, это там не показывают, понимаешь? Эту часть не показывают. Показывают другую часть. Показывают какие-то кадры. Вот, например, я смотрел какие-то ролики, где женщина в хиджабе, в этом, ну, полностью в таких лохмотьях, которые до пола висят. И она где-то пол магазина себе туда, за пазуху, короче, засовывает и уходит из магазина, короче, с вот этим всем товаром. Блин, там реально, короче, то, что она пихает себе туда. Это у них такие пальцы с мешками внутри между ногами. Я вообще... Я даже не знаю, как она вообще передвигалась. Там столько веса, там она полмагазина, по-моему, собрала. Да. И вот эту вот тему, вот, видишь, вот такую вот в мешке какую-то показали. Потом там, типа, мусульманка туда-сюда, бедная, показывают... Ну, я что хочу сказать, все через вот этот вот ящик, да, в котором вот это крутят, и показывают какую-то женщину, которая, солдат ее там оттолкнул, она ему что-то по лицу хочет там ударить, он ее отшвырнул, она там упала. И все, вот этот ролик там крутят, плачущий нашит. И раскидывают все, рассылают, смотрите, как мусульманку, короче, там, еврейский солдат, израильский солдат, короче, надо. Я вот предыдущее почему рассказал, там неизвестно, может, это вот такая же цыганка какая-то, да, которая в этих лохмотьях что-то пошла, украла, или что, ты вообще контекст происходящего, ты не понимаешь, что там происходит, да? Вот видно какая-то съемка, раз там солдат кого-то, она там еще лезет к нему в лицо туда, на него там прыгает, он ее раз там отталкивает, она что-то падает, и посмотрите, как они мусульмане. И вот это раскидывают, и я не знаю, там молодое поколение, там в Европе, которые люди вырастают, им, они живее такого там ежедневно в жизни своей, чтобы там кто-то кого-то оттолкнул. Какая-то военная зона, да, где очаг какого-то этого терроризма там и так далее. Вот то, что там происходит, живящий там в благоприятных условиях, он не понимает, ему вот так по мозгам проезжают, потом он начинает ходить и ныть. Видите, там вот так вот издеваются над мусульманами, над палестинцами. Поэтому я не согласен, что это именно человеческий фактор
человеческий фактор, да, вот в том, что вот так вот можно, вот такими манипуляциями, а те, кто изучают психологию человека, они тоже уже набитые там, знают, как манипулировать, как правильно вот это преподносить, поэтому оно работает. Это как бы не случайно вот так. Кто-то взял вдруг и озлобился там на евреев, на Израиль. Так, кто у нас? Подняться кто-то хочет? Кто-то не хочет. Я пока буду закрытый микрофон, у меня шумно, детки орут. Так, окей. Я тоже тут места. D'accord. Иврам, сгуала вчера. То ли вчера это, то ли позавчера это было. Здесь был один, участвовал в эфире, и он сказал, что есть мусульмане-сионисты. Я, правда, в сионизме не разбираюсь, да. Но как это вообще так может быть? Мусульмане-сионисты. Не, что нормально. Это мусульманин, который как бы не против израильского государства. Или занял. Ну, получается, выступает за их интересы, да? А как это им ислам разрешает? То есть у них, то они нам угрожают за выход из ислама, да? А сами они чем занимаются? Да как у них получается? Я тебе объясню. Как правило, это мусульмане, которые не углублены в саму религию. Okay? То есть они обозначают себя как мусульмане, но это лайтовые мусульмане, не глубоко религиозные, которые живут светской жизнью. И такие есть, да, действительно. Тут дело в том, что вот эти чеченоговорящие наши, да, радикальные эти исламисты, они же представляют интересы вот этих же арабов, арабских исламистов. Это же их кураторы. Вот. А их кураторы, получается, они работают на сионистов, да, а этих нам загоняют с угрозами. Понимаешь, что творится? Вот о чем я говорю. Я вот... Те, которые радикальные, которые работают на вот этих вот исламистов, они не могут быть сионистами. Сионистами обычно могут быть люди, которые обозначают себя как мусульмане, вот как я говорю, не глубоко религиозные, живут светской жизнью. То есть, да, они, может быть, родились в мусульманской семье, они живут в стране, может быть, где большинство подавляющие мусульмане, но они не глубоко религиозные люди. Окей, поэтому они как бы воспринимают людей как людей. Такие есть мусульмане, вот ребята, с которыми я сижу, у нас есть из Азербайджана тоже такие ребята, которые за Израиль. И они себя обозначают как мусульмане, да, не мусульмане. Ну смотри, королевская семья, да, саудиты, они же тоже произраильские, то есть они тоже сионисты, но они же создали этот ваххабизм, они же его продвигают, финансируют. Понимаешь, что смотри, творится? Саудиты, они не сионисты. Вот смотри, они просто делают так, как им географически удобно. Okay? То есть они сотрудничают с Америкой, и они понимают, что у них идет угроза, историческая война с Ираном, да, от кого у них идет серьезная угроза. И они понимают, что им выгодно сейчас быть в отношениях хороших с Америкой, а Америка это с Израилем. Окей? То есть тут идет геополитическое объяснение этому. Не потому, что они так любят иудеев и они сионисты, а потому, что они понимают, что у них идет угроза от Ирана. Понимаешь? Тут у каждого свои интересы. Ну почему не любят? Они прямо так заявляют, и евреи, иудеи это наши братья.
Вот, палестинцы, прекратите нас, да, срывать между нами. Эмираты, да, ОАЭ, да, дружат с нами, но не саудиты. Саудиты, заметь, кстати, 7 октября, почему это началось? Саудиты должны были с нами подписать Авраамические соглашения, да? Арабы поняли, что сейчас идет серьезная угроза. Если саудиты, где центр исламского мира, подпишет с Израилем авраамические договора, то там тарарым пойдет весь вопрос Палестины, да? Потому что исламский мир начнет подтягиваться. И они сделали это 7 октября. Естественно, Израиль ответил. И тут пошла уже война. Все, уже все подтянулись. И саудиты сказали, пока палестинский вопрос не решится, мы не сможем с вами ничего подписывать. И дали заднюю. Понимаешь? Угу. Понимаю. Ибрахим, обрати внимание, как сейчас Иран, когда бомбил. Он, кстати, бомбил больше, он нас больше всех бомбил, но больше нас он бомбил арабские страны. И они понимают, что в военном плане они не вытянут, если у них не будет стратегических партнеров, таких как Америка и Израиль. Поэтому это у нас на иврите есть такое предложение, это не от любви к одному, а от ненависти к другому, да, то есть от того, что у них есть ненависть к кому-то, им приходится дружить с другим. Так же, как и Египет и Иордания. Они с нами подписаны в договоренностях, правильно? Они с нами не воюют, спустя несколько войн, которых они нам проиграли. Они с нами не воюют, и они отбивали эти ракеты, которые с Ирана летели также. И с Хезболлы, когда летели, также отбивали все эти ракеты. Но мы же видим, что ненависть у них и антисемитизм процветает также. Что там также сжигают флаги, и также там несут. То есть там у них есть свои палестинцы в Иордании и свои палестинцы в Египте. Так что антисемитизм там тоже присутствует. Просто им приходится быть в мирных договорах, чтобы не проиграть, чтобы экономику свою не развалить опять. Не потянут они войну. Вот почему молчат. Короче, вынужденные такие. Да, да. Вот этих исламистов, да, которые куда-то лезут, там, якобы с евреями вот с вами дружат, да, там. Потом украинской какой-то теме. Алло, люди, просто послушайте, там, кто слышит, кто здесь там общается, давайте подискутируем на эту тему. Никогда у исламистов вот этих вот, не просто даже там чисто следующих там вот этому истинному исламу, ваххабизму, салафизму, а те, которые именно политически вот так вот настроены, именно политизированы, у них никогда в их идеологии такого вообще такой опции не существует, чтобы дружить с иудеями, с христианами, какими-то этими, обмениваться там дружелюбными отношениями и так далее. Поэтому вот эту тему нужно, вот это дело нужно усвоить. Можно вас спросить? Добрый день всем. Да, приветствую. Я не особо люблю эту тему разбирать. Они и так придумали на себя нарочно навет, что сейчас исламофобия происходит. Ни в коем случае. Они нам все время заходят с претензиями, заходят с вопросами. Я теперь бы хотела им задать вопрос. Я вот удивлена. Больше 50 или там 70 мусульманских стран, в которых такое богатство у них в руках, они должны были бы процветать в этом мире. И в экономике, и в науке, и все. Почему они все свое богатство тратят на смерть,
на террор. Почему самая богатая страна в мире, имея Бог, который дал им нефть, эту нефть они не используют на свое благо, они какую-то программу вы это создали. Эта программа уже идет больше 20 с лишним лет. Они поняли, что исламский мир огромный. И у них, у всех одна задача – завоевать мир, на ислам навязать миру, властвовать. Вот это у них. И еще. И поэтому они постепенно к этому готовились. Они эти деньги сумасшедшие, они тратили на пропаганду. Почему именно они в центре своего уничтожения Израиль выбрали? Израиль очень маленькая страна. Смешно, когда они говорят, что Израиль оккупант. Смешно. Понимаете? Такая точечка, 22 квадратных, там, тысячных, я не знаю, мизерная точечка на карте, для них бельмо в глазу. И они придумали сказку про какую-то Палестину, про какой-то древний народ, как будто Израиль их оккупировал, их унижает, их притесняет. На этой маленькой территории Израиль живет вместе с ними. Никто никого не оккупирует. Кто захотел жить под властью Израиля, потому что у Израиля одна страна. Израиль принял этих людей и никуда их не выгонял. Придумали позорную эту нахбу. Это нахба, они сами себя позорно празднуют свои поражения. Нахба – это их поражение и идеологии, и на военном фронте. Придумали это. Я хочу сказать, что евреи для всех – это тот народ, которым они прикрываются и которым они хотят объединить свои разрозненные исламские течения. Как можно объединить? Воевать? Воюют друг с другом, убивают друг друга. Но надо найти общего врага. Так было и в Советском Союзе. Почему Советский Союз вел эту пропаганду позорную против Израиля? Почему он называл нас, на эту страну маленькую, которую создали с таким трудом, после такой катастрофы, бессовестные, и придумали какого-то агрессора, какого-то оккупанта. Имея страна, которая 1/6 часть мира, это не оккупант? Они придумали эту точечку назвать оккупантом, послать туда столько своих конструкторов, военных этих солдат, военную технику, 6 стран натравить на Израиль, или не на Израиль. Это в 1967 году. В общем, я не знаю, вы все прекрасно знаете, какую политику. Почему? Потому что все свои проблемы с кавказскими республиками решил еще не только внутреннюю, не только внешнюю свою политику наладить, восстановив арабов против Израиля, но и внутреннюю. Как можно показать свою любовь к этим кавказским республикам? Только назвав, что Израиль их братьев уничтожает. Понимаете? Потом, а Катар то же самое. Выбрал Израиль для своей войны. Он знает, что им надо насадить этот ислам. Но как? Как объединить 2 миллиарда мусульман, которые разрывают друг друга, уничтожают друг друга? И не просто так, а ужасно, позорно. А? Как это так? И он
Катар, вот эту пропаганду против Израиля во всех университетах, на всех этих беженцев, чтобы объединить их и сделать эти митинги, конечно, и против Израиля, и вторую цель они, самую главную, преследовали, чтобы Европа увидела, сколько там количество этих беженцев, чтобы Европа испугалась. Там же нет, Европа же не оккупировала никакие арабские страны. Хорошо, Израиль оккупант. А в Европе почему убивают? Я хотела бы задать эти вопросы. Не нам пусть задают, тем людям, которые несут прогресс, науку, медицину поднимают во всем мире. Что только они на нас не... Пусть они обратятся. Я хочу спросить у этих ненавистников Израиля, почему, имея такое богатство в руках, вы до сих пор в нищете, и вы до сих пор считаете, что Израиль ваш враг? Почему? Что вам сделал Израиль? И еще, Израиль сам себя, если бы не Америка, Израиль бы не выдержал. Это что такое, говорю? Почему вы не видите, что Израиль сейчас снабжает оружием, что у Израиля израильское, не американское, израильское оружие покупает мир, миллиарды платит Израилю. Все арабские страны, у которых такие источники нефти, покупают у Израиля, маленького агрессора, покупают ПВО, которое защищает их богатство. Вот я поняла, что евреи нужны, чтобы объединить этот мусульманский мир, найти общего для них врага, чтобы они забыли свои распри и все свои ненависть обратили к этому народу. Пусть они и уничтожат им. Они нам еще не могут простить весь этот арабский мир победы Израиля. Они не понимают, они не признают нашу избранность, они смеются над этим. Да, Бог нас выбрал, чтобы вам нести ум, разум. Но вы пошли против Бога, когда прошли против Израиля. Если вам это непонятно, и уже вам Бог показывает эти признаки, опомнитесь, Он предупреждает вас, евреев не надо трогать. С евреями лучше дружить. Это какое счастье этим дикарям выпало быть соседями нашими. Какой геноцид евреи за 3 года произвели? Какой геноцид? О каком геноциде идет речь? 2 миллиона в Газе, сейчас их стало больше. И никто не хочет уезжать. Никто. Сколько денег им давали. Почему 2,5 миллиона арабов израильских паспорт не поставили на стол? Не уезжают, если здесь апартеид, потому что эти арабы на Ближнем Востоке, во всех арабских странах лучше живут в Израиле, чем в своих арабских странах. Понимаете, эту ложь надо уже развеять. К нам не надо идти с претензиями. Да, мы будем защищаться. Нас упрекают, что мы где-то убийцы. Какие мы где-то убийцы? Пришли убивать наших детей. Убили наших детей, растерзали младенцев. Посмотрите, у матерей нету жизни, многие заболели, многие уже нет смысла жить после той трагедии. Семьями уничтожили, растерзали звери. Растерзали, издевались, и этот мир закрывает на это глаза. Но им тоже это не пройдет, понимаете? Такое отношение к горю нашему, и нас еще объявить агрессорами и где-то убийцами, это что за ложь? С какими претензиями вы к нам поднимаетесь? Вам не стыдно называть нас оккупантами? Дырка в заднице у вас больше, чем наша земля. Какие земли? На какие земли мы претендуем? Вы 70 стран имеете, которые завоевали. Почему нет претензий? Почему вы по пинцету свою землю не расчерчиваете?
Вы по пинцету приходите с пинцетом в нашу землю, нашу историю изучать. Изучите свою историю, свои проблемы, поднимайте свои страны. Что мы вам сделали? Израиль защищает себя. Вы не даете нам право защищаться? Хасидо, дорогая, вы сейчас в эфире, который как раз за нас, ребята. Я знаю. Друзья. Я знаю. Тут и просто я поняла. Спасибо. Правильно сказали. Все правильно. Спасибо. Я хочу к друзьям обратиться. Я удивляюсь, почему мы стали изгоями для всех. Они хотят это сделать, но мир уже поднимается и видит. И не закроешь адекватным людям, что кто враг на самом деле, что они думают. Европа уже поднялась, что они думают. Им Европа отдаст все свои земли, и все свои законы, и все свои свободы. О чем они думают? Опять хотят опозориться там и позориться. О чем они думают? Против цивилизации идут, имея такие в руках богатства. Унитазы себе делают, уже не знают из золота, что делать с этими деньгами. Обеспечивают террористов, чтобы нас убивали. И еще радуются, даже те в Иран, для них Иран это враг, но стал другом, когда Иран обстреливал Израиль, крохотный Израиль. Они радовались, когда 500 ракет баллистических. Если бы на любую страну в мире столько ракет полетело, ни одна страна большая бы не выдержала. С нами Бог, а если с нами Бог, нам никто не нужен, кто против нас. Спасибо вам, извините. Я не вам говорю, тем, кто понимает, на чьей стороне правда. Я говорю тем, кто поднимается и задает нам постоянно вопросы свои идиотские. Хотят сделать из нас виновниками, хотят сделать из нас теми, коими являются сами. Спасибо. Я думаю, скоро все этот балаган закончится и придет мирная жизнь. Только как евреи любят мир, ни один народ не любит. И как евреи борются за этот мир, украшать хотят этот мир, обновлять, процветать, продвигать, ни один народ к этому не стремится. И нам не дают этого делать. Ладно, с нами Бог и все самое дело. Спасибо, вы все правильно сказали. Здоровья вам, долгих лет. Я вот так смотрю на эту проблему. Потому что не за что наш народ, который такой мизерный, столько перенес и переносит, даже стыдно было бы им на нас поднимать свои глаза бессовестные и черные свои рты открывать. Извините, спасибо. Победы нам, мира нам. И скорее бы уже эти наши враги бы опомнились. Посмотрели бы наверх, обратились бы к Богу и покаялись бы за все то, что они делают в этом мире. Все, извини, Стеллочка, добрый день. Как дела у тебя? Сегодня Хасидо. Все хорошо, спасибо. Моя родненькая. Не нервничайте, вы самое главное. Нет, просто душа болит. У нас жизнь остановилась. Мы переживаем за наших детей, которые бросили свои бизнесы, свои компьютеры, свои программы, свои открытия, свою музыку, свои семьи, своих родителей воюют. И нас еще винят, что Америка с нами. Бессовестно. Они очень хотели бы, чтобы нас уничтожить и нам не жить дальше. Для них было бы это счастье. Приветствую всех. Маршал Думасаги. Ну, если вернуться в историю, кто на чьих землях живет? Не надо нам сейчас историю об этом. Мы живем уже 80 лет на этой земле. Кто на чьих землях живет? Разве арабы живут на своих землях, что ли? Разве арабы в Египте жили? Разве арабы в Судане жили? Разве в Тунисе, Алжире, Марокко арабы жили? Нет. Кто оккупант? Арабы. Им сегодня своих земель не хватает. Израиль такой маленький клочок земли, там
Израиль на карте не пишут, там цифру ставят. Там или 2 поставят, или 9 поставят. Внизу пишут цифра 9, это Израиль. Там даже места не хватает, чтобы полностью Израиль написать. Есть такие маленькие страны, где цифры пишут. Вот представьте, мы, кто оккупант? Арабы везде. Исламский мир как распространялся? Огнем, мечом. Уничтожением коренных народов. Я поэтому еще раз повторюсь, что сегодня арабы живут в Египте, а раньше же другие народы жили. В Судане преобладающие там 90% арабы. Разве в Судане арабы жили? Нет, там нубийцы, другие народы жили. В Алжире раньше арабы же нет. Берберы, нумидийские племена. Даже тот Тунис возьмем. Это история, когда мы читаем, это относилась к территории Карфаген, который в 146 году был разрушен римлянами. Там считаешь ливийские племена, нумидийские племена, разные тоже. Арабы как появились? Их кто-то приглашал? Как они по полуострове Аравии жили-то? В Сирии арабы не жили никогда. А в Палестине арабы никогда не жили. Надо почитать историю этих областей, как они раньше назывались. Я никогда не буду поддерживать этих арабов. Я сегодня здесь, живя в Германии, вижу, что это за люди-то. Что у них в голове, даже не могу до сих пор понять. Вообще культуры нет у них. Человеческих понятий нет. У них что было? Мы здесь сейчас будем размножаться, и скоро эта вся Европа будет наша. Представьте, они так хотят захватить Европу. Будем размножаться. По-другому они не могут, только размножаясь. Ну мы что, среди таких людей собираемся жить, что ли? И они думают, нас будут уважать, нашу культуру? Когда исламский мир, арабы признавали чужую культуру-то, где это было? Они же наоборот подавляли. Ислам подавляет культуру коренных народов. Многие поэтому перестали быть вот теми народами, которые раньше были-то. Нету, в Египте нету коренных народов, в Тунисе нету. Все стали арабами. Цель мусульман вообще вот по истории, всей истории, это и захват силой. Кто не поклоняется, возьмем силой в плен, уничтожим всю историю, традиции и вперед за Родину. Также и Европа это ждет. Но я уверен, что вот Европа будет сопротивляться скоро. А если она не будет сопротивляться... Некрасиво свой народ хвалить, но я знаю, что один чеченец, истинный чеченец, его тоже истинно сегодня надо определять. Я как вчера сказал в одном канале, чеченцам можно родиться, но оставать чеченцам тяжело. Это все соблюдать надо, проходить надо, на себе проносить. Я знаю, что один истинный чеченец лучше 10 арабов. Потому что можно по многим критериям судить. Традиции, обычаи, умение вести себя в обществе, показать себя, показать свою культуру. Но чеченец, который не показывает чеченскую культуру, не соблюдает свои традиции, обычаи, превратился в араба, надел арабское платье, забыл свой язык. Начиная с приветствия, все начинает на арабском. Конечно, этот чеченец, он хуже одного араба, хуже одного. Таких 5 чеченцев хуже одного араба, которые все бросили свое, забыли свое родное национальное. Даже таких 10 чеченцев хуже одного араба. Но один истинный чеченец даже сотни арабов лучше. Потому что арабы показали, что за народ. Но и чеченцы показали в своей истории, что за народ. Но сегодня над чеченским народом ведется борьба, чтобы мы перестали быть чеченцами. Потому что чеченцы будут отстаивать свою свободу, независимость, там историю своих предков, землю. И нам, чеченцам, потихоньку это все подменяется. Типа мы мусульмане, мы и так должны, так должны. Я говорю, один истинный чеченец лучше 10 арабов, даже сотни арабов. Но
уже чеченец, который забыл все свое родное, перестал ценить, вот таких 100 даже хуже одного араба. Мы на многих примерах вот видим таких чеченцев, потому что они все забыли. Они на чеченский митинг, они на палестинский пойдут. Они будут хвалить не своих героев, будут арабских героев, какого-то Абу Валида, Халида, Вакаса, который никакого отношения к чеченскому народу не имеет, который насиловал, грабил, захватывал чужие земли. Даже на твою землю они нападали, а это его не интересует. Вот чеченским народом ведется такая борьба, что мы перестали быть чеченцами, также превратились в арабов. Так же, как в Египте превратились арабов, в Тунисе, в Алжире. Та же борьба идет, поэтому у нас, начиная с 6-7 лет, детей отдают в медресе. А чему там можно? Ничему чеченскому. Одни арабские традиции, обычаи их эти. Потом он вырастает, идет исламский институт. Чему там? Одно арабское. Их история, традиции, обычаи. Вот так ведется борьба с чеченским народом. Ну, сегодня родиться можно чеченцем, но оставаться чеченцем очень тяжело. На примере многих мы видим, что даже в Чечне здесь они не те чеченцы. Они будут болтать, что чеченцы, но это не те чеченцы. По ним видно, по одежде видно, по разговору. По многим видно, что это не чеченцы. Ветеран, но ты еще добавь, что арабы, те же арабы, которые их взяли в плен, да, к ним как относятся? Они считаются для них самый последний сорт. То есть, если бы они знали бы, что как арабы на них смотрят, и как они их считают, смотрят, ну, самое последнее, самое низкое. Для них арабы это... Арабы для чеченцев, для казахов, для всех, азербайджанцев. Это самое низкое такое... Когда я приехал в Европу, мне сказали там, ну, когда приезжаешь, хочешь с кем-то людьми познакомиться, где-то что-то. Мне говорят, чеченцы собираются в мечети. А я сказал, те, которые собираются в мечетях, это не чеченцы. Чеченцы должны отдельно собираться, у них свое место должно быть, имя чеченцы собираются. Здесь свои вопросы обсуждать, а не в мечетях. Там чеченцы не будут свои вопросы. У чеченцев свои проблемы. Палестина не проблема чеченцев. Не надо чеченцев Палестину решать. Там как-нибудь решат, не спрашивая чеченцев. Когда будут решаться, не будут чеченцев спрашивать. Чеченцам надо свои проблемы. Надо оставать чеченцем. Если ты хочешь остаться чеченцем, тебе есть много чему, много что решать, много проблем решать. Первое, начни с себя. Начни с себя, а не из кого-то. Начни с себя. Золотые слова. Есть у нас один знакомый человек, Бекиджан его зовут, из Казахстана. Он учился несколько лет в этих всяких медресе, в этих, исламском мире. Был в Египте, был в нескольких странах, в Саудовской Аравии. После чего он спустя, по-моему, 6 лет, он рассказывал, если я не ошибаюсь, что он там был, он понял, что то, что ему рассказывали и обещали, и то, что он видел в реальной жизни, это совсем другой мир. Он так и говорил, что мы для них были как второсортные, и я понял, что это не то. На сегодняшний день весь его аккаунт это в поддержку Израиля. Это человек, который учил глубоко религию. Тут был один человек, когда-то было позавчера, да, Ибраим? Да, позавчера. Он был христианином и принял ислам по молодости. Так он поехал в Ливию, там, в Египет, куда он там только не ехал учиться. Молдаване. Да, в Дубае. Он там, здесь такое выдавал. Он знает этот Коран и арабский больше, чем все эти вот эти, которые бурдулаки сидят внизу и в ТикТоке. Я говорю, он может посадить любого на коленочки и рассказать ему про все вот это. На конце концов, все, что он прошел, все, что он там выучил, он пришел к шоковому выводу, что это все бред, написано человеком, то есть
те знания, которые он просто познал, вот это все время, он говорит, выкинуто было в мусорку. Представляешь? Вот. Это он там учился и через это все прошел, чтобы понять, что это написал человек. Что это все как китайская, все копирка, блин. Вот. Даже с рабаним наших, просто раб, не мудрец, там, не пророк, взяли его слова, вписали в Коран, и типа это сказал Аллах. Но это, блин, уже ни в какие ворота не лезет. Я понимаю, что многие мусульмане это не знают наше это писание. Но это уже выглядит... Если по чесноку говорить, подожди. Я вот смотрю иногда, антисемиты выставляют русскоговорящих якобы раввинов, да? Именно русскоговорящих, я подчеркиваю, не ивритоговорящих. Я когда иногда слушаю то, что они несут эту чушь, Да, это бред какой-то. Я думаю, откуда ты это берешь? Я никогда в жизни ни одного раввина в Израиле такого не слышала. Именно русскоговорящих, с постсоветских стран, или до сих пор живущих там, да, где-то в России. Да, это отсюда непонятно. Такую хрень! Я в шоке. Я другой, подожди, сейчас, Стелла, да, это меня сбило другое. Это... К чему я говорю, что когда потом приводишь, вот представляешь, сейчас мы с ветераном что-то сказали сегодня, да, и через 2000 лет наши слова будут вписаны в какой-то книге, а она еще будет называться «Священная книга», и оказывается, это сказал Аллах. Вот, приехали. То есть, когда начинаем мы это показывать, ну, только элементарные вещи, то есть, там уже не то, что вот такое шоковое состояние, а еще и плюется. Вот, эту, кстати, тему очень много раз... Не, это не никакой сахих. Это, кстати, много раз эту тему поднимал Рома Исаков. И он всегда задает вопрос, как просто от рабаним, да, от рабаним, их слова, их цитаты попали в Коран, их там немало, и это типа сказал Аллах. Это что за такое? Как это понимать? То есть один к одному. Просто взяли, списали, переписали, да, не поняли даже значения этих слов, а пускай будет, знаешь, и все. То есть, как бы, ну, блин, ребят, это уже, знаешь... Приветствую, Леон. Ты можешь как-то, я не понял, вот как-то более четко... Одно хотя бы. Фундаментальный, четко, да? Я как понял, фундаментальный аргумент. Сейчас, включим. Более подробно, как раз мы с Сашей... Я тебе принесу, Зеро. Или как-то в текстовом режиме как-то, может, в каком-то там... Да, в текстовом режиме я тебе объясню. Например, спасти одного человека, это как спасти весь мир. Да? Секунду, Пристегнитесь, друзья. Сейчас будет шокирующий момент. Еще в первые века нашей эры еврейские раввины записали в Талмуде в сборнике еврейских законов и этических учений правило: кто спас одну жизнь, спас целый мир. Это записано в Синедрин 4.5, примерно во II веке. Эпоха задолго до ислама. А потом проходит несколько веков, и в VII веке в Коране, в суре 5, аят 32, Аллах говорит: «Мы предписали сынам Израиля, кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям». Интересно получается. Раввин сказал раньше, а Аллах повторил позже. И это при том, что мусульмане не принимают Талмуд как источник истины и постоянно рассказывают, будто Талмуд — это выдумки раввинов. Но когда фраза из Талмуда красивая, Аллах внезапно уже приписывает ее к себе. Тогда возникает вопрос: если раввины все выдумали, зачем Аллах повторяет их законы спустя века? Со стороны это выглядит так, будто кто-то услышал умную мысль раввинов II века, подождал несколько веков, а потом выдал ее за свое откровение. Факты вы видели, выводы делаете сами. Сейчас я тебе покажу. Есть таких, ну, я тебе могу показать, ну, где-то штук 10. 10, понимаешь? Опять же, мы пришли к Сану, мы с Сашей делаем ролики, Саша молодец, мы скидываем тему. Еще Рома в этом деле как бы помог. Это мы взяли специально не с пророков, не с каких-то мудрецов. Мы взяли просто какого-то раба, есть раб, да, который ведет спор в Талмуде с мудрецом, и они объясняют, как это все происходит. Почему написано убить одного человека, это потому что, типа, как твой род умирает. И вот это объяснение. И эти объяснения, вот просто, да, не цитаты, а объяснения попадают в Коран. И тут такое, а как это так? Это его цитата, это простой раб сказал. Ну, как бы раб.
Это не простой раб сказал, да? То есть у нас как оказывается, рабы — это Аллахи, это Бог, это их не... Это же настолько надо быть тупизмом. Насчет вчера про Илуима, я знаю ответ, кстати, Стелла, но я боялся ответить, потому что взорвет мозг. Потому что понятие Илуим — это понятие, как он творец ТВ, природный. То есть то имя, которое мы запрещено нам говорить, это он как бы создал его над природной силой. То есть это одна из черты его силы. То есть как идолопоклонники, боги, вот это все, да, природная такая вещь. Поэтому мы не отрицаем. Это одна из его сил, природная сила. Поэтому у нас в Талмуде, в Торе написано не Элуим, а Адунай. Его как бы это... Но самая главная ступень, да, мы не называем его имя, это он. Он как бы творец вселенной. Поэтому как бы я не знаю, как объяснить правильно. Ну, я сидел, даже переспросил даже сегодня у этого, у Эммы и этого Альберта, типа так это так. Вот. Поэтому нету барабим, всякое это. Я вопрос другой задаю. Почему простые слова наших рабаним попадают в Коран? Да? То есть мы сейчас сидим, разговариваем здесь какие-то вещи, вот так, да, беседуем, и через 2000 лет попадают мои слова или Ибраима, или ветерана в какую-то книгу, священную книгу. И говорят, что это сказал Аллах. Как бы где логика? На что строилась эта вся база? Ладно, что то, что мы уже нашли, показали, что сама Коран он сам себя уничтожает, искажает, да? Что он сам достоверно показывает, сам Коран, без придумывания всякого, без всяких там накруток, что эта книга недостоверная. Если они говорят Священное Писание, если говорят, что Аллах не делал ошибки, он знает наперед, его слово закон, он не может, все, это так и будет. Это уже не работают всякие вот эти отговорки. Это уже эта реплика пошла. Но тут другое еще самое. Каждый раз, когда я подхожу к этой книге, да, со стороны, я постоянно как бы в таком шоке, в легком таком шоке. Постоянно какая-то такая непонятная вещь идет. И эти же люди создали свою религию под такой соус, что все другие религии это искажены, заметьте. И у них это последняя книга. Вот так. То есть как бы смешно, да? А вот ДТ, давай, поднимись, расскажи мне. Вот все вы сидите внизу и не можете ни разу ответить на мой вопрос. Ни разу. Давай, будь героем. Сегодня твой звездный час, поднимайся. То есть, Леон, вот смотрите, как я понял, значит, в Коран же берет из Библии и Торы много вещей, и какой-то еврей сделал какое-то высказывание, и вот эти вот плагиатчики, думая, что он озвучивает цитату из Торы, взяли, короче, и внесли это в Коран. Хочешь, я тебя включу? Я могу, знаешь что, я сделаю по-другому. Мы возьмем 10, 15 для таких ДТ, как это, таких сильных чеченцев, коренных таких исламистов, дети Кавказа. Мы вам сделаем ролик 10 вещей, которые говорит рабаним. Они говорят, они пишут это, и это попадает в книги, все это писанина попадает в Коран. Мало того, это говорят, что еще сказал это Аллах. Вот, это вообще интересно происходит. Интересно это. Смотри, я тебе заново это включу, послушаешь. Пристегнитесь, друзья. Сейчас будет шокирующий момент. Еще в первые века нашей эры еврейские раввины записали в Талмуде в сборнике еврейских законов и этических учений правила. Кто спас одну жизнь, спас целый мир. Это записано в Синедрин 4.5, примерно во II веке. Эпоха задолго до ислама. А потом проходит несколько веков, и в VII веке в Коране, в суре 5, аят 32, Аллах говорит: «Мы предписали сынам Израиля, кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь
жизнь всем людям. Интересно получается. Раввин сказал раньше, а Аллах повторил позже. И это при том, что мусульмане не принимают Талмуд как источник истины и постоянно рассказывают, будто Талмуд — это выдумки раввинов. Но когда фраза из Талмуда красивая, Аллах внезапно уже приписывает ее к себе. Тогда возникает вопрос: если раввины все выдумали, зачем Аллах повторяет их законы спустя века? Со стороны это выглядит так, будто кто-то услышал умную мысль раввинов II века, подождал несколько веков, а потом выдал ее за свое откровение. Факты вы видели, выводы делаете сами. Вот делайте вывод. А Санедрин — это книга, чтобы ты понял, Зеро, это там ведутся споры, знаешь, это точилка для мозгов. Талмуд — это вообще точилка для мозгов, понимаешь? То есть там могут взять какие-то обычаи другого народа и оспаривать, правильно это, неправильно. Или там, как, например, перешел ты на красный свет, правильно это или неправильно, понимаешь? И тут мнения всяких рабаним идут, и они там пишут вот, что без всяких объяснений, как Твиттер. И тут эти объяснения, именно объяснения, попадают в Коран. Это вообще, бля, наш умора. Это настолько надо быть примитивным, чтобы взять оттуда и вписать в Коран и сказать, что это Аллах. На что они надеялись, я не знаю. Да, спасибо, я понял. Это знаешь, как вот в Коране написано, как формируется плод, и сейчас современная наука показала, что это неправильное чуть-чуть описание. Они взяли его у греков, а тот грек, который описывал формирование плода, тоже ошибся. То есть они ошибочную версию вписали в Коран, как от Аллаха, который все знает, откуда Мухаммад все это знал, а теперь вот наука подтвердила, что тот грек ошибся, и они эту ошибочную версию вписали в Коран. Вот примерная аналогия тоже вот с этим. Еще вот вчера мы подняли вопрос интересный, что был один христианин, и там написано «читай». Он прочитал и объяснил, и что-то тоже написал. Теперь у нас есть вопрос, а что он там читал? Откуда он читал? Что он прочитал? Если тот не умеет читать, писать, понимаешь? Вот этот Фурсон, он же не мог читать, не писать. Откуда, что он там читал? И это то же самое, когда пришел к нему этот ангел, сказал, читай. А что читать? Откуда читать? Значит, что-то было готовое. Понимаешь? Тут очень много нестыковок идут. Напридумывали всякое, вот просто напридумали. Я понимаю, что эти люди примитивные, настолько были, они сейчас примитивные, а тогда еще подавно были примитивные. И это все, как бы, знаешь, схватило свое. Без обид, серьезно. Просто если включая, как бы, логический путь, идешь по логике вещей, но нету логики, нету цепочки. Даже когда ты читаешь эту книгу, нету цепочки, понимаешь? Она прыгает постоянно. И вот этими, они постоянно играются вот этими. Это как Ключко, серьезно. Вот посадили Ключко, да, и он написал эту книгу. 1 к 1. Там он в хадисе, или он еще говорит, этот христианин, который принял ислам, потом вышел из ислама, и он говорит, Мухаммад знает только то, что я ему написал. Ну да, видишь. То есть... А этот, который сказал, что этот ангел, он же тоже был христианин. Дальше написано, что Аллах умертвил этого христианина, и Мухаммад и его сподвижники пытались его там что-то раскопать, закопать, что-то такое, короче. 3 раза. Вот, в общем, странная, короче, история такая. Ну, они его хотели, не странно, они просто его замочили и все, и написали вот это, чтобы не было свидетелей. Вообще, по-исторически, Мухомора нельзя найти. Ну, нет такого данных по-исторически. Сейчас ДТ опять заплюет мне все этот личку мне заплюет экран опять, начнет кричать. Лучше подними сюда, что ты там в личку мне опять пишешь. Подними, давай поговорим один раз, а тут и это.
50 сообщений в день закидываешь, блин. Вот кто-то там пишет, типа, слышал звон, не знаю, где он. Это поднимись, да. это- Да, он любит это истинный мусульманин, давай, поднимайся. Леон, я просто хочу сообщений. озвучить этот хадис. Хадис Бухари, достоверный из книги Бухари, признанный исламом самым достоверным после Корана. Этот хадис под номером 3617. И нету там никакого звона, не звона. Там. Почитайте, ознакомьтесь. Звон у него в голове. Знаешь почему? Потому что мозгов нету. А еще и веревочка может быть есть. Может быть. Что держит уши. А все остальное все там, бля, вот, пустота. Вот давай ты поднимешься. Вот давай ты лучше поднимешься, вместо того, чтобы 50 сообщений мне в день в истерике там что-то говорить. Вот, и здесь уже поговоришь, выговоришься. Наконец-то. Кстати, вот эта Не тема, бойся. что в исламе прокачивается по поводу вороны. Да, есть эта тема вороны. Она тоже взята из литературы Мидраша. Там это Перкей де Раби Элиэзер. И он рассказывает, что после убийства Авеля ворон научил Адама хоронить мертвых, выкапывая землю. В знак благодарности вороны получили награду Бога, как бы внимание и молитву. И в исламе это тоже как бы вот описывается, ну как бы они это взяли с наших книг тоже. Сейчас я включу все. Вороны. Раз такая пьянка, сейчас я включу. Сейчас я подготовлю. Секунду, говорите пока. Локи не поднимается, ну может быть занят человек, может не может говорить. Тот как будто убил всех людей, а кто спасет, тот как будто спас всех людей. 3 Талмуд, Санхедрин 37а. Мишна. Всякий, кто уничтожит одну душу из Израиля, Писание вменяет ему, как если бы он уничтожил целый мир. А всякий, кто сохранит одну душу из Израиля, Писание приписывает ему, как если бы он сохранил целый мир. Коран прямо говорит, что это предписано сынам Исраила, и контекст связан с историей Каина и Авеля. Это раввинистический комментарий к Быт 4.10. Многие чащ кровь Авеля, а не прямая Тора. Похожее есть и в Иерусалимском Талмуде, без из Израиля, в некоторых версиях. Авраам разбивает идолов и чудо с огнем, Коран, Напрар 21, 51, 70, 37, 83, 98. Авраам спорит с отцом и народом, разбивает идолов, оставив самого Большого. Его бросают в огонь, но Аллах приказывает: «О огонь, стань прохладой и миром для Ибрахима». Мидраш Берешит Рабба и другие раввинистические источники. Похожая легенда. Авраам разбивает идолов в мастерской отца, Тераха. Его бросает в печь Nimrod, но он чудесно спасается. Эта история не в Библии. Она выросла из народных преданий и, возможно, из игры слов с Ур — город, огонь.
Каин, Авель и ворон. Коран 5.31. После убийства Аллах посылает ворона, который скребет землю, показывая Каину, как похоронить брата. Параллели в Мидраш Танхума и Пирке де Раби Элиезер. Ворон учит хоронить. Детали варьируются. Иногда ворон учит Адама. И датировки источников спорны. Некоторые постисламские. Другие примеры сходств – богатство Каруна, Коран и описание Караха в Талмуде. Детали историй о Моисее, Соломоне, горе, нависшие над израильтянами и некоторые правовые этические мотивы. Общие мотивы в преданиях о пророках, Исраилият, которые передавали обращенные иудеи вроде Каба аль-Ахбара или Уах ибн Мунаббих. Важные оговорки. Многие параллели идут не напрямую из письменного Талмуда, а из устных преданий, таргумов, арамейских переводов и мидрашей, распространенных в Аравии. Мухаммад по традициям общался с иудеями Медины. Коран часто корректирует или переосмысливает эти истории в монотеистическом ключе. Аналогичные параллели есть с христианскими апокрифами, сирийской литературой и даже другими источниками, не только иудейскими. Мусульманская перспектива – это подтверждение предыдущих писаний или общая истина. Сейчас, секундочку, я вообще включу. Вот здесь такие вещи, сейчас я включу, будет вообще будет бомба. Секунду. Сейчас, слушай. Коран как компиляция раввинистических преданий, выданные за прямое слово Аллаха. Одна из самых серьезных проблем ислама – это то, что значительная часть Корана представляет собой переработанные и приписанные Аллаху цитаты, легенды и толкования из раввинистической литературы – Мишна, Талмуд, Мидраши. Мухаммад или авторы текста общался с иудеями Аравии, слушал их устные рассказы и фольклор, а потом выдавал это за новые божественные откровения. Это не подтверждение предыдущих писаний, а заимствование человеческого материала с последующим переоформлением под монотеизм и арабский контекст. Классический пример убийства одного – убийства всего человечества. Коран 5.32. «Мы предписали сынам Исраила, кто убьет душу, тот как будто убил всех людей». Это прямая цитата из раввинистического комментария. Мотай это, Лен, уже 5 раз слушаем. Талмуд. «Всякий, кто уничтожит одну душу из Израиля, Писание вменяет ему, как если бы он уничтожил целый мир». Коран даже сохраняет ссылку сынам Исраила, но выдает раввинское толкование на Библию за прямое предписание Аллаха. Это не божественное откровение, а пересказ человеческого комментария VII века или раньше. История Авраама, Ибрахима с идолами и огнем в Коране 21:51-70, 37:83-98 Авраам разбивает идолов отца, его бросают в печь, Аллах говорит огню «стань прохладой и миром». Это не из Торы, а из Мидраш Берешит Рабба и других раввинистических легенд. Библия ничего подобного не знает. Мухаммад услышал популярную еврейскую сказку от мединских иудеев и выдал ее за откровение. Ворон и Каин, Кабила, Коран 5.31. Аллах посылает ворона, который учит Каина хоронить брата. Параллель в Мидраше Танхума и Пирке де Раби Элиезер. Опять не библейская история, а раввинистический фольклор.
Другие примеры богатства Каруна, Коран и сокровища Караха в Талмуде. Ключи от сокровищниц несли сотни мулов и так далее. Детали историй о Моисее, Соломоне, ангелах и Адаме. Многие юридические и этические мотивы, которые ближе к раввинистическим толкованиям, чем к прямому тексту Торы. Авраам Гейгер, еврейский ученый XIX века, и многие последующие исследователи, включая христианских и светских, показали, что Коран полон такого материала. Иудеи Аравии того времени часто знали не столько саму Тору, сколько талмудические легенды и мидраши в устной форме. Мухаммад брал эти простые раввинские истории, корректировал их, убирал из Израиля, добавлял исламский акцент и объявлял словом Аллаха. Почему это разрушительная критика? Если Коран — вечное, несотворенное слово Аллаха, почему он содержит человеческие раввинистические комментарии VII века, как «мы предписали»? Почему в нем ошибки и искажения библейских историй именно в том виде, в каком их рассказывали простые иудеи, а не как в оригинальной Торе? Почему Аллах повторяет фольклор и легенды, а не дает чистое уникальное откровение? Это указывает на человеческое происхождение текста. Мухаммад был умным человеком, который синтезировал доступный ему иудео-христианский материал Аравии, адаптировал под свои нужды и представил как божественное. Исраилиат, еврейские предания, которые передавали обращенные вроде Кааба аль-Ахбара, стали частью Корана. Мусульмане отвечают: это подтверждение. Но тогда почему подтверждение часто ближе к поздним раввинским сказкам, чем к самой Торе? Почему вечная книга повторяет ошибки и добавления человеческих комментаторов? Это классический случай культурного заимствования, выданного за сверхъестественное откровение. Коран — продукт своей эпохи и окружения, а не вечная речь Бога. Короче, это достаточно, что это уже факт. Это не там, что показал Нах, Шмакс, пописали, переписали, что ли там уничтожили. Они просто брали писание рабаним и простых людей и вписывали это в Коран. Это вообще, знаешь, как бы, и кричал, что это Аллах. Ну, нормально. Записывайте тоже сегодня мое слово. Через 2000 лет впишите тоже мои слова в Коран. Все будет нормально. Я вам сейчас такое расскажу. Вот видите, собрались с этими сионистами, ягудами тут. Вот видите, что они делают. Они хотят отнять у нас ислам, который Путин непосильным трудом 30 лет установил. 1600 баз построено, все пустое, шеф, что пропало? Никто не хочет принимать ислам, машалла, блядь, не прокатывает. Говорят, что как можно жениться на двоих, как это возможно? Вы не пренебрегаете религии Аллаха, субханаллах. Нужно любить двоюродную сестру, да, можно с ней спать, да, наш пророк так делал, нам аят прислал. 50-й аят сура «Союзники не принимают чеченцы, кафиры, все вы наджисы». Вот эти яхуды, вот видите, к ним приходят и помогают своим братьям кефирам, вот этим чеченцам, язычникам, безбожникам. Вот видите, я же говорил, вот сионисты, вот как Кутаев, который говорил, вот этот, он тоже сионист, да, яхуд. И пускай кракен до конца. Kur'an nаш Камасутран, Хадис аль-Бухари, похождение нашего похотливого Файла. Артисты как-то заранее предупреждаешь, кто сможет писать это момент. Радио скинешь мне потом этот кусочек? Хорошо, радио? Подождите, сейчас омовение делаю, как раз ноги, нечетные же нужно, 3 раза ноги, 3 раза уши, 3 раза. Пророк же нечетный раз потерялся,
Поэтому каждый деталь нужно 3 раза мыть. 5 раз, 5 раз. Кафир ты, кафир, 5 раз. Сколько раз тебе Можно экономить сложенную воду. Пророк 11 жен сразу никахом. 11 жен наш пророк никахом. И 1 раз купался. Экономичный наш пророк. لكم دينكم ولي دين. Короче, готовимся к последнему махачу с кафирами, наджасами, вот этими ягудами, вот этими язычниками, чеченцами. Последний реванш остался. Короче, мы, давим, все равно, свою историю не хотят забыть, это чеченцы, наджасы. Вот постоянно своих предков упоминают. А наш пророк что сказал? Альхамдулилля. Схватитесь зубами коренными вот за вот этот прибор своего отца. И не передавайте мои слова другим. Очень, такой воспитанный человек наш пророк был. Очень стеснялся всех. Да, даже по сторонам не смотрел, когда фугас ложит. Вышел, туалетов-то нет. Любой, даже на крышах, своих родственников, жены фугасла. Вообще, не смотря по сторонам. Просто стеснялся, может, кто увидит. А кому видно, тому стыдно. Вот эта пословица, это хадис русский тоже оттуда. Вендетта, эту страницу, это, по-моему, в Кербале, в Ираке. Значит, христиане, которые... Написано христиане, которые любят имама Хусейна. Вот видишь, они ходят. Извиняйте, ягуды, наджасы, евреи, многобожники. Я приветствую. Приветствую, забыл уже, меня занесло. Приветствую всех, маршрут. Привет, привет. Заходите к этому Антонио Травелс и смотрите, там реально интересные вещи. Я не знала, что христиане ходят в Кербале там и признают имама Хусейна. Это что-то новенькое для меня. Вот вчера или позавчера кто-то зашел. Ты признаешь все, что в Коране написано? Я признаю все, что в Коране написано. И потом началось, когда мы его аят, хадисы привели, что Мухаммед спал с ребенком. Этот сразу ему во все щели, отправил насиху. Тому, кто дозволяет, и тому, кто сделал это на чеченском полностью. Подожди, ты же как пророку говорю? Я не говорю, что это же пророк сделал. И раз, испарился, выбежал, и пропал. Чеченцы вот такие мусульмане. Прямо пророка, Бухари, муслимов вообще нахрен посылают открыто. Ты еще закончил еще дальше будет? Я хочу записывать просто. Ну давай, я как раз к намазу в мечеть готовлюсь. Я белый халат свой одел. Сейчас поток, поутюжу чуть-чуть. Сейчас в мечеть нужно срочно. 5 раз намаз сделал сегодня? Да, 5 намасты. Делай намасты, живи по масти. На мосту, да? Пура Мазда наш Аллах, альхамдулилlah.
Короче, Леон, европейские муджахиды комнатные уже полностью отреклись от ислама. Даже вообще Коран, Камасутру, Сунну пророка, короче, шариатское, исламское, вообще даже мусульманистое, вот даже боятся сказать. Вообще ни один термин из этого всего. Представляешь, там по этим русским помойкам ФСБшным шляются, и они там вообще хлеборезку боятся открыть по поводу встать на сторону исляма, самой мирной религии. Что даже вообще говорить, что... Это там в мечети в Кербале. Смотрите. Я даже понять не могу, что это было. Сейчас там сначала поставлю. Что это за павлины такие? Что это за... Это в Ираке, в Кербале. Мечеть же большая есть там. Я не знаю, что это за выступление. Почему там? Нет, это Хусейн там. Блин, почему не работает? Леон, ты связался с этим, как его, директором Моссада, начальник у вас там? Мне, короче, мне срочно нужно, короче, свадьбу сыграть. Секунду, исправлю. Зависло что-то тут. Вот. Смотрите. Давно мне блокнули. Мне блокнули камеру, представляете? ТикТок. Ну, потому что всяких павлинов показывают. Я в шоке от ТикТока. Он мне просто все запрещает показывать. Это виноват ваш этот Бенямин Нетаньяху. Вот он вот просто защищает ислам, скрытый мусульманин. Тоже вот у меня тоже удаляет видео. Не говорит, про ислам нельзя так говорить. Леон, ты здесь? Да. Смотри, вот аналогичные, вот как бы по той теме, как бы плагиата. Вот так, значит, на Иснад линк сайт Сахих аль-Бухари, книга поста, хадис 2004. Внимательно слушаем. Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал, когда пророк, прибывший в Медину, увидел, что иудеи постятся в день Ашуры, он спросил, что это? Они ответили, это благой день, тот день, когда Аллах спас израильтян от их врага, и поэтому Муса стал соблюдать пост в этот день. На это пророк сказал, я имею на Мусу больше прав, чем вы, после чего стал соблюдать пост в этот день сам и велел делать это всем остальным. Алхамдулилlah, наш этот Мухаммад тоже яхуд, алхамдулилlah. Наш начальник охраны нашего пророка Умар бин Хаттаб, ночной охотник, который жен пророка шантажировал, тоже ходил в синагоги, да. Нет, смотри, как вы прокомментируете? Вот он шел, увидел, иудеи постятся, спросил, что они делают, они ответили, и он у них взял это и с этого момента тоже начал поститься, и своим последователям тоже приказал это делать. Как это понимается? Ну, срисовал. Это же Аллах ему сказал. Срисовал. Это пишет на чеченском. Собрали евреев, говорит, и хотят, короче, сказать, что они решают чеченские проблемы. А их цель нам же понятно. Я, например, горский чеченский еврей, шарикатистый, мусульманистый, это кришнаит, альхамдулилля, яхуд.
я тоже вам помогаю, чтобы вы, короче, вот ислам из чеченской среды, короче, испарили. Вот. Как демократы вернутся в Чечню, и как Муса Аламаев говорит, ислам испарится, и он не будет существовать природы. Алхамдулилля. Микаил пишет, да? Да, тут опущен Микаил, даже голосок свой муджаидский боится тут просто, чтобы его голос услышал, потому что придет день, за хвост возьмут, за вот эти террористические, петушиные вот эти угрозы. Понимаете, вот за хвост, он прекрасно понимает, Микаил не дурак, Микаил комнатный, опущенный муджаид. Микаил, а когда твои друзья сидят с азербайджанцами и армянами и обсуждают бедную Палестину, это как-то решает ваш вопрос? Скажи, пожалуйста. Привет всем. Вчера, кстати, это вторая волна, что ли, началась. Есть же там пригород, город-спутник с Лос-Анджелесом. В основном там живет армянская диаспора. Вот. Не видели, да? Там опять митинги Free Palestine начались. Я вам еще один момент хочу сказать. Вот даже вот этот ислам не так уж уже, у них подгорело. Но когда евреи и чеченцы начали общаться, вы что? Короче, Аллах спустился на крышу Лубянки, там коллеги ФСБ, муфтият собрал, короче. Вот эти евреи и чеченцы, короче, там садятся вместе, разговаривают, что с ними сделать. Вообще факта нету никакого привести, что между нашими народами были какие-то терки. Палец сосет, Аллах тоже на троне сидит, палец сосет, из пальца что-то хочет. Не получается, короче. Как говорится, вот русская пословица, не можешь фугас ложить, не мучай вот эту фугас ложиловку. Я думаю, что-то случилось, думаю, что за вторая волна пошла, вроде все затихло и по новой. Лео, там что-нибудь произошло? Я что-то выпала из новостей. В связи с чем? Мы замочили еще одного лидера из Газы. Он только закричал «Хамдулилля», и мы ему сразу 2 тонны на голову. Иншаллах, мы ваши все адреса записываем. Иншаллах, сейчас летающие диваны, короче, у нас сейчас. Илон Маск, мы уже заказ сделали, Бен Салман, Путин, Василий Васильевич Хуйло, короче, нам уже диваны обещали летающие. Будем преследовать вас везде, где бы вы ни были, вы должны будете уверовать в последний день и Аллаха, или секир галока, или платить джизью по 9 суре 29 аята в униженном состоянии. Все, у вас больше вариантов нет. Как Тунцу Лубянский говорил, если кто-то насильственную власть взял в руки, ему присягают, все руки подняли и сдались. Да, стали раком перед халифом. Но непонятно, почему Тунцу убежал в самую шарикатистую Швецию, где 80% атеистов живут, и попросил у них помощи. А в Коране, Камасутре Аллаха, есть аяты, 6 аятов и сахих хадис, в которых и Аллах, и пророк отрекаются от так называемых, в кавычках, мусульман, которые попросили помощи у иудеев, христиан, безбожников, без разницы. Да, Аллах говорит, вы являетесь теми же самыми, я дам вам лютую кару, вы неправдивы в своей вере, уподобляетесь лицемерам, вы не имеете никакого отношения к Аллаху. Это слова Аллаха. Короче, тут нужно выбирать, или Аллах и Мухаммед балабол, или это так называющие себя мусульманами, вот эти опущенные, которые ходят по свету и рвут тельняшки, там, кальсоны, халаты и все остальное. Нужно принять полностью ислам. Не часть, которая вам нравится, которая вам удобна, взять, которая неудобна, а полностью нужно любить то, что нам принес пророк под Файл Музмага и наш Аллах прислал нам Полностью, каждый, соблюдать каждую вот
Вот как говорил Белокуров, вот этот, не ингуш, не чеченец, короче, что в этот, Закаев, короче, Лубянская шмара, его представителем. Представляете, представитель чеченского народа, вообще безродное существо, вообще просто чеченский язык знает. Он вот неделю, не знаю, вот и гуляет по интернету, ходит в Польше по еврейским вот этим посольствам и там кричит: Израиль террорист, Израиль насилует наших братьев. Алло, наши это кто? У чеченцев Палестины братьев нет, извиняйте. Ваши, наши, тут нужно определиться. Ты вообще мудак, тебя Аллах в Коране, в Сахих хадис пророков, ты говорят, что ты не мусульманин даже. Ты что в Польше делаешь? Перед яхудскими, наджасскими, кефирскими вот этими посольствами. Нет, ты должен вон там с оружием в руках защитить. Ты джихадист. Ты лев или львица Аллаха опущенная. Вот и от моего имени, моего народа, вот в адрес целого народа Израиля, вот свою вонючую хлеборезку Ислам Белокуров, шмара ты, короче, тоже подлубянская, подрусская. Вот ты не имеешь права. Вот от имени мусульман говори. Вот именно мусульман, мои мусульмане. От имени чеченского народа хлеба. Вот Закаев. Я извиняюсь, я на чеченском сейчас. Закаев, послание. Закаев, так буаржая отцов. Это он же чудинер. Что вам сделали евреи, мудаки конченые? А что? Покажите нашим предкам. Вам-то вообще это слово относительно вообще к чеченскому народу вообще ни хрена никаких отношений не имеете. Вы как раз-таки враги чеченского народа. Это что сделали евреи? Хаменка, халяла, шныр опущенная. Что тебя евреи изнасиловали? Или что с тебя сделали? Из тебя наложницу сделали евреи? Как ваш пророк делал? Что, поднимись? Ты вообще одного еврея в глаза видел? Какие-нибудь отношения имел с ними? Поднимись, муджахид опущенный, лев Аллаха. Поднимись. Балаболы гребаные. Извиняйте. Леон, ты намаз сделал? Конечно, 10 раз. Сейчас в туалет пойду, опять сделаю. Весь этот мир не стоит одного намаза, представляешь? Которого в Коране вообще даже ни одного слова нет про него. Вот такое у нас чудо ислама. В Коране есть, как нужно изнасиловать чужих замужних женщин написано, как нужно с маленькими детьми совокупляться, как нужно, короче, кафиров принуждать платить дань, джизью. Ну, видишь ли, вот этот весь мир, чего не стоит, вот этот намаз один. И его забыли записать, вот спешки. Здравствуйте. Вендетта, ты что разорвался я тебя? А мне вот честно... Алло, я разорвал булки вашему Аллаху. Алло, Здравствуйте. Я тебя сейчас разорву твое очко, блядь. Тихо. Здравствуйте. Извиняйте, тут у нас ЛДПРовцы пришли, муджахиды, Аллаха, заднеприводная умма Мухаммада, наш Мухаммад тоже был заднеприводным. Народ разут не даст соврать. Извиняйте, просто тут у нас такие мусульмане. Вопрос-то там. Скажи мне, Балашка, а как писания наших рабаним попали у вас в Коран, и вы говорите, что это Аллах? Ничего себе приход. А ну-ка объясни мне это дело. Кому ты говоришь это? Тебе, кому еще? А кому еще, блин? Подожди, не мешай. Ты кому, Лео, мне говоришь, да? А кому, с кем еще разговариваю? С тобой.
Вот ты мне объясни. Ты вообще с каких пор ты копаться начал в религии? Ты вообще, ну, Тихо, Леон, тебе 100 раз сказали, не лезь туда, не суй свой нос в религию вообще, ты далеко от Ты этого не всего. тыкай, ты мне не тыкай. Да когда столько я ты сейчас тыкну. тупой, блядь, ну куда ты лезешь? Вот, ну ладно, Вот что ты опять подгораешь, спокойно. Возьми в рот что-то и отдохни. Ну что ты лезешь? Ты там вот. 0, блядь. 0? Так я же тебя спрашиваю, объясни мне, вот ты же там супер-пупер у нас, правильно? Ты же у нас все знаешь. У меня 7 черных поясов по Корану Камасутре и 5 зеленых поясов по похождению похотливо по дайфайлам Узбаги. Хамдулилля. Я Можно я супер-пупер вопрос задам? Скажи, Абдулашка, Заварю скажи очка. такую вещь. Вот я не знаю, не понимаю в религии ничего. И ты у нас супер-пупер, олцин-поцин паровоз, все знаешь. Объясни мне такую вещь, как писание простых рабаним, рабай, да, раб, его писание, его объяснение попадает в Коран, и еще это, оказывается, Аллах говорил. Как такое может быть? Ну, он не знает. Лео, можно я вопрос задам? Нет, подожди, подожди, не дай ему. Дай ему собраться информации в голову, он сейчас думает, как ответить. Леон, у него связи нету. У него вообще связи нету. Ну вот, я же тебе говорю, связи нету у него. Написано красным все. Брал, естественно, конечно, будет то же самое написано в Коране. У него и так связи нету. Вот смотри, давай я тебе включу ролик. Малахольник, послушай, слышишь? Давай я тебе включу ролик. А потом я тебе включу текст, сколько вы списали. Писал Раф, да? Алло, вернись на базу. Ну так неинтересно с ними, они всегда постоянно. У них спутник улетает. А можно вопрос задам? Вот этот есть же ММА боец Усманов, он чеченец же, да? Мусульманин же. А вот по всему интернету... Сейчас, Алиса, у нас здесь серьезная тема, Алиса, давай, подожди. Малахольник, ты меня слышишь? Прием. Я мам. Сын там этого чего-то. Все, ушел в себя. А с вами неинтересно. Ты меня слышишь? Леон? Я тебя слышу, да, я прием. Слушай, я мне объясни мне. Да, объясни мне. Вот смотри, я сейчас включу тебе один ролик, а потом мы пройдемся по другим писаниям, как простые рабани, раб написал, сделал объяснение, и вдруг это попало в Коран, и еще это сказал Аллах. Давай послушаем, а потом ты мне все объяснишь, окей? Ты же у нас умный, ты же у нас знаток в исламе. Давай, слушай. Пристегнитесь, друзья. Сейчас будет шокирующий момент. Еще в первые века нашей эры еврейские раввины записали в Талмуде в сборнике еврейских законов и этических учений правила. Кто спас одну жизнь, спас целый мир. Это записано в Синедрин 4.5, примерно во II веке. Эпоха задолго до ислама. А потом проходит несколько веков, и в VII веке в Коране в суре 5, аят 32, Аллах говорит: «Мы предписали сынам Израиля, кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям». Интересно получается. Раввин сказал раньше, а Аллах повторил позже. И это при том, что мусульмане не принимают Талмуд как источник истины и постоянно рассказывают, будто Талмуд — это выдумки раввинов. Но когда фраза из Талмуда красивая, Аллах внезапно уже приписывает ее к себе. Тогда возникает вопрос: если раввины все выдумали, зачем Аллах повторяет их законы спустя века? Со стороны это выглядит так, будто кто-то услышал умную мысль раввинов II века, подождал несколько веков, а потом выдал ее за свое откровение. Факты вы видели, выводы делаете сами. Давай сделаем вывод. У меня сейчас здесь много таких. У меня вопрос малахольный. Повторяю, для одаренных. Рав написал, да, это не это написал Рав объяснение. И вдруг его писание, и таких не один, их много, попадает к вам в Коран, и еще это, оказывается, Аллах сказал. У вас, получается, наш Рав — это Аллах? А ну-ка, давай. Тут что-то не то. Ты у нас знаток, объясни. Мы здесь не понимаем, что происходит. Леон, у него связи нету. А нет у него связи, если нет. Ну нету, горит красным одна палочка. Он меня слышит, он слышит.
Леон, Смотри, у него связи и не было никогда. У них вообще нет а он связи. в ауле живет. Не. А что, он залез на высокую гору? Извини, тут, короче, опущенный мусульманин пишет, которых в кавычках 2 миллиарда они кричат, и он недоволен, что к одному чеченцу пришли 6 евреев, говорит. Не 6 евреев, а вот этот, твой брат, вот этот, который тут сидит внизу, Аштан, это тоже опущенный муджахид, сидящий на кефирских харчах в Европе, мудак, который сбежал с поля боя, повернулся спиной к джихаду, да, аят есть, хадис есть. Те, кто повернулись спиной с поля битвы, они вечно будут опущены, гореть в аду, Аллах их не простит. Вот чеченцам будут приходить евреи как раз таки. И я рад евреям. Евреи всегда будут нашими очень хорошими гостями, очень хорошими друзьями, братским народом. Вот своих опущенных мусульман с Палестины. Иди. Вендетта. Никто не против. Хлеборезку закрыл, пока я тут говорю. Алло. Закрой свой ебало, подожди, никто не я против, сейчас. блядь. Слушай, твой блевотин слушает, блядь. Никто не... Тихо, тихо, не подгорай, успокойся. Вот смотри. Так, пошел вслед за русским кораблем, опущенный муджахид. Вот ваш ислам, ты не в мечети. Понимаешь, это у вас в мечети можно. Ваш пророк в мечети матерился как сапожник. Да, там про органы, про дырки, щели, короче, женщин. Вот все говорил ваш пророк. Это тебе не мечеть. Это чеченская демократическая партия, вот чеченцы, которые собираются обговаривать со всеми людьми этой планеты свою проблему, их проблему. Ты не в мечети, а что? Ничего, Вендетта, я тебе твою очко порву, блядь, один день, увидишь, блядь. Я тебе разорву. Тихо, успокойся. Аллаху 5 раз в день ставлю раком прямо на его троне. Ты до тех, пока со мной не встретишь. Тихо, малохоль. Комнаты выбирает. Давай, я 100 раз сказал, где ты находишься, Президина, блядь. Скажи, где ты находишься. Подождите, братья и сестры во Христе, подождите. Это самое. Не ссорьтесь. Что, скажи мне такую вещь. Да, я хотел после эту тему. Леон, ну Я тебе- он хочет что-то сказать, ты встреваешь. Ну, Ибрагим что-то хотел сказать. Знаешь, Леха? Ты хабеду то? Не, ничего, говори, я тоже успею, не проблема. Вот этот, как его, Аштрей, или как его правильно? Малохольный. Астран ибн Анус опущенный. Дай, бля, научись, ёпта. Вот скажи мне вот такую одну вещь. Когда я тебе включил, что видеоролик, да, доказательства, как наш от Рабая перешло в Коран, и оказывается, это еще сказал Аллах, ты что-то, блядь, потерялся. А сейчас, как Вендетта заговорил, ты сразу, блядь, проявил себя. А у меня еще есть, смотри, друг, искусственный интеллект. И я что-то его спросил, а где еще там они, эти шлемазалы, взяли сторы? Не сторы. Да, я понял. Слушай, Они- Леон, я понял. Слушай. Я понял, я слышал вопрос. Слышь, внимание, вопрос второй. Я еще Я раз слышал спросил- вопрос полностью, весь я До услышал. конца, Я имей тогда тоже терпение, слышал. терпение. Подожди, Давай. терпение. Тихо, успокойся. Возьми вот воздуха. Давай, говори быстрее, бля, мне Я сейчас еще его так будет. спросил, опять его спросил, а откуда взяли мусульмане еще от простого арабая, да, и переписали в Коран. Он мне как дал здесь текст. Мы это тоже с тобой пройдем. Хорошо, слушай внимательно, я тебе отвечаю. Слушай внимательно. Давай. Ты, смотри, вот я тебе как в тот раз говорил, сейчас тоже повторяюсь, ты вот сейчас только подхватил эту тему, да, уже ее обмусолили давным-давно уже, эту тему. Вот ты как баран ходишь по эфирам, где-то что-то услышишь, прибегаешь, прям, Тихо, не ори, не обзывайся. Послушай, не обзывайся. уже Не давно- называй своего Мухаммада вот здесь, а барана вот не надо. Не надо называть его имя здесь. Здесь святое место, давай. Мухаммад не баран, Мухаммад Ишак. Даже я... Подожди, не это самое, короче, не оскорбляйте пророков, подождите. Как можно педофила оскорбить? Как можно педофила оскорбить? Чем? Подожди, я подожди. тоже хочу вопрос. Вы не даете здесь нормально мусульманам Не, ну пообщаться. он матерится, он оскорбляет. Мы спокойно же разговариваем. Давай, только без Окей, матов. тогда а что, не матерись, и они тогда тоже не будут там
сквернословие на пророков и так далее. Не, ну смотри, я с любым человеком могу говорить на любом языке. Блядь. Если будет Ты он спокойно оскорблять говори, религию, без я нервов. его Я- весь... Смотри, Я я его- тебя сейчас спросил. Тихо, Ты тихо, по-моему, подожди. тему, да, перевернул. Возьми в рот воздуха, успокойся. Сделай глубокий вдох и выдох, как буду. Я тебя спросил. Губные муджады, Леон, уже достали. Губной чихал. Я тебя Освободим наш любимый Иерусалим, сидя на диване кефирском, жря и харчи. Да. Освободите Иерусалим. Смотри, Малахольный, я тебя спросил, спокойно ответь мне. Ты же у нас имам, ученый, самый сильный в исламе. Пришел как раз на эту тему. Понимаешь? У меня много вопросов, и никто не может ответить. Давай, я тебя жду. Только без матов. Хорошо, не подгорай. Я понимаю, что тебе все сейчас бурлит, там все это. Достойно ответь, как сын этого своего пророка. Давай, вперед. Жги. Я тебя слушаю сюда внимательно. То, что там Рамбан писал, это он, естественно, трактовал Тору. И ты, если хочешь сказать, откуда у нас это взялось в Коране, это одна и та же религия, дундук ты, бля. Тихо, смотри. Что ты послушай? Подожди, тихо, сейчас. Ты безбожник, брат, тебе, конечно, нет, послушай, ты безбожное оружие, брат, ты послушай. Ты от этого вообще далеко от этого всего. Виндо выкинете отсюда, он не дает дискутировать. Подожди. Это писал не Рамбам, это писал не пророк, это не писал не ученый, это написали рабаним. Наш раб, простой раб. В Талмуде вы просто не понимаете, в Талмуде есть вещи, которые идут дискуссии. И рабаним там делают дискуссию, рассказывают правильно, неправильно, что это означает. Они вписывают свои строчки, да. Так вот, простого рабаним, да, ну как бы не простой, это он писал себя. Оказалось, через 2000 лет написал у вас в Коране. Мало того, оказалось, что еще это Аллах сказал. Так получается, эти рабаним, это ваши боги. Молитесь нам. Покажи мне, подожди, где, Ладно, что он смотри, написал, давай включим, послушай, давай, я сейчас сделаю тебе, включу моего друга, Включай, да? не включай Только больше, Леон. Ну, уже устали, 7-й раз уже слушать. подними его внизу, блядь, подними его. Секунду, Леон, ты мусолишь, чтобы через голова попала. Можно я с вами поздороваюсь со всеми? Единственный вопрос, секунду, Лазик. Единственный вопрос, что Леон задает, это почему в книгах, в которых у нас написаны обсуждения наших мудрецов и раввината, да, раввины и мудрецы сидели и обсуждали всякие темы. Почему в Коране они написаны, как будто это не спослано Богом, Аллахом, понимаешь? Вот в чем вопрос его. Миндрашим, понимаешь? Ну, а что Миндрашим, именно? там написано. Можешь стать процедурой? Смотри, у меня есть текст. Подожди, Подожди, что надо именно? пошел Подожди. почитать. Я тебе сейчас дам послушать полностью все, что вы переписали и откуда То, это что Аллах взято. подписал. И Слушай, секунду, какое скажи мне просто. стоять, сейчас все будет. Ты же знаешь меня. Я скажи, бля, зачем я стоять, блядь, какой я Стоять, подожди. Сначала ты имей терпение. Я тебе сейчас включу полностью, что вы все приписали с Мидрашим, да, от Рабаним. Не от мудрецов, услышь меня, не от пророка. Нет, Рабаним написали. Слушаем дальше. Давай. Надо терпение просто, ребят. И все. Критика. Коран как компиляция раввинистических преданий, выданные за прямое слово Аллаха. Одна из самых серьезных проблем ислама – это то, что значительная часть Корана представляет собой переработанные и приписанные Аллаху цитаты, легенды и толкования из раввинистической литературы – Мишна, Талмуд, Мидраши. Мухаммад или авторы текста общался с иудеями Аравии, слушал их устные рассказы и фольклор, а потом выдавал это за новые божественные откровения. Это не подтверждение предыдущих писаний, а заимствование человеческого материала с последующим переоформлением под монотеизм и арабский контекст. Классический пример убийства одного убийства всего человечества. Коран 5.32. Мы предписали сынам Исраила, кто убьет душу, тот как будто убил всех людей. Это прямая цитата из раввинистического комментария. Мишна Санхедрин 37а. Талмуд. Всякий, кто уничтожит одну душу из Израиля, Писание вменяет ему, как если бы он уничтожил целый мир. Коран даже сохраняет ссылку сынам Исраила, но выдает раввинское толкование на Библию за прямое предписание Аллаха. Это не божественное откровение, а пересказ человеческого комментария VII века или раньше. История Авраама, Ибрахима с идолами и огнем
В Коране 21:51, Ну, дайте отвечу, я знаю, о чем там 37:89-98 Авраам разбивает идолов отца, его бросают в печь, Аллах говорит огню «стань прохладой и миром». Это не из Торы, а из Мидраш Берешит Рабба и других раввинистических легенд. Библия ничего подобного не знает. Мухаммад услышал популярную еврейскую сказку от мединских иудеев и выдал ее за откровение. Ворон и Каин, Кабила, Коран 5:31. Аллах посылает ворона, который учит Каина хоронить брата. Параллель в Мидраше Танхума и Пирке де Раби Элиезер. Опять не библейская история, а раввинистический фольклор. Другие примеры богатства Каруна, Коран и сокровища Караха в Талмуде. Ключи от сокровищниц несли сотни мулов и так далее. Детали историй о Моисее, Соломоне, ангелах и Адаме. Многие юридические и этические мотивы, которые ближе к раввинистическим толкованиям, чем к прямому тексту Торы. Авраам Гейгер, еврейский ученый XIX века, и многие последующие исследователи, включая христианских и светских, показали, что Коран полон такого материала. Иудеи Аравии того времени часто знали не столько саму Тору, сколько талмудические легенды и мидраши в устной форме. Мухаммад брал эти простые раввинские истории, корректировал их, убирал из Израиля, добавлял исламский акцент и объявлял словом Аллаха. Почему это разрушительная критика? Если Коран — вечное, несотворенное слово Аллаха, почему он содержит человеческие раввинистические комментарии VII века, как «мы предписали»? Почему в нем ошибки и искажения библейских историй именно в том виде, в каком их рассказывали простые иудеи, а не как в оригинальной Торе? Почему Аллах повторяет фольклор и легенды, а не дает чистое уникальное откровение? Это указывает на человеческое происхождение текста. Мухаммад был умным человеком, который синтезировал доступный ему иудео-христианский материал Аравии, адаптировал под свои нужды и представил как божественное. Исраилиат, еврейские предания. Короче, моя знакомая, ты ее слышал, она задала такие же вопросы, как и я. Ну давай, вперед, Тамар, жги. Ты у нас истинный мусульманин. Я надеюсь, что ты мне дашь сейчас ответ. Как такое может быть? Короче, что у евреев можно было как бы списывать. Там есть... Так это еще мало того, не это. Что получилось? Сам смысл поймите, что это списалось не с пророка, не с ученого, а с Мидрашим. Там объяснение рабаним пишут. Просто... И оказалось, что в Коране это сказал Аллах. Ладно бы списали бы, сказали это у евреев. Ладно бы, я бы понял. Знаешь, смотри, вот списал тут Аллах сказал, евреев. Аллах. Да, списал ты у евреев, и раз через какое-то время, там, например, земля не оказалась на спине у рыбы. И тебе так, это он у евреев, я списал, это они, короче. Так, смотри, сколько они списали. Нет, получается... Ну, дай договорить хоть одно предложение. Что ты все время перебиваешь? Это у рыбы, ты дай перебивать. Не, все нормально. Я как это самое успеваю высказать. Там просто есть еще... Я хотел сказать, что когда полезное что-то, да, там, то на этом можно уже стоять, типа железобетон. Пока там ученые кефирские что-то новое не откроют, чтобы потом опять не сказать, это он, у евреев мы списали, это он, все претензии к ним. Дело в том, смотри, если бы они сказали, что... Слушай, Леон, подожди, ты вопрос мне задал. Подожди, да, у нас сейчас где пошел диалог, ты здесь уже не сможешь. Диалог здесь, это логика, оставь. Дай взрослые разберутся. Подожди, ты мне вопрос задал, я тебе отвечу, быстренько на этот вопрос. תעלה השידור, תן לו לענות. говори. Аштрон или Аштон, ты это самое не блякай, потому что на 70 лет от рая отделяет каждое матершинство. Тебя это не касается, поверь мне, это меня касается. Давай. Ну как, меня тоже это касается. Вот так вот не касается тебя, это тебе... Ты и так там в аду. У нас просто в эфире не принято, чтобы матерились, короче. Было написано, скажи. Леон. Давай, объясняй, жду. Я сейчас просто где нахожусь, послушай, интернет прерывается, Давай я вкратце тебе объясню, я понял. Я все понял, смотри. Давай я тебе вкратце объясню. Простые рабаним, не Рамбам, никто, рабаним, Мидрашим взяли, вы взяли от них, от рабаним, вписали в Коран, сказали, что это Аллах.
Получается, что наши рабаним – это ваши Аллахи. Падайте на колено с мной. Это в Мишну, слушай, это в Мишну, в Талмуд входило это писание? Какой Мишну? Нет, это Мидрашим, это Мидрашим. Ты что, слышал? Я тебя полчаса у тебя уделил. Входило это писание в Мишну или в Талмуд? Послушай, ты нутрициян была. Можно я коротко? Подожди секунду, на вопрос ответишь. Да, нет, ты просто скидывай. Эштон, это с Талмуда, да, это с Талмуда 2 века. Нет, это Мидрашим. Входило это? Подожди секунду, подожди. Леон, это входило в Талмуд или в Мишну? 10 секунд, друзья. Внизу пишут, там, Ибрагим, еврейские друзья, вообще можно подвергать критике или это играет только в одну сторону? Просто коротко объясню. Дело в том, что еврейские, там, религиозные вот эти убеждения, вообще религия, она не миссионерская, то есть вам они ни к чему не принимать не говорят, поэтому как бы у нас эта тема не интересует здесь. Все, я закончил говорить. Объясняю. Знаем, ладно, Стелла, это входило в Мишну? Нет, у тебя и так, послушай, это Мидрашим. На что Мидрашим? Это объяснение рабаним. Это не пророк, это не мудрец. Это, говорят рабаним, они объясняют на своем уровне для нас, для простых людей, что, как и откуда. Они делают Талмуд, это точилка для мозгов. Объясняю тебе, да, уже 1000 раз объясняю, да. То есть какие-то есть вещи, моменты, они сидят, обсуждают, да, что правильно, что неправильно. Леон, тацор рега. Успокойся, ты не знаешь ничего, блядь. Что ты несешь здесь? Я знаю, дай это объясню, подожди секунду. Стелла, дай мне довести. Леон, אני רוצה לתקן אותך. Не лезь, Леон. לא צריך לתקן. אתה צריך שאני אתקן אותך, כי אתה מדבר שטויות. בתוך תלמוד מחולק לכמה חלקים, הוא גם משנה וגם גמרא. זה שני חלקים. נכון. הוא שואל אותך אם תלמוד, תקן תלמוד. Это Талмуд, но это Мидрашим. Подожди, это Талмуд. Это Талмуд. Слушай, хорошо, смотри, я знаю. Послушай, в Талмуд... Если вы будете мне мешать, Стелла, дайте мне. Я не могу, когда у нас евреи. Часть из Талмуда. Стелла, он сейчас будет выкручиваться. Да, отвечу, пожалуйста. Все, я понял. Это солнце, это... Не, я отвечу прямо сейчас. Давай. Дай мне ответить спокойно, успокойся, Леон. В Коране пишется об этом, что Аллах предписал, что если кто-то убьет одного человека, будто бы он убил все человечество, или же наоборот. Послушай, если отвечай на вопрос, послушай. Это Аллах говорит в Коране, что он предписал евреям. Где он предписал евреев? В Коране. Естественно, он предписал Аллах Талмуд. Эштон, это не Аллах предписал, это слова раввинов. Обсуждение и мысли раввинов. Я понял, я тебя сейчас такой же стих найду у вас в Талмуде, хочешь в Мишне? Покажу. Так мы тебе об этом и говорим. Ты слышишь вообще? Мы тебе об этом и объясняем, что Талмуд и Мишна Устная это Тора, слова это, послушайте, Бога. Мишна это обсуждение раввината. Что такое Мидрашим? Ты знаешь, что да, я знаю. Мидрашим. Знаю, смотри. Что такое Мидрашим? Ты знаешь, что Мидрашим, Стелла? Подожди, Талмуд, послушай, Талмуд, Мишна, она входит в устную Тору? Да, слушай, я тебе задал простой вопрос. Написал Рав. Я же тебе говорю, Рав написал. Не мудрец, не пророк, Рав дал объяснение. Да, он что, сочинил-то, что ли? Подожди, слушай, подожди. Где-то откуда-то взял, понятно, естественно, написал. Он не сочинил это, бля. Вышел, бля, я тебя спрашивал простой вопрос. Как слова Рабанида Раба... Леон, дай мне на секундочку объяснить ему, пожалуйста. Где он взял эти слова? Подожди, слушай. Эштон, дай я тебе объясню. Он придумал, сочинил? С детьми. Да. Слышишь? Объясни, пожалуйста. Талмуд делится на несколько частей. Есть Мишна, да, это там, где законы написаны вкратце, Раби Иуда, окей? А есть Гемара. Гемара – это уже обсуждение, объяснение, вопросы-ответы на всякие, то, что написано в Мишне. То есть то, что написано в Мишне, Гемара потом еще это обсуждает и рассуждает своими вопросами и ответами. Понимаешь? И у вас в Коране написано, что это Аллах сказал, но это не Аллаха слова, это слова раввинов, которые думали и писали. Именно его объяснение, именно объяснение Рава, не цитаты. Не откуда он взял, именно объяснение, вот слово, что как он объяснял,
попала к вам, и не только это, я тебе включил уже полчаса, там много таких, и это не одно, многие таких рабаним, ты что они объясняют, вам попадает в вашу книжку и говорит, что это ваш там этот сказал. Теперь у меня вопрос, внимание, вопрос. Получается, наши рабаним ваши Аллахи, что ли? Не понял. Все, у него связь опять улетела, так ему удобно, ему так выгодно играть. Что когда-то приписал. Ну где это написано, хорошо? Если я сейчас передаю Секунду. Это не предписано Аллахом, это обсуждение, рассуждение иудейских раввинов. Слушай, понимаешь? Это я не понял, сторы я взяты, что понял. там слова сторы Да. взяты, Божье слово. ну хорошо, если вы так говорите, тогда у вас тогда получается у вас Ты конченый, ты подчиняют. конченый. Уже... Я тебе полчаса включил. Послушай, артист. Ты артист еще Большого театра, я тебе говорю. Ты полчаса, моя знакомая, тебе читала все, что вы содрали от простых рабаним. Писали никакая, зачем надо... Так пиши мои слова, впишите мои слова, что это Камасутра закончено. То есть вы списали от простых людей, вы взяли от людей. Не, смотри, Ибрагим, ты сказал, не матери его, бля. Вот он сейчас, я сейчас буду по нему проходиться. Нет, ты когда разговариваешь, ты со мной меня обзываешь. Без мата. Ты когда у тебя подгорает у тебя, я же тебе возвратку даю, понимаешь? Ты спокойно не можешь говорить. Соберись с мыслями, возьми в рот воздуха, да, как Будду, там, сделай так, дзен, прими, успокойся. Да, холодные водички прими и начни без мата, вот без мата, да. Спокойно говори. Ну, почему не признать, что повзаимствовали? Что здесь плохого? Нет, тут другое. Смотри, если бы... Алиса, тут разговор не о том, что позаимствовали, а о том, что они это представляют как слово Аллаха, а слова это были раввинов. Поняла, в чем вопрос? Потому что в Коране не скрывается, что это было сказано Бне Исраэль, понимаешь? Это не скрывается, они говорят откуда. Ладно, давай, я тебе сейчас, хорошо, вот этим... Стелла, я могу тебе в развернутом виде рассказать там полностью, как это есть, но не этим двум. Я тебе попозже. Сейчас у меня интернет очень плохой. Если интересно. Если нет, не буду рассказывать. Здесь двум Про то, что вы сейчас говорили, Лиса, я вот давно наших чеченцев, с недавних пор призываю, давайте напишем чеченский ислам, или, я не знаю, назовем его как-то по-чеченски, как угодно. И возьмем, спишем у евреев, если там в Коране можно было, в Коране, в хадисах списывать, давайте мы тоже спишем у евреев, у христиан, там, у буддистов, у кого угодно. Самое хорошее. К сожалению, у вас что-то поздно. Ваш боец ММА, вот этот Усманов, избил чеченскую бабушку, и это гуляет по ТикТоку. Там они... У нас нету бойцов. Алиса, им и так тяжело, а ты сейчас меняешь тему, понимаешь? Им и так собраться мыслями. Я говорю одну вещь, что я сейчас включу, вот моя знакомая включила, да, эфир, она рассказала для сильного имама в ТикТока, что мусульмане содрали от рабаним, от историй всяких, и приписали это в Коран, и сказали, что это Аллах. Понимаешь, это видитель Аллах сказал. Вот. У меня вопрос. Получается, наши рабаним это Аллахи? Их много, там же много было это. Давай. Сейчас он там ищет, но не находит. Я бы как бы логично ответил бы за него. Тем не менее, я не буду это делать, пускай сам. Может, пожалуйста. Вперед, что проблема? Я же серьезно спрашиваю вопрос, мне интересно. Я же тебе сказал, донести до тебя очень тяжело. Конечно. Помню, спокойно, когда у меня интернет хороший будет, я объясню нормально, как это работает. Твои раввани, как ты там их называешь, не знаю, они трактовали и Тору твою.
У меня мозги нормально работают, поверь мне. Да. Очень даже хорошо, Тебе получше, не то, да, что 100 раз. они, Да. у тебя даже люди, даже истории людей, когда пришел твой Мухаммад, да, он услышал от людей, истории от людей, я тебе сейчас показывал, он взял это, переписал это в Коран, прикинь, и сказал, это Аллах. Это надо быть примитивным, да, настолько надо быть примитивным, чтобы такие вещи сделать. На что он оделся, я не знаю. Но я догадываюсь, смотри, вы сейчас в нашем веке, в 21 веке примитивные, просто примитивные. А Ладно, тогда я еще сюда, честно говоря, было. поднялся просто... Не, смотри, я сюда поднялся, честно говоря, просто вендетту хотел нахуй послать, честно говоря, просто вот и все, я с тобой не собираюсь. Да, я себя послал, да? Marshall, also بيخم صدق إنخبات شيء حيازن شيء يبشن ريليجيو صوتي دقهم حيازن دو تصو شو حيازنا دات الأسال ودي داس يازنا يات أربع شازنه ترقيس مو استعد دمدو استعد وكبرش آخر مو إنه ورد Englisch уверте, кому-то. Говори, бьехом шутится, и защищать что. Чувате, это русский мусульманин какой-то. Тогда я обращаюсь к этому козлу русскому. Там все переписано. И есть хадисы, которые взяты оттуда у идеев, и история переписана. Если ты прочтешь Коран, сам увидишь все истории про иудейские, которые, как они, с Адама до Мухаммада, что там есть, это многие из, я не знаю, истории или Талмуды, от чего, но это факт, неопровержимый факт. Если бы они написали бы у себя, что это сказал какой-то наш Рав, или сказал какой-то пророк, да, особенно, это я бы еще понял. А тут они, понимаешь, говорят, что это Аллах сказал, сам Аллах говорит, понимаешь? То, что люди пишут, как бы рассказывают, там, осуждают, рассуждение идет, они, короче, оказывается, переписали к себе и сказали, что это Аллах. Интересно, в общем. Тем более, я показал, что это не одна вещь. Много вещей они переписали. Это Мидрашим. А Мидрашим там идут объяснения, какие-то цитаты идут. Это Рабаним пишут, рассуждают об этом. Правильно, неправильно, как лучше сделать. Так слово этих Рабаним взяли и вписали в Коран. Красавцы. И еще приписали, что это, оказывается, Аллах сказал. То есть я бы понял бы, вот такой-то Рав сказал, мы это позаимствовали к себе, или такой-то пророк. Это я бы понял, да. А тут, оказывается, серьезно, очень такая серьезная семантика, что наших рабаним взяли цитаты и вписали в Коран, еще это Аллах. Так получается, наши рабаним это Аллах, их там много было. Молитесь нам, все нормально. По сути, так и получается. Там, знаете, вот был один парень несколько недель назад. Я у него спрашивал одну историю, которую я прочел из Корана. Он точно не рассказал это. Я говорю, откуда ты это? Он говорит, я Тору читал, в Торе написано. Я говорю, то, что ты читал, я из Корана прочел. То совпадало. Я и до этого даже очень больше, как сказать, 100% подозревал, что это переписано, потому что, когда я читаю, все иудейские истории там. И потом я наткнулся на хадис 75-42, и там говорится, что иудеи на иврите читали и на арабском объясняли арабам, учили их. И это хадис передал этой девушке Стелле, она тоже прошла ее. Они говорят, не верьте им, но не говорите их, что они лжецы. Они могут говорить правду. Вот так, понимаете, они вводят человека в заблуждение вот этими своими хитрыми ходами, когда ты читаешь, и твои мысли вводят как-то за собой, чтобы ты следовал за ними. Это вот когда читаешь Коран, ты видишь,
вот негативный человек и позитивный. Позитивный получается араб. А ты по человеческому образу ты должен следовать по позитивному. И вот они ведут тебя вот так. Надо читать ее, не боясь, не быть ни арабом и не евреем, а чисто человеку со стороны, как судья. Вот тогда ты поймешь. А если ты возьмешь одну сторону, то ты за арабами пойдешь, и они тебя в пропасть. Вот так получается. Я как-то по-своему объяснил это. Получается, Верта, напрямую, без понятия уже нас, что они там сожгли начало от Коран, заменили, исчезли, приписали. Получается, сейчас напрямую, косвенно, по фактам, со всем расследованием. Вот сейчас даже был ее мама у нас с ТикТока. Получается, Коран – это недостоверная книга. Оказывается, Аллахи – это новые у нас, это наши раббаним. Вот. Так что всем мы это, Абдуллашки на колени. Мы вас будем молитесь нам. Ну, вообще, честно говоря, это сейчас и по нынешнее время все как сказать, заимствуют друг у друга. Даже взять протоколы. Протоколы Всемирной организации здравоохранения, они распространяются на все страны. Вот даже взять вот эти вот, переезжают из страны в страну вот эти туберкулезники. И несмотря на их гражданство, обязаны лечить, чтобы не распространялась инфекция. Правильно? Давай я тебе объясню попроще. Вот мы сейчас с тобой разговариваем. И вот все, что ты сейчас сказала, твои слова попадают в какую-то книжку через 2000 лет и говорят, что это сказал Аллах. Как ты на это посмотришь со стороны? Ну, я скажу так, внедрить это не изобрести. Тяжело, да. Аллах, Коран, Алис, Коран это сказал Аллах. Аллах говорит. Там ни Вася Семечкин, ни Петя, никто туда может. Это его слово. Это что сказал Аллах. И вдруг мы начинаем видеть, что объяснения наших раббаним, я тебе сейчас полчаса, они там их много, да, оказались в Коране и сказали, что это Аллах. Ты понимаешь, что происходит? И как ты на это посмотришь со стороны? Слушай, давайте другую тему. А ты докажи, что не Аллах. Сейчас уже об этом говорим. Докажи, что не Аллах, да. Так надо, Стелла, и с ними надо терпение вбивать, садиться, чтобы они сели тебе на коленки, и ты как маленьким детям. Дело в том, что пока, я не знаю, если у них терпение вбивать им, но у меня уже оно заканчивается 10 раз одно и то же слушать. Вот в песне хорошую религию придумали индусы. Только так сжигать их с терпением, объяснять как маленьким детям, как будто вот 2-3 годика, и показывать вот шлаф, вот идти с ними вот только так. Все. Иначе пути нету. Вот. Они сейчас, в 21 веке, вот насколько это их не интеллект, да? А тогда они еще больше были примитивные. Ты понимаешь, что происходило в тот раз, когда они принимали это все, это писанину? Если они сейчас примитивные, а что тогда было? Ну, Менделеев, он систематизировал таблицу химических элементов. И все думают, знаете, что Менделеева тоже таблицу можно там интерпретировать, как-то ее расшифровывать, и там написано тоже Аллах. Да, конечно. Я лично читал у этого Хайрон Яхья такое .ру. Русские же орут, что все изобрел этот Менделеев. Они тоже не понимают, что такое систематизировать, и что такое, ну как это сказать, и как это правильно говорят, не изобрести, а как это... Ой, Господи, забыла это слово. Скоро русский забуду.
Открыть. Да, открыть. И систематизировать это разные вещи. Они тоже орут, что 1С они миру дали. А то, что это просто внедрил один человек, внедрил, это значит уже разработанную технологию ввел на определенном, скажем, просторе, да, допустим, российской или постсоветской вот этой вот, скажем так, территории. Но они орут совсем другое. Вот то же самое здесь происходит. Вот вы видели, когда людям показывают фотографии, там есть позитивный человек и негатив, прошедший свою жизнь так себе. И они им говорят, вот этот человек, который все тюрьмы прошел и все, что плохое сделал, он такой-то, такой добрый человек. А вот этот, он, наоборот, на позитивного, он вообще плохой человек. И они сразу, их мозг ассоциируется на это, так, этот, первоначальная информация, вот это был хороший, а вот это был плохой. И они начинают, у него такие глаза, у него такой лоб, у него такие уши, все негативное на хорошего человека. И потом в конце они говорят, вот этот был вот такой-то добрый человек, а вот этот был вот такой-то. Вот так этот Коран описывает про этих людей, хотя они давние родственники. И человек следует вот эмоционально за этими, что он читает, вот этот, который читал, был добрым, хорошим человеком, а эти были плохие. Вот поэтому люди вот так себя ведут. Они сами не разбираются от первоначальной информации, которую они получили. Некоторые получили из уст каких-то этих священников или муллов, или жрецов, я не знаю, или шарлатан. Но они идут так. Но если они сами будут рассуждать, сами, своими мозгами, хотят узнать правду, тогда они узнают эту правду. А если следовать за кем-то мыслями, что они написали, то они войдут в заблуждение. Они истину не найдут прямой дороги, не запутаются. Вот что происходит с людьми, я так вижу в данный момент. Ну, получается, хейтерство, буллинг и там стукачество, они были издавна, да, получается? По-вашему. То есть, если человек, например, мыслил по-другому, они его захейтят. И это стадо, да, оно как бы это, чтобы не попасть как этот под хейт, да, под буллинг, они принимали. Вы это хотите сказать? Вот сейчас я по-другому объясню. Вот у пророка был дедушка. Зовут его Хашим. Сейчас они называют хашимиты. И он воспитывал после матери своего внука 2 года. Больше, чем 8 лет. Когда Мухаммеду было 6 лет, его Амина умирает. Потом опекунство берет этот дедушка. И он 2 года, чуть больше 2 года воспитывал его. И он умирает. Потом другой дядя берет на себя опекунство. Потом появляется какая-то сура, слон, по-арабски фил. И этот сура получается как? Вот этот дедушка, который умер, он разговаривал с тем войсками, их правителем, который пришел разрушить Каабу. Его зовут Абрахам. И он этот дедушка был тем человеком, который противостоял тому, в смысле словами он противостоял. Он говорит, ты пришел войском разрушить Каабу, и по дороге ты украл у меня 200 верблюдов. Верни мои верблюды. Тот говорит, ничего себе, я думал, что вы пришли молить меня за то, чтобы я оставил эту Каабу, чтобы не разрушили его, а ты требуешь у меня 200 верблюдов. Тот говорит, у этого Каабы есть свой хозяин, а я хозяин этих верблюдов. Верни мои верблюды. И он ему вернул. И эту историю
105-й суре ты находишь там вот этот аят. Так это получается, этот дедушка ему рассказывал это, потому что он это был тот человек, с кем он говорил, с Авраамом. Понимаете, там есть такие моменты непонятные. А Мухаммед мог это услышать. Ему больше чуть 8 лет в то время было, когда этот дедушка умирал. И как это получается? Там же еще люди были. Потому что он, этот Хашим, сказал: уходите в горы все, мы не сможем противостоять такой большой войск. Плюс у него слоны такие большие. Так что уходите, чтобы нас чтобы они нас не убили. Вот так там рассказывается. И потом появляется эта сура. Эти люди могли это знать, потому что дедушка тот живой. Понимаете, о чем я? Да, приветствую всех. Маршал Души. Шалом. Шалом. Маршал. Это вот вы говорили, это далеко ходить не надо. Вот коммунисты, они из Сталина сделали такого же человека, как вы говорили. Они смотрят то, что хорошее, а что плохое игнорируют. Нету научного подхода. Вот у раввинов такого нет в целом. Это как бы логика. Они обсуждают какую-то тему, и каждое мнение имеет как бы услышано будет, да, там, скажем так. Я сделаю такую вещь. Абдуллашки, слушайте внимательно. Я вам даю домашнее задание. Пару дней. А вы знаете, что я с вас не слезу. Вот. Приготовьте ответы. Я вас жду. Особенно нашего ее мама. Самое главное вот этого, который на связи. Пока я не получу никакой ответ, я с вас не слезу. Куда я не захожу в эту книгу, как я не... Постоянно какие-то сюрпризы. Постоянно. То есть со всех сторон это показывает, что книга недостоверная. Написали люди. Вот там есть еще одна... Вы все вы тут собрались. Вот там есть одна еще такая история. Это не история, это они из него сделали такую... Смотрите, как получается. Чеченским безбожным. Моисей, да? Волоница. Моисей, он же спасал израильтян, так они пишут. Евреев он спасал, получается, вот так, от фараона. Вот это я узнал, когда я находился среди этих арабов. И они мне говорят: мы постимся Мухаррам, это первый месяц по их календарю, 10 числа. И я спрашиваю, почему первый раз, когда я узнаю об этом. Они говорят, это Муса спас людей от фараона, он разделил своим посохом это море, и они прошли это. И потом фараон, я коротко так скажу, фараон следовал за ними, и потом море сомкнулось, и они утонули. Вот так они рассказывают. Я говорю, это же Израиль. Не, ты слышал, что пророк сказал? Спрашиваю, а что сказал? Он сказал, что мы, тем иудеям в Медине, когда он узнал, что они постятся, мы имеем больше прав, чем вы. Я все равно не мог это понять, как это. Он же, это ихний, он спасал иудеев, а вы, мусульмане. Когда я первый раз ехал, то вот так узнаю, и они все равно верят в этом и говорят, нам прощены грехи за прошедший год. Целый год, что ты сделал, какие-то грехи, я не знаю. Они прощаются этим. И они верят этому и заставляют тебя как-то верить этому и поститься за это. Я до сих пор не могу понять, как это получается, когда он спасал совсем не мусульман, а тех, кто следовал за Торой, это, я не знаю, зачем-то Тора же была у Мусы, они приписали его себе. Так они приписывают себе вот это. Я это увидел еще давно, когда они мне это рассказали. А потом я прочел это хадисов.
Вот так они пишут, они переворачивают историю других народов, на себя пишут, а все негативное, человеку ненавистное на тот народ, на кого они переписали. Это большая несправедливость, я считаю. Сходство с кем бы сравнил? Вот это сходство, как черта, вот этот русизм, вот этот ислам, это имперские фашистские образования, понимаешь? Они вот сегодня сцепились в Украину, вот этот русский фашизм, потому что без украинцев у них нет вообще ни хрена. Ислама тоже нет, если от евреев их хрена. Вот от евреев, если они отцепились, все, считай, пропало. Вот в 2 словах я скажу, нашел как-то Вендетта, напомню мне одну историю. Когда у нас была война, в Первой войне, они что сделали? Взяли женщин и детей, перед своими техниками поставили и шли. Понимаете? Они просто перед своим БТРом, БМП, перед танком всем поставили живой щит детей и женщин и шли на тех боевиков, чтобы уйти от них. Потому что они знали, что те не будут стрелять на своих родных людей, детей и женщин. Потом по телевизору показывают и говорят, что это мы сделали, что с нами очень тяжело, потому что мы перед собой ставим мать, сестру и ребенка, а за их спинами мы как будто стреляем в них. Вот так это тоже самое, как Вендетта сказал, очень похоже. Вот, утром, когда вот самый смак вот засыпали, русские вот фашисты вот эти врывались, когда вот под утро, вот, не расцвело еще самый момент, когда ты в самый глубокий сон уходишь. Вот наш PDF-файл Музмага тем же самым занимался. Нападение на спящих многобожников. 146 глава, 3012 хадис, в котором он сказал, когда его спросили, террориста гребаного, не будет ли на нас греха, если женщины и дети пострадают? На что он ответил, они принадлежат к их числу. Просто глава, название прочитайте. Нападение на спящих многобожников, вследствие чего поражение детей и женщин. То есть слово поражение пишется вместо убийства. Мухаммед дозволял убийство детей и женщин даже. Этот террорист гребаный. То же самое дозволял и халиф Путин своим фашистам. От 10 лет все это, короче, может и цитата, мочить сортиры, любимая цитата Путина. Это дерьмо, смотрите, чеченец, который вот оправдывает вот этот фашистский, вот этот ублюдочный культ, он оправдывает то, что над ним творили другие фашисты, русские имперцы. Оправдывая араба вот этого мудака, вы, дебилы, оправдываете перед всем миром то, что над чеченским народом творили. Эй, блядь, включите эту свою гребаную голову. Вот сейчас посмеялся, да, включить что? Что включить там надо? Головку. А если ее нету, что, как быть? Вот что делать? Вот ты знаешь, вот я когда... как мы сегодня видим животные на животном инстинкте. Вот смотри, я без всякого... Вот, Вендетта, я вот без всякого сарказма, вот без всякого вот сейчас там подъеколов, напрямую, вот я вот сижу, как будто вот у меня ребенок маленький есть, 2-3 годика, вот 4 годика, да, на коленках. И я вам объясняю, вот то же самое, раз 10 объясняю, что лучше, что не лучше. И вот то же самое с ними. Но этот ребенок меня поймет, он будет потом это делать, понимаешь? Эти нет, у них там ничего, вот, все, это приехали. Там веревка есть посередине вот головы, чтобы держать уши держать, понимаешь? Смотри, в Европе
Европе, живущий так называемый чеченоговорящий мудак, дома YouTube ставишь, и YouTube все целый день это дерьмо слушает, и это дети слушают. Ребенок, который ходит в садик, сказал, что вы все кафиры, мы вас скоро будем отправлять на концерт Кобзона. Этого мудака, отца так называемого, вызывает на ковер, там директор вызвал. Ты короче, что ребенку рассказываешь? Ты сказал, что да, тот ребенок прямо объяснил, что это, короче, у нас дома, короче, пока мы это слушаем. Ты чё, короче, ребенку, короче, мозги там пудришь, портишь, короче, террориста. Короче, предупреждение легким испугом отделался. Вот, короче, что... Смотри, это смотри, причем, что они уехали откуда-то, где было плохо, да, то есть там было плохо, там была мусульманская страна, уехали оттуда, да, была война, может быть, тоже возьмем это, но у тебя есть шанс построить новую жизнь, хорошую жизнь, причем сказка, Европа, она всегда в сказке, она сидит в своем мире. Построить свой мир, пойти там учиться, сделать бизнес, вначале тяжело, потом, знаешь, как потихонечку, это как комок, ты там купил то, купил здесь, купил дом, и потихоньку вот уже какой-то есть какая-то база. Это всегда так, когда приезжаешь в какую-то страну, нелегко. Если есть специальность, еще лучше, да, короче, ты можешь подняться. А здесь, это макробазия какой-то, они приезжают туда, где у них есть шанс новую жизнь, и вводят то, от чего не убежали. Они вводят то, что создало в их странах войну. Понимаешь? Это дебилизм. И я надеюсь, уверен, что эти спецслужбы, да, не спят. Я это надеюсь очень сильно. Что в один момент они всех там хапанут и заберут кое-куда надо. Потому что если Европа это не проснется, это будет беда. И это понятно, что они заходят по уму тоже в политику, они заходят в такие места, чтобы какая-то власть была. Но это надо контролировать. Это вирус, это раковая опухоль. Потому что... Будем брить, не проблема. И сильнее, мощнее этих империй брили под жилет. В 729 году побрили 150 лет вообще непрерывных. Вот 40 штук, 40 тушек так называемых асхабов, по сегодняшним меркам это генералы, офицерский состав. Вот дербенты закопаны. Будем брить, ничего, что поделаешь. Я посмотреть. Завод открыт по изготовлению лезвий. Муджайды, когда испугались, они страшно, короче, пугливые. Сейчас брить начнут не вниз, а вверх даже. Так что лезвия будут идти как горячие пирожки. Я вам советую посмотреть фильм, новый фильм, сейчас вышел, французский, кстати, «13 дней, 13 ночей». Как посольство Франции вывозило из Афганистана людей. И что творилось в Афганистане? На что люди шли, чтобы взять, улететь. И я, когда смотрел этот фильм, я понимал, что они там все отдадут, вот все просто отдадут, чтобы уехать. Но эти же люди, которые на все пошли, они сейчас делают такой же джихад, тоже в Европе. Так для чего вы приехали туда? От чего вы убежали, я не понял. Чтобы создать там? Вот это я считаю, вот это взять за шкиркой всех, просто всех, и нахер туда-обратно, вот туда все. Вот эта толерантность. Леон, тут самое обидно, люди, которые вообще должны куда-то под шконку прятаться, вообще стесняться, короче, не знаю, вообще. То, когда им вот это все показывают, вообще побриться на лысо, там, брови даже сбрить, не то что бороду. А это, бля, вот руки растут, там, ты чё, блядь, ты недоволен, блядь, мы тебя сейчас найдем, блядь, головку тебе. Опущенные. Вот так нужно было разговаривать, когда вы, мудаки, на весь мир сказали, что мы объявляем джихад евреям, американцам, европейцам. Это что? Мудаки конченые. Вот тогда нужно было до конца пойти, а не убегать, не поворачиваться спиной к гребаному вашему джихаду.
Что сказал Аллах в аяте и пророк в хадисе, кто повернется спиной к джихаду? Что сказал? Вы опущенные. Вы уже объявили джихад, и вы не прошли. Тогда свою эту хлеборезку нахрен закрыли и дальше сидите на кефирских харчах. Не хотите сидеть на кефирских харчах? Можем отправить в Афганистан, организовать переезд любителей шариатов, бурикатов и всякого арабского дерьма. Без проблем. Вот буквально 2 слова насчет Афганистана. Вот когда я прошелся немножко по истории по Афганистану, 60-е, 70-е годы, они очень хорошо жили, лучше, чем мы. Я имею в виду, машины у них были Chevrolet, немножко Toyota, Ford, Volkswagen, а мы на «Жигулях» катались. Когда русские пришли туда в 79 году, они все перевернулись вверх на голову у них. И они откинули их вообще назад, я не знаю, на какой-то век. И потом у них появился какой-то ислам, как и у нас. И смотрите, сейчас как помещичья все как-то смеются над ними, зная их, не зная их, но, по крайней мере, вот люди вот так делают. Это какой-то отсталый народ, когда мы называем Афганистан. Конечно, они пережили много войн с Америки, и я уверен, они не сделали столько, как русские американцы там. По-любому они оставили им технику, хотели их вывести в люди, но не получилось. Они сели на эту идеологию, и вот то, что происходит сейчас, это остатка того, что русские там натворили. Они прогрессировали, они жили лучше, чем русские. У них, да, одежда была совсем другая. Они завистные люди, вот эта идеология русская, они сейчас превратили их в каких-то посмешищах перед всеми остальными народами. Кто говорит Афганистан, как будто они жили всегда так. Так не было. Они жили очень хорошо и достойно. И прогрессировали, и учились. Сейчас они перевели на эту идеологию арабскую. Все, они откинули их туда на 7 век. Вот так они губят эти народы, когда приходит эта идеология. Да, этот мировой бестселлер «Бегущий за ветром», да, это же афганец написал. Хусейн или как его Хусейн? 20 лет американцы, НАТО, Европа были в Афганистане 20 лет, вкидывали туда кучу бабок, чтобы эти люди стали какие-то более цивилизованные. Просто взяли, плюнули и ушли. И посмотри, так как и есть Бача-Бази, так и остался. Вот как был приматом, так и остался приматом. То есть это нельзя, никак, это болезнь. Ну ты, Лео, он же тебе же говорит о чем? Что раньше, до прихода русских, до американцев были русские 10 лет. И вот он говорит, то, что до прихода русских они нормально жили, у них были покруче СССР жили. А потом вот русские, 10 лет войны с русскими, потом, с этими, с Советским Союзом. А потом, как они уже пришли, а в то время уже люди, скажем так, откинутые на целый век там, как минимум, они их идеология только и объединяла. Войной. Там, как раз таки это правильно. Подожди. Это неправильно, это неправильно. Там, где эта война заканчивается, туда притаскивается вот это дерьмо. Нет, там не обязательно, чтобы она заканчивалась, потому что во время войны уже притащили туда это дерьмо. И посредством этого дерьма, когда идет национал-освободительное движение, какое-то народное восстание против оккупации, против захвата и так далее, но всем людям понятно, то есть люди знают, чем они занимаются. Но когда им подменивают ценности, подкидывают вот эту свинью,
них получается то, что вот получилось в Афганистане, то, что там у нас частично получилось и так далее. Не, ну это правильно, а чем-то надо было народ объединить, правильно? Ну, самое легкое это религия объединить. Не, ну как раз таки там народ объединенный, он понимает, чем он занимается. А вот когда ты его хочешь демонизировать, то лучше того, что подкинуть ему вот эту свинью. Да. Ислам как раз таки создан разъединять и властвовать, чтобы ездить на горбу целого народа. Дело в том, что тут два фактора. Сам ислам все ломает, и еще и русские. Тут как бы все звезды соединились, да? Русские пользуются, скажем так, верой, их верой. Вот так вот более правильно это будет, потому что вот это... Не знаю, просто там так ювелирно это все. Не то, что ювелирно, сама эта идеология, она таким образом устроена, что жертва, она в автономном режиме начинает думать, что она действует от себя, короче, и там начинает рвать на себе тельняшки. Нет, это я сам такой долбанутый. Меня никто, короче, в это не вверг, никто не оболванил. Хотя мы вот показываем, алло, тебя облапошили, вот же аяты тебе, вот хадисы тебе. И все там идет в отключку полностью. Как бы в защиту уходит. Вот этот предохранитель там включается, короче, и все, ушел в защиту. Под корягу заполз. Не хочу слушать, не хочу это. Заткнул уши и все. Да, они, получается, работают на спецслужбы Рашки. Получается так. Сами того не понимая. Вот Минкайл, который внизу улыбается, не даст соврать. Правда, Минкайл? Согласись, что ты жертва. Без разницы, там, умышленная, неумышленная. У вас же там умышленных тоже дофига, которые прекрасно знают, чем занимаются. Ладно, хорошего вам стрима. Вот. Всем пока. Всего хорошего. А, кстати, Лиса, пока вы не ушли, кто там бабушку избил? Это что за тема? А вот в ТикТоке, в Инстаграме, везде вот эти в Фейсбуке ролики. Вот этот спортсмен ММА, вот этот вот, я не помню, как его фамилия, блин, ну вот чеченец. Ну в Грозном это было, в Ичкерии. Короче говоря, соседку избил бабушку. Да, за бабушку выбежал внука защитить. Да, видел. Это же Еще ужасно. внук или девочка, кто-то вышла, он еще ее или его там долбанул. Внук, да, выбежал бабушку защитить. Он еще и внука избил. И это, как его, и избил бабушку. Так о каком воспитании, о какой вере можно после этого говорить? Как можно Я говорить? объясню сейчас, кто это Чисто такой. русское воспитание. Адики, да, я так, бля, может объяснить, да. Да, Алиса. Я думаю, что такое может случиться в любой стране, у любых народов, везде есть дебилоиды. Не, это как бы не внутренний, не естественный продукт, потому что там вот таких дебилоидов уже за 20 лет пытаются как раз-таки воспитать. Вот этот, о котором мы говорили, там, институт старейшин, вот это культурные моменты, да, там, старшие, младшие, там это все ломано. Ладно, если ты человек хочет мне что-то объяснить, пусть объяснит. Если нет, то я пойду, мне уже ехать надо.
Будете вам говорить, нет? Вам хочет объяснить. Ну ладно, тогда всем пока-пока. Все хорошо. Шалом всем. Бля, хочу я. Что, Абдулашки, где там? Поднимайтесь, давайте. Дайте мне ответ, я жду. Или я к вам приду скоро. Бля, А вы мне... Вы мусульманин? Он мусульманин? к кому обращаетесь? Я к вам. Я с Ибрагимом хотел что-то сказать. А вы мусульманин? Я вам обязан отвечать. Ну что, стесняемся, что ли, не понял? Что? Это военная тайна? Что? Стесняемся ли это военная тайна? Что за маневр? Как сразу человек слово сказал, ты мусульманин? Ладно, давайте познакомимся. Меня зовут Леон, как вас зовут? Меня зовут Даймов Чараи. Вот, я еврей, а вы мусульманин? Я чеченец. Чеченец, молодец, все. Ибрагим, чао. Вэртэ хвэ чоркэз Google минибо ицаам. Да, царолик, Сидора, Хокушахула. Дигдо. Джихад Усманова Бошор Ахмад, Ицабайцовский клуб, Дукканерец, ну, вообще Цабешин, Элпар, молодой парень, Машо. такой вообще. Подвисает. Уже, наверное, крыша ехал. Отсюда она маршал, да. Отсюда та ши зучун иттин цапал кеген астахва. Короче, арпесин царич. Эвин его шорты патригоч, тем киловин его шорты, лакал мильто арпесин типа. Ахма. Цейл Мэтта Хасан был нахрен еще шбацал. А связь что? Ой, он, Даймов. У тебя связь плохая. Так, Алиса ушла у нас. Я с ней попрощался, потом со мной в унисон говорил герцог, по-моему. И она не услышала то, что я уже с ней попрощался, и потом прощалась. А у меня все 5 рук, 5 сколько у меня, были заняты. Поэтому получилось не совсем вежливо с ее уходом. И потом зашел Даймовик. Ну, или в это же время. Так, Даймов, у тебя там антенна показывает только одну палку, поэтому у тебя там все зависает. Так, Минкайл, ты когда уже будешь подниматься? Давай, тебе я сейчас разъясню, почему ты... Да, тебя просто Бог, что ты там прервался.
я вот всем хочу просто объяснить, что драться с бабушкой, это, я не знаю, без разницы, там, в какой национальности. Вот я раньше русских, когда видел, я охреневал, извиняюсь за французский. Вот я впервые в своей жизни, так, 12, по-моему, мне лет, я выехал из республики, вообще-то в Дагестане я бывал, да, там, на Каспии, и именно вот в Россию, да, где русские, вот туда я выехал в 12 лет, там брат учился, брат, сестра, они учились в Ростове. И я вот, короче, для меня это шок был, да, вот это поведение этих людей, их вот этот быт. И там как раз-таки вот такая вот культура была, как у вот этих, которые сейчас наблюдаю, да, в интернете, как обезьяны себя ведут, там, непонятно, то ли мычат, то ли там хрюкают, когда разговаривают, вообще не поймешь. Никакого там, я не знаю, интонации какой-то, когда там в речи что-то, вообще ничего, какие-то, блядь, там, цыганье непонятно. И точно так же в поведении, во всем. И вот это цыганье, но для меня лично это новое, все чуждо. Мало. Машо, у тебя пеленгаторы там полностью включены, поэтому мы тебе микрофон выключаем. Сделай со своим микро что-нибудь, чтобы тебя можно было включить и послушать. Салам алейкум. Так, я тебя спускаю, потому что твой салам через вот эти скрипы там или что у тебя там. Короче, ты полностью под этим, под наблюдением там, у тебя со всех сторон пеленгаторы тебя сейчас пеленгуют, поэтому поменяй свою позицию. Так, герцог, Машу, да, дорогой. Приветствую. Машу, приходи свободным, я эту фразу выучил. Да, говорите. Да, как дела у вас? Я хотел спросить, вот я вижу, у вас черкесский флаг стал, да, висеть, нет, Евросоюза или какой-то флаг. А как вы хотите молодежь, которая в Чечне, ну, воспитывать, чтобы они, ну, ваша осталась чеченская культура, потому что она-то остается, ну, там, влияние России. Да, вот у нас такая вот трагедия, беда. Мы не можем ни с этой молодежью ничего сделать, ни с той, которая находится вот здесь, в европейских странах, где мы находимся, да, потому что и молодежь, и нашу общину, и диаспора, это правда. Да, у нас есть что-то пародия на диаспору, потому что диаспора это когда там... Это тяжело. Там, да, люди, они там, я не знаю, занимаются там интересами какими-то там народа и так далее за рубежом. Вот этого дела у нас нету, потому что у нас огромная вот такая вот стоит камень преткновения. То есть вот это, как это правильно назвать ее, такая задвижка, что ли, или некий такой барьер, который... Да, железный занавес. Не совсем железный занавес, просто вот такая, это самая задвижка, да, вот такая, что-то... Исламский занавес. Да, то, что не дает нам, как народу, как нации, вот, заниматься своим... Хотя у нас все вот в странах, где мы проживаем, все для нас предрасположено. Мы можем вести здесь политическую деятельность. Называется самообразованием. Абсолютно. Не только самообразовываться, а учиться, продвигаться. Это все нам здесь доступно. То есть вот эти цивилизованные страны, они в связи с... Они предоставляют это. Да, в связи вот этими там конвенциями, которые позволяют там людям... Ну я вот так понимаю, я извиняюсь, я так понимаю, ваш народ можно вытянуть. Ингушей можно вытянуть. А вот народы Дагестана, там они в такую яму, они в средневековье идут.
Большая часть. Потому что они так исламизированы, что они кроме бороться, они ничего не хотят. Бороться и не образование. У чеченцев видел и души, видел образованных. Ну, имеется в виду, там, грузин я им говорить не буду, там масса образованных, а эти, чем это все закончится для них? Они привыкли под Россией, они сами не знают, что. Потому что идет этап, Россия, нет населения страны, Россия стремительно теряет население, в будущем это будет коллапс. У вас появится окно возможностей, только вопрос, кто как распорядится, потому что свято место пусто не бывает. Кто-то будет придут, или турки захотят прийти, или другие. Вот это надо вам успеть сделать. Потому что Россия катится. 2 страны падает рождаемость. Самая большая в этом мире. Китай и Россия. Но в Китае это 1,5 миллиарда. И вас он не так сильно волнует. А и Россия упадет, сильная рождаемость. Там сокращается население по полной программе. В любом случае, какие-то новые мировые порядки, они просто необходимы уже. То есть это как бы... Да, надо самореализоваться нация, понимаете? Есть такой вариант, когда появляется окно возможностей. И вот надо вашему народу в это время успеть. Потому что появилось окно возможностей в 91 году и великое КГБ, которое глубокого буря ничего не смогла сделать, и развалился. И армия миллионная, и столько танков стояла, и страна развалилась. Так может появиться еще один шанс. В 17 году развалилась. И сейчас война, шанс может быть. Вот если вы его используете, все может быть. Про Дагестан я не знаю, там такое чудо. Ну, в Дагестане тоже, я скажу, есть нормальные там образованные. Я не сказал, для Дагестана все-таки, наверное, удобнее будет просто стать русскими и жить как бы в этой культуре, в этой среде, потому что там других каких-то настроений. А вообще вот то, что религиозность, да, в Дагестане, то, что вот этот радикализм и так далее, это побочный эффект. То есть то, что было направлено против чеченцев, оно как бы вышло, скажем так, в какой-то степени из-под контроля и распространилось вот на соседей. А может быть такой вариант, если у вас получится, они тоже будут смотреть на вас и захотят взять такой пример? Или вряд ли? Приветствую всех. Герцог, я, чтобы тебе просто вопрос задать, поднял. Да, дорогой, пожалуйста. Интересно, в каком смысле ты это говоришь, использовать шанс? Для чего? Для чего этот шанс? Ну как, извини меня, пожалуйста, я говорю так, как я считаю нужным, я не подыгрываю никому. И чеченский народ хочет иметь свое государство. Они поднимали войну за это, поэтому может появиться шанс сделать, ну как, восстановить свою республику, страну, которую придавили. Поэтому шанс может появиться. Вот это я имел в виду. Да, это я и хотел, надеялся, что у тебя ты именно это имел в виду, а не объявить свою независимость. Обычно тут ходят некоторые в кавычках и нам, вот когда говорят, это ГБшные нарративы сбрасывают, мол, объявить независимость, как будто мы не объявляли ее, у нас не было ничего, как будто мы постоянно живем со старой рашки. Я извиняюсь, плохо слышно. Герцог, он хочет просто объяснить, что вот у нас такая тема сейчас, когда некие доброжелатели, но он имеет в виду вот этих русских. Я да, знаю, да, которые косят под чеченцев, которые хотят разделять, чтобы вас травить чем-то. Не то, что как бы... Ты сперва послушай, Герцог, внимательно послушай, тогда поймешь, о чем речь. Просто нашу тему пытаются
как бы сравнить с темой дагестанцев, там, бурятов, якутов, народов, которые якобы вот сейчас на фоне вот этих политических каких-то волнений, да, там, русско-украинских, там, и так далее, на фоне этого там создают некие такие виртуальные республики, да, независимые, там, какие-то 2-3 человека там из Бурятии появляются, потом 1,5 человека из Татарстана, потом еще какие-то два. И так поднимают такие темы, короче, что коренные народы России, там, 5-10, давайте все объединяться, давайте это самое, выходить из состава России. И туда чеченцев тоже как бы каким-то образом приписывают в эту тему. То есть, потом, ну, у нас вообще другая тема, да? Вот это хочет там Мурат донести. Ну, и как он понял, как и я тоже понял, вы в курсе этого. То есть вы абсолютно... Я понял. Вы мне скажите, когда мне можно ответить вам? Ну, это как бы не вопрос, а комментарий скорее. А так говорите. Хорошо, я вам отвечу так. В вашем деле, ну, умные люди поймут. В вашем деле главное, чтобы не было... В вашем деле важно, чтобы не было фальстарта. Потому что могут специально сделать, подогревают людей, чтобы что-то произошло, а потом за вами что же следят, и чтобы похватать, сделать что-то нехорошее. Да, это такое дело. Я просто уверен, что рано или поздно произойдет 91 год или 17-й. Вопрос, как дальше будет. Потому что я приведу примеры истории. 91 год все видели. Ничего не спасло. И 17-й. Финляндия добилась своего, Польша вышла, смогла. Ну, и у вас шанс может появиться. Но я не говорю, что-то делать или что. В эфире такие вещи не призываются. Это делается более грамотно, более образованно. Про Дагестан нет. Там есть неплохие ребята, я не спорю. Но вот они исламизированы, они так вот, они очень сильно только борьбой зациклены. Без образования. Чеченцы, я вижу, масса образованных, учатся за границей, стараются. И образование, и это, а эти только бороться, и все. Ну, люди, которые... Ну, гладиаторами они хотят быть, наверное. Ну, что делать? Это такое дело. Вот я высказал свое мнение. А буряты, может, и хотят, но они не получится. Вот я могу тебе назвать похожий народ на бурятов, если ты догадаешься. Они очень сильно хотят выйти. Знаешь, какой народ? Нухчи. Не знаешь? Действительно, у них есть такие события. Меня слышно? Или не слышно? Слышно. Я просто занят, чуть-чуть занят. Да. А ты знаешь, я тебе могу сказать, какой народ, похожий на бурятов, очень действительно хочет выйти. И какой это? Я серьезно говорю, очень сильное настроение имел дело с ними. Я тебе скажу. Тувинцы. Они говорят на своем языке, они говорят своим братьям-калмыкам, учите язык калмыков проблематично, бурятов так. А вот тувинцы, это же как монголы, они, да, там идет. Ну, просто у вас маленький народ, и надо думать, как все это сделать. Гибне опять через своих, в кавычках, хороших русских гибняков опять проталкивают проект Горская республика, там конфедерации Кавказа и так далее. Не надо вам это. Конечно, не надо. Зачем нам это надо? Пускай борется, каждый борется. Кроме чеченского народа на Кавказе за свою свободу никто не борется. Никто. Боролись? Зачем нам... боролись? У грузин своя страна, Грузия. Да, но они боролись. Да. А еще боролись за свою страну. Я говорю, такие, как мы, там, Дагестан, Ингушетия, Карачаев, Черкесия, Осетия, и так, вот такие я говорю. Никто не борется. Зачем нам прицеп нужен? Пускай сами борются за свою свободу. А просто гибнюки хотят, чтобы опять очередной раз обмануть нас, они хотят. Да, поднять на восстание, лже-фальстарт, лже-восстание, а потом перестрелять, извините, просто обнулить и сделать
верхушку срезать, а это гибель ценных людей. Народ небольшой, да, это хотят сделать, поэтому надо 50 раз подумать. Когда создавался Израиль, было 500 тысяч, 500 000. А потом, ну шанс у вас есть. Да, гибня есть, они слушают, они есть. Вот я уроженец Беларуси, в Беларусь тоже под оккупацией находится. Если есть цель. Видите, у нас вот какая политическая ситуация. Вот этот развал Советского Союза и все вот эти процессы, они правильно как бы были проведены вот нашим народом. Да, Дудаев это был уникальный человек. Да, и ну там вообще-то до него это, да, уже настроения все начались. Вот эта войнахская партия такая, которая была еще в конце 80-х, они там где-то орудовали, прятались, пытались, короче, вот эту тему. Скрытно делали все. Да, уже когда вот эти перемены там начинались в Советском Союзе, ну, как бы самые первые среагировали. И потом у нас проходили 3 конгресса чеченского народа, вот, они, в принципе, все были зарегистрированы, все организации, там, диаспоры, которые со всего мира там присутствовали. И на 3-м конгрессе была принята декларация о государственном суверенитете. Ну, то есть это во время того, как вот развалили Советский Союз, вот этот Ельцин, русский Ельцин, белорус, и украинец, вот эти, там, Кравчук, Шушкевич. Он экономически развалился. Ну, это было все-таки как бы подписано, да, там, Беловежская вот эта пуща. Да. И это самое, махнули там, и это дело пустили под откос. И во время этих процессов, как бы, наш народ, он все правильно сделал, потому что законы прежнего Советского Союза давали возможность как союзным республикам, так и автономным самоопределяться. Что, чему мы как бы, хотя даже этим советским законам мы не должны были следовать, потому что уже нету этого Советского Союза. То есть мы уже остаемся как бы на произвол международного права, да, вот мы как бы можем на него опираться. И в международном праве точно так же у нас есть возможность самоопределяться, как вот народу. Поэтому там все процессы, они как бы правильно прошли. Просто на нас потом тупо напали, да, в 94 году. До этого создав серию вот этих провокаций. Рязанский сахар. Рязанский сахар, это уже в 99-м был. Ибраим, можно я Лазика заберу? Иди, пошел нахрен отсюда, давай, скачай отсюда. Иди, еще раз, если вы меня поцелуете в ноги, я вам сказал. Пес, выйди отсюда. Если каждый из вас поцелует меня, вот я пятку так вот подыму, и вы меня в пятку поцелуете, Лазик, я обещаю к вам заходить. Что случилось? Что не случилось? знаю, умоляет меня, уговаривает, говорит, зайди. Выйди, говорю, отсюда тебе, пес. Шел вон, иди молиться, у тебя сейчас намаз. Пошли, я тебе косточку. Иди, я говорю, намаз сейчас, намаз пропустишь. Ты там перегрелся. Конечно, намаз. Перегрелся у себя на мангале. Это кто у нас? Алехандро или кто это? Алехандра. Не, вот этого Ибрагим, моего пса, чем ты кормишь, он в последнее время домой не приходит? Подожди, ты все-таки зашел без этого, как бы, с ногой, да, там, дверь выбив. Я выбиваю, когда захожу. Кто ты? Ладно, подожди, помолчи, я хочу до Ибрагима. Помолчи, я хочу до Ибрагима. Чана, не палестинец? Да, палестинец я. Тот, кто, короче, готов своей мамой пожертвовать, ну, не дать ей еврейские лекарства. Да? Владик. Алеханчик, пес. Пошли сюда. Почему я за свою маму больше беспокоюсь, чем ты за свою маму беспокоишься? Вот ты можешь мне ответить на этот вопрос? Владик. Еще раз, я маму не трогаю, я твою прабабушку с могилы. Я беспокоюсь за нее. Куда он? Лазик, аккуратно, он ушел чуть-чуть студиться.
Я хотел бы все-таки договорить, да, о вот этой ситуации. Ну, я вот с герцогом разговаривал. То есть вот эти политические процессы, они правильно проходили, потому что мы абсолютно нормально на постсоветском пространстве самоопределились. Потом провели президентские выборы, провели парламентские выборы, приняли конституцию, там, аккуратно делали плавный переход, да, там, с русского языка, с русских вот этих институтов, которые оставались постсоветские, вот эти. Потихоньку там шли процессы, да, там еще были вот эти номенклатура, да, там, коммунистическая, которая там страдала вот этой коррупционной составляющей, короче. Вот эти дела там, да, были. Но это как бы процессы, которые, ну, со временем должны были устаканиться, да, там, потихоньку с момента, как вот молодое поколение чуть-чуть уже такое подросло бы, и оно начало бы потихоньку уже вот это, без этого совка в голове. Ну, не дали нам, да, вот провели ряд вот этих провокаций, нашли среди нас каких-то вот этих людей, там, Лобазанов, Гантемиров, Автурханов и прочие вот эти коллаборанты, которые в итоге на русских танках 26 ноября, это 94 года было, мне 14 лет тогда, но я помню эти все процессы, мы там под обстрел чуть не попали, когда вот эти залетали туда в город на танках. То есть к нам русская армия зашла, тупо зашла русская армия на танках с небольшим количеством чеченцев вместе с ними, которые показывали им, куда ехать, куда стрелять. Они хотели, как Грачев говорил, там за 2 часа заскочить в город, захватить президентский двор и как бы, ну, осадить республику и снова навязать российский закон. Это как, ну, Киев, да, за 3 дня. Да. Ну, у них не получилось, потому что их там в пух и прах. У меня мопед был, я там пацаном еще ездил, смотрел вот эту технику, да, которая там вдребезги разлетелась там по всем этим, прямо на улицах города, короче, это все. Трупы, правда, там сразу убрали. Ну, вот это вот то, что там башни где-то там валялись, там в сторону это выкидывало все от танков. Короче, там десятки, если не сотни живых вот этих взяли в плен, офицеров и солдат действующей российской армии, от которых отказались. Грачев, там, Ельцин, они начали говорить, это не наши, мы не знаем о них, те с военными билетами российскими. То есть в этот же день нас бомбили самолеты российские, где они начали слух пускать, гантемировские, лобазановские самолеты. Какие самолеты? Вы что, алло, там, чтобы летчика одного воспитать, там сколько лет надо, чтобы это самолеты, аэродромы там какие-то, да, там военные. То есть вот это вот в наглую, вот это вот хамство, вранье. И в итоге потом на нас, как бы нас оболгали. Перед всем миром говорят, что чеченские банды воюют между собой, и мы даем им там 72 часа, по-моему, было, или я уже не помню точно, по-моему, 72 часа сложить оружие, там, все такое, и типа мы будем вторгаться, чтобы навести порядок. И вот уже спустя 2 недели они вторглись. Ну, правда, в 96-м году их вынудили сесть за стол переговоров и выдвориться из республики. Просто вот после этого нам подкинули свинью. То есть свинью под видом ценностей через вот эти религиозные приемы, уже с учетом опыта в Афганистане и так далее. То есть нам взяли и подкинули вот этот исламский фактор, то есть религиозные вот эти учения, с коими мы доселе вообще не были знакомы, то есть для нас это новое было, потому что то, что у нас там практиковали, ну, говорить практиковали там религиозно, это при Советском Союзе, что мы там практиковали, то есть там где-то на похоронах это могло происходить, или там
как каким-то, я не знаю, там, ребенок родился, какой-то маулид там прочитать, или еще что-то вот подобное, да, из религиозных вот таких обрядовых, которые оказались вообще противоречащими всем истинному исламу. То есть то, что мы там практиковали, это некий там суфизм, смесь там турецкого вот этого суфистского дела, немножко с иудаизма там, немножко с христианства там взято, вот что-то такое у нас было. И все это сдерживалось чеченскими обычаями, культурой, да? То есть из-под этого это не вылезало. Не вот так вот это уже потом. У вас вот в те времена Советского Союза, да, вот Коран у вас был на русском языке или он был все-таки только на арабском, и вы вообще не знали? Вообще ничего, вообще никакие Кораны, ничто. Ничего не было, никакого А Корана. каким способом вам передавали религию? Редко у каких-то людей был какой-то Коран, там, казанский, там, что-то такое, вообще старого образца, там, Кораны какие-то, то ли у татар откуда-то там, оттуда притащили. И эти Кораны, это редкость была там у людей в каком-то узелке, вон там на самом верху куда-то их подвешивали, типа это святое, оно где грязно, нельзя его держать, вот там оно где-то он, как это, скажем так, как некий такой талисман или амулет, вот так вот висело это, да? Стелла, там не было мечети, они называли себя мусульманами, но не было мечети. Ну, я не говорю про Чечню, я тебе говорю, допустим, про ночь. Не было мечети, не было. Но они были мусульманами. В смысле не было мечети? Не было мечети. У нас в Азербайджане было. Ну, у вас в Азербайджане было. Вот я знаю, в Нальчике у нас, допустим, не было до 90-х годов. Ну, одна, может, где-то мечеть где-то стояла, я, может, ну, не знаю. У нас вот это, когда уже вот эта ваххабистская вот эта тема, исламистская, ее начали затаскивать через эти религиозные книги, тоннами поступать, потом вот эти всякие чуваки с Иордании и так далее, потом русскоязычные арабы, вот эта муть, когда началась, да, там, уже орудовать, и, к сожалению, это восприняли неправильно. То есть это сразу... Там был такой момент, когда в этом втором по счету городе у нас, Гудурмес, вот в этом Гудурмесе получилась такая стычка, да, когда... И я помню, там все настроения такие людей, типа эти ваххабисты, которые появились, да, там истинные мусульмане, их вообще ненавидели, короче, но они были вооруженные и финансируемые. И вот эти хатабы, хрентабы всякие, вот на этой теме они появились, да, вместе с ними. И их хотели замочить, то есть вообще это такое витало, я помню, настроение вот у людей, там, у соседей, там, у знакомых, с которыми там я общался, да, вот, когда это, 97-й, по-моему, год, мне 17 лет тогда, и вот это, то, что в Гудурмесе произошло, короче, все были такие озлобленные, да, готовые пойти туда и сожрать вот этих, и это дело его, скажем так, утихомирили, да, там, президент, потом... вице-президент, какие-то встречи с этими религиозными деятелями провели. Типа, нам не нужны внутренние какие-то междоусобицы. Сейчас мы прольем кровь, вот этих людей там погибнет много. Ну, правда, вот этих сразу бы замочили бы там, потому что это, в принципе, и нужно было сделать. То есть, да, с учетом жертв, пускай там жертвы были бы, но если бы вот эти замочили бы в свое время, дальнейших жертв можно было бы избежать. Ну, каким-то образом, как бы без крови это попытались там примирить это дело, и получилось так, что эти люди потом ушли в подполье, и потихоньку через вот это финансирование опять и опять начали прогрессировать, короче, распространять вот это дело, и в итоге там такое значимое количество молодежи удалось в это затянуть. Ну, и вот эти потом настроения, вот это, всякие похищения людей. Сейчас вот некоторые по сей день не понимают, вот наше общество, оно облапошено.
по сей день люди не понимают, что в исламе разрешено похищать людей. Осуждаю, понятно, да? Никто к этому не призывает, наоборот, мы здесь разъясняем, чтобы нас не блокали. В исламе, наоборот, разрешено и рабство, и похищение, и все, что угодно. То есть это как раз оттуда, и это все соответствовало. Вот эти вот религиозные вот эти группы, которые каким-то чудесным образом из России привозили вот этих людей, да, через 100 постов там вообще как военный полигон, короче, окруженная российской вот этой военщиной, наша территория. Каким-то образом вот эти люди проникали и попадали с территории Российской Федерации к нам, за которых там просили выкупы, и за которых четко выплачивали эти выкупы. До тех пор, пока не началась вот Вторая война. А после этого никого не выкупили. Вот это, даже оставались там несколько этих, да, в заложниках, их чисто забыли, замочили там и все. То есть эта тема уже неинтересна была дальше, потому что повод уже был сделан, и как бы вот так это пошло уже. Я понял, я хочу попрощаться, но я понял. Короче, изговняли всю, что хорошее было намечено, испоганили и обвинили, что это исламисты, и что зачем им в Европе суваться, Америке суваться, посмотрите, все такое. И я попрощаюсь, все будет хорошо, буду заходить на ваш эфир. Остальное, ну, держитесь, объединяйтесь. Если вы вообще ничего не будете делать, тогда и ничего вообще не выйдет. Надо делать. Совершенно верно. Поэтому вот пытаемся какие-то... Да, надо образование быть, чтобы побольше молодежи быть. Всем всего хорошего, до свидания. Счастливо. Счастливо. В Азербайджане, то, что ты говоришь, что были мечети, не забывай, что там основная масса – это ислам шиитского толка. И вы граничите с Ираном. После этого у вас начало появляться прям... Никакой связи. Там есть большая связь. Особенно люди не ходили в мечеть. Но они... Нет, ну то, что не ходили, они там были. Ты говоришь, что вот у нас было, допустим. На Кавказе такого не было. Это после 90-х прям начало появляться именно строительство этих мечетей и так далее. Это сейчас у тебя ты как бы раньше, в Азербайджане основная масса, это они были все шииты. Сейчас у тебя начали появляться сунниты и так далее, как бы, да. Кто-то начал переходить в суннизм. В ислам суннитского толка. Основная масса, они были шииты. Нет, смотри, Лазик, определенные мечети всегда оставляют. Приветствую. Но не было такого. Шалом, да? Сразу скажу, да. Какая бы там у вас деятельность, какой бы интерес у вас посещать наши эфиры не был, но надо отдать должное, то, что вы себя нормально ведете в дискуссиях и, скажем так, соблюдаете культуру общения. Моя признательность. Этот человек никогда не ругался, Ибран, никогда. Я рад, что вы меня оценили. Он не к тебе обращается. Не, вот, Лазик, я хотел вот сказать, можно я скажу? Он ко мне обращается, Стелла. Не, я к вам... Это я устал в огород. Ни на Лазика, ни на Лева. Это я устал в огород забросил, Ибраим. Нет, я в целом хочу ко всем обратиться. Можно я обращусь? Да, прошу прощения. Касаемо религии в Советском Союзе там, и наличия мечетей, да? Определенные мечети все же оставляли. Вот Бухарскую мечеть, там, если вы знаете, да, там в Узбекистане была, это как центр был медресе, да, там обучались там специальные там агенты спецслужб, потому что любая религия, она была на контроле у спецслужб, да, что христианство, что иудаизм, что ислам. В Советском Союзе они должны были это контролировать, чтобы массы вот этих вот адептов, как бы, да, в русле держать советской пропаганды. Поэтому какие-то мечети оставляли. Там во Владикавказе, там, Махачкале, и, может быть, в Чечне какие-то соборные такие, да, где стояли их имамы там, там из числа мечети, то вот эта инертная масса, которая там все же жаждала, да, ислам там и так далее, они бы ушли бы в подполье, как бы их там потом уже выискивать было бы тяжело контролировать, да. Поэтому вот какие-то мечети все-таки вот в Азербайджане там и так далее вот оставляли, чтобы люди туда тянулись.
Ну, да, как такового, как бы, ислама там не было, я это имею в виду. Нет, не было, конечно, ни ислама не было. Мы же знаем, когда большевики пришли, они разрушали и мечети, и церквя, и все остальное. Ну, они до большевиков тоже, наверное, это все делали из мечети склады, там, танцевали, там, я не знаю. Кто-то, может, у себя там где-то в районе, как бы, сделал себе там мечеть такую. Дома люди там справлялись. Нет, ну в целом в стране была идеология, что религия это опиум для народа, что религиозный человек это какой-то больной человек и так далее. Ну, как бы такое отношение было, да? Конечно, поэтому сравнивать, вот когда Стелла говорит, вот почему у вас там в Чечне или в Дагестане или на Кавказе, вот в советское время же не было вот этого, да? Ну, как вы там называете, арабизация там и так далее, да? Ну, естественно, в советское время не то, что там ислама или христианства, вообще ничего не было. Все были коммунистами, там строили... Ну, заметь одну вещь. У нас в Баку были мечети, мало, конечно, очень мало, но они были. Нет, было, я же объясняю. Я спросила, если в Чечне были они, то есть каким образом передавался им ислам, вот что мне было. В Азербайджане Стелла, послушайте. В Азербайджане они были этим мечетям по лет там 200 могло быть, по лет 300. На Кавказе этого не было. Вот синагоги были, допустим, эти да? мечети носили просто вот... Понимаете, как о чем говорю? культурный экспонат, да, вот как музей. На вот Кавказ пришли, именно конкретно им принесли эти мечети. Понимаешь, в чем дело? Я прошу, подожди, чтобы он закончил, потом... Я просто хотел ответить тебе, как извинителя. У меня один наушник в одном ухе, и одна голова. Воспринимать... Эти мечети носили, знаете, какую функцию? Просто вот как музейные, там, знаешь, вот люди приходили старые, там, какие-то старики, может быть, да, и то их там всех точковали, там, записывали, там, что они там неблагонадежные, там, религиозные и так далее, да. Ну, это так делалось. Это как религиозные, вот, музейные, вот, как исторические экспонаты, ну, вот так вот относились к мечетям. А потом уже, когда уже Союз развалился, когда уже железная занавес рухнула, как бы люди начали выезжать там, узнавать там, то есть уже цензура ушла, как бы, да, и начали как бы люди познавать, узнавать, естественно, уже поняли, что где-то что-то вот не так было. Ну, да, то есть знания пошли, да, во всех сферах, не только в религии, там, кто что хотел, то есть вседозволенность так называемая, да. А сколько, вот, самые древние мечети, сколько лет на Кавказе? Самые древние? Ну, я не знаю, вот Дербентская говорят, что во время, там, не знаю, то ли Амиядов, то ли... Дербентская логично. Вот Дербентская, допустим, логично. Ну, да, вот так говорят. Да, вот, опять же, еще раз, я же говорю тоже, вот, чисто вот даже по логике. Вот то, что все вот мечети, которые, допустим, могли быть в Азербайджане, им может быть и по 300, и по 400 лет. Я беру конкретно Кавказ. Дербент я не беру границу там с Азербайджаном и так далее. Я говорю, Нет, Азербайджан это, ну, если географически сейчас так прям брать, то это Закавказье, хорошо, но неважно. Да, разговор не об этом, как бы, да. Я имею в виду конкретно вот именно люди, проживающие, как бы, вот тогда вот... У тебя, получается, у тебя в Дербенте там, ну, процентов, наверное, 50-60 это азербайджанцы живут, да? Ну, вот они жили там всегда. Не, смотри. Ну, не 50-60, я ошибаюсь, да, я ошибаюсь, ну, неважно. Для кого они были построены, вот я об этом говорю, да, вот когда, если они там стояли. Они там стояли, допустим, конкретно, вот, может быть, для азербайджанцев, почему? Потому что они с собой принесли это. Они не взяли это, допустим, от арабов, они взяли это от персов, там, потому что основная их масса, это же ислам шиитского толка. А именно конкретно кавказцам, что я говорю, что арабы принесли это. И принесли это совсем, вот, можно сказать, недавно, да, если брать вот наши года, вот как мы это будем это считать. Вот что Нет, эти мечети, смотри, Лазик, эти мечети там образовались еще до Азербайджана, да, как такового, еще вот современная территория. Да. Даже Азербайджана не было. Азербайджан это тюрки-агузы, которые пришли с Персии, да, это вот династия Хаджаров. В Дагестане много было мечетей, пират. В Дагестане. В советское время? В советское время? Ибрагим, советское время ты имеешь в виду? Советское, пускай будет, советское. Что сказку ты рассказываешь, огузы, азербайджанцы пришли с Персии? Ну да, это же, конечно, с Персии пришли. Серьезно? Да? Ты это серьезно сказал? В смысле серьезно? Какое отношение имеют огузские тюрки, к персам? Ты вообще не понимаешь? А какое отношение? Смотри, вся династия... Какая династия?
Хорошо, а Династия таджары тюркских кто были? народов, которые... Подожди секунду. Надыр-Шах кто был? Династия Вот тюрков, этот которые... покровитель. Подожди. Ты задал вопрос, ты слушай ответ. Династические государства, которые на Ашрафы, территории таджары и так далее. Персидской империи тысячелетиями правилось династическими тюркскими государствами. То, что они не были этническими все тюрки, это понятно, да? Там многие народы жили. Ну, естественно. Но это были династические государства. Вплоть до 1925 года последние каджары, которые там ушли, когда Шах Пахлави свергнул их. Но каким боком ты огузских, кавказских, конкретно живущих в Кавказе, да? Понимаешь? Да. Исторически живущих людей ты привязал к персам? Ну, это уже извини. Нет, я не говорю, что конкретно с Персией. Ты так и сказал. Ты сказал, что они пришли с Персии. Да, с Персии пришли. Это вот каджары да, пришли они никуда Персии, не приходили, они всегда жили там. Что ты сказку-то рассказываешь? Нет, ну шииты откуда пришли? Как появились шииты? Да при чем тут шииты? Шииты вообще, шиизм появился. Шииты, это и есть Персия, это и есть секунду. каджары. Шиизм появился с появлением... Да подожди, Исмаила, не каджары, Исмаила. Исмаил Шах появился. Исмаил Шах первый, да. Вот, а до этого что, там не жили мусульмане? Где? Там не было мусульман? Да, на тех же этих... Дербенте. Были, а как не были? Почему ты приход, подожди секунду, почему ты приход ислама в Кавказ связываешь с персами? Это я сказал, я не сказал, что с персами, я наоборот сказал, что с арабами. Мэр-то чуть-чуть друга не поняли. Я понимаю прекрасно, 7-8 век приход арабов за Кавказе. Я знаю, что арабов, тут твоя Персия? Ты мне рассказываешь? Ты мне а чего ты связываешь его с Персией, пират? Я с персами связываю приход уже шиитской идеологии. Да она не связана с персами, абсолютно. Блин, я тебе еще раз повторяю. Шиизм. Сефевиды, вот Персидские империи, когда мы называем, послушай, когда мы называем Персидские империи, в твоем голове должно укладываться о том, что Персидские империи уже не существовало. Его одно название осталось, и правили там династические тюрки. Ты зачем мне это рассказываешь? Да потому что ты связываешь с персами. Еще раз повторяю. Персами вообще ничего не связано. Я с персами связываю приход шиитской идеологии на Кавказ. Ничего подобного. Ты хочешь сказать, что Сафавид из Шах Исмаиль Хатаи был, персом, что ли? Они были этнические тюрки, пришли с Персии. Так этнические тюрки какое отношение имеют к персам? Как ты можешь сказать, что они были от персов, шиизм? Кто сейчас шииты? Ты что, мэр? При чем тут сейчас? Я же тебя повторяю. Ты, русский язык плохо понимаешь или нет? Да я нормально понимаю. Ислам уже приходил туда. Ислам и был и в Персидской империи. Да послушай, почему ты пытаешься параллелить? Почему ты пытаешься параллелить? Да потому что ты херню несешь какую-то. Так херню ты мне зачем это рассказываешь? Я тебя сейчас остановил за твою херню. Когда ты привязываешь все, что есть, ты привязываешь с персом. С какого каким персом я привязываю? Ты вообще слушал изначально, что мы говорили? Я прекрасно слушал, когда ты огузских этих тюрков привязал перцам, что они пришли с Персии. Не ругайтесь у меня голоса нет. Я не знаю, ты специально у меня голоса нет, Стелла. Мы говорили, что арабы пришли, сахабы пришли. Причем здесь персы? Нет, арабы пришли, не из Персии же. Мэр, я завел разговор. Лазик, ты, конечно, тоже тоже ты взял и перепутал полностью все. Не важно. Я когда задавал вопрос... Приход ислама, Лазик, слушай, приход ислама в Азербайджан или вообще на Кавказ, оно не связано с персами, абсолютно.
Да Сюда это понятно, приходили арабы. это дураку ясно. Это Хорошо, ну еще Зачем раз. это Я рассказывать? сказал, ну, что пожалуйста, там... пират. Если ты действительно не дурак, умный человек, не связывай, Зачем об этом говорить? пожалуйста. Это уже разжевали. Не связывай огузов, не связывай с перцем. Ты здесь Очень Америку не прошу. открыл. Мы все знаем, что это арабы принесли. Ну так ты не закрывай эту Америку. Я не открывал, но ты не закрывай. Бля, я вообще тебя не понимаю, ты о чем говоришь? Я не знаю, Лазик, ты понял? Я вообще, тоже что- тебя не понял. Я понял, о чем он говорит, я понимаю, о чем ты говоришь. Я понял, что я завел этот разговор, так я хочу сейчас объясниться. Можно? Давай. Ну, объяснись, да. Да, вот ты хорошо. можешь- У нас пошел разговор с того, что на Кавказе мечети как таковых не присутствовало, конкретно на Кавказе. Но в Дербенте, да, эта мечеть присутствовала. Советский период, советский период. Советский период, будь оно ни ну, советский период, хорошо. Вот мне интересно, я тебе задал вопрос, да, по поводу того, что какая Вот самая старая мечеть на Кавказе. Были старые мечети. Они Ну, до сих самая пор старая, стоят. сколько я лет, Да, вот мне стало мы не интересно. отрицаем, что абсолютно не было. Я задавал больше вопрос. А так там есть этот, по-моему, мечеть даже с Дербент не берем, Дербент не берем. Мы- что? Мы не отрицаем, что абсолютно не было мечети. Но в советское время как бы велась там борьба с религией, как бы религия была запрещена Но официально. я да? еще раз повторяю, даже в советское время там действовали, мечети. Да мы знаем, мы Баку. знаем, я бы перечислял в Так Дербент. ты говоришь, Да, я говорю, я мэр, я говорю... Ты сам себя тогда отрицаешь, пират. Я Получается, говорю ты Чечня, знаешь, я говоришь, говорю что не было. Дагестан, мэр, я говорю Мейер, дай Кабардино-Балкария. мне слово, пожалуйста. Чуть-чуть. Да не, я здесь кто? Извините. Чтобы я Мэр, слово вообще, давал? зачем зашло? Я не Извините, понял. подождите. Benim elmi işim o üzereydi. Шамахинская мечеть 743 года. Я на этом заработала деньги, извините, именно изучала вот эту мечеть. И поэтому я имею право это говорить. 703 года Шамахинская мечеть еще в древнем Атропатене в Азербайджане было. И то, что внизу пишут наши, видимо, очень хорошие соседи, мое отчество весь говорит, что это фальшь Азербайджан. Атропатена была. Вы хотите этого знать, не хотите этого знать, кому нравится, не нравится. Академия наук всего мира это принимает. И примите вы, нет, я не знаю, товарищи. Сима, здравствуйте. Понимаете? Добрый вечер. Азербайджан Я всегда был. еще раз, мой вопрос в другом заключался. Ну, а там называлось Шамахинская. Тему не уводите, тему о другом вообще была. Шимахах Джума мечеть. Не-не-не, когда? пират, то, что вы 743 сказали, год. это неправильно, пират. Вы неправильно отозвались из Азербайджана, потому что вы сказали, не было такой страны. Я не Нет, а слышала. что, правильно, не было же ее. А как вы можете... Я говорил, Академии наук всего мира принимать, что Атропатена была. Женщина, вы меня не Исторически. Женщина, я сейчас Я объясню. не женщина, не меня имею- зовут Сима, пират. Сима, да, я вот просто плохо вижу. Да. А, Сима, Вы я... историк? Вы историк? Вы историк? Да, ну какая разница, я кто? Нет, я не историк. Я не Разница говорю, что не большая. было. Я исторический факультет закончила, извините меня, и защищалась. Нет, У меня Сима, защита, я до Сима, аспирантуры, послушайте, что- я это все закончила. Сима, послушайте Нельзя меня, так что я говорить хочу про сказать. целую страну, что не Я было. говорю, Как это что не было? Азербайджана как государства не было на современной Как это территории не было, Азербайджана. как государство? Были ханства отдельные, Были отдельные ханства. Атропатены. Сима, я понял, что он говорит. не было. Секунду. Пират, а ты сам родом откуда? Подожди, Сима. Ну как, Подожди. какая разница, откуда я родом? Я Не-не, ну родом- интересно, да ты же за Азербайджан говоришь, мы азербайджанцы. А ты сам-то кто? Какая разница, при чем здесь это вообще? Большая разница, если ты разговариваешь про меня, я же тоже должен знать, кто ты такой. Как это, какая разница? Короче, я сейчас зашел, посмотрел самые старые мечети, ну, постсоветском пространстве и вообще где в России, да, постсоветское пространство, я не имею в виду Азербайджан. Это самая старая мечеть, это получается в Дербенте. Да, все окраины И в Сахуре Татарстана. тоже есть, и так далее. там, Секундочку, Пират, окраины ты из Татарстана какого и еще города, можешь сказать? и Москва, Откуда ты? никак не Кавказ. 743 года мечеть до сих Да. пор есть в Азербайджане. Этот микрофон, передайте людям микрофон, вы достали уже с Азербайджаном. Дербенте, вот Дербент, допустим, да, неважно. У меня другой был вопрос. У нас был вообще разговор другой шел. На Кавказ как все это пришло?
Лазик, смотри, даже если это мечеть в Дербенте древняя, ну представь на вот такое количество там населения, которое проживает одна мечеть. Это же тупо. Да, нет. Ну, опять же, еще раз, я с каким вопросом пришел, да, вот это, когда вот пришел ислам на Кавказ, да, вот конкретно на Кавказ, там, где я проживал. Я не беру Баку, я не беру Азербайджан, но я не оттуда, вот, да, вот, я конкретно вот есть с того региона Северного Кавказа. Не было никакой старой мечети, нету никакой старой мечети, она не упоминается нигде. Я это имею в виду. Лазик, между Шамахах, между городом Шамахах и Дербентом Вот разница 10 лет. Я 10 прочитал. лет. Ну, Лазик, всего-навсего 10 лет. Это небольшая такая разница, чтобы сказать, что там древнее. Нет, я говорю об истории, как бы, да, вот, допустим, Кавказ. Я понимаю, я прекрасно понимаю. 733 год, 743 год. Сказать можно? Да ради Можно бога сказать? говори, кто тебе мешает говорить? Благодарю тебя, о азербайджанец. В Чечне есть мечеть, 800 лет, там старик говорил, он же обманывать не будет. Лазик, можно я скажу, Лазик? Если он старик, то обманывать не будет по-любому. Лазик, вот древние мечети, древние мечети. Он врать точно не будет. Хорошо. Я извиняюсь, 800 лет ему от роду, или же 800 лет в 800 году этот построили? Старик построил БР, ему же 800 лет. Не, мне интересно, сколько ему лет. Как Магомед пришел, с тех пор и стоит мечеть. Как Лазик, Магомед смотри, пришел? И чеченцы построили мечеть, не видя его. тебе ответить, что тебе, ну как бы сейчас Лазик, закончим по Есть очереди. старые мечети, Мейер, есть по Кавказу. Нет, старые мечети, вот древние да. мечети, да? Это Древние, те мечети, да. докуда дошли арабы. Докуда дошли арабы, это древние мечети. А потом уже мечети, они уже произошли, то есть построили уже путем призыва и так далее, то есть, да? А докуда арабы дошли, да, там уже старые мечети, то есть самые древние мечети там. Это Дербент, может быть, Шамаха, Азербайджан и так далее. Ну, то есть до Южного Дагестана, да? А дальше уже арабы как бы там особо не продвигались. Дальше Чеченцев, когда они затронули эти арабы? Вот вопрос, в чем заключается вопрос. Когда они затронули народы Кавказа? С чеченцами они не соприкасались. Не соприкасались, в том-то и дело, о чем идет разговор. Чеченцы, А там кабардинцы и так далее. Это кабардинцы, балкарцы, даже аварцы держатся, даргинцы, не знаю, лезгины. С ними тоже, ну, лезгинами, скорее всего, соприкасались, потому что они... Как не соприкасались? Нет, соприкасались, с лезгинами нет, соприкасались. Лезгины это... Нет, я знаю, что соприкасались, составили. Но я сказал, лезгины как бы просто там народности начал Дагестана вспоминать. С лезгинами соприкасались. Ну, как со мной, основной массой, как бы, да, вот именно как... А дальше это уже призыв был, да? То есть там уже не было такого, как говорят, там, ну, там, ничего. Ну, все, об этом вообще начался разговор. Нет, разговор об этом был, просто люди смешались, что-то другое начали. Секунду. Ислам, когда пришел, да, вот в 17 веке в сторону Кавказа, он начинал... В каком 17-м? В 7 веке? Ой, в 17 говорю, в 7 веке. Он начинал, по-моему, в Дербента, если я правильно помню, то я думаю, что, скорее всего, там и будет мечеть самая древняя, наверное, если ее не разрушили. Ну, кто-то говорит Дербент, кто-то говорит Сафур. В составе арабов действительно были и персы тоже, и сирийцы. Там были как бы разные, потому что на тот момент... Не, Стелла, мы не говорим, были, которые послушай, приняли дорогая. ислам уже тогда. Послушай, дорогая, мы не говорим о том, что в составе войск какие национальности были. Мы не об этом говорили вообще-то, мы не об этом спорили. Когда говорят, что автохтонные огузские тюрки вышли из Персии, это уже смешно становится, понимаешь? Когда утверждают такое. Причем тут, приход войск и в составе, если там есть персы или там есть еще кто-то, да хоть грузин пусть будет. Слушай, это же не означает, что вот это все вышли из Грузии. Мэр, заметь, вот посмотри, вот я, кстати, первый раз для себя это, что-то узнал. У тебя получается одна из древнейших мечетей, как бы, да, вот в России, в сегодняшней России, находится в Дербенте. Нет, еще одна из древнейших тоже находится в Москве. Какая? Сейчас я тебе скажу, я вот зашел в Google специально прочитал. 7 мечетей, как бы, самых древних, в России. Не постсоветское пространство, а в России. Не, хорошо, я понял, года. Но она не может быть древнее Дербента. Она не древнее, нет, они идут поочередно. Так а чего тогда ты говоришь, что... Я говорю о другом. Я говорю, на Кавказ
там в этом списке не упоминается, что я говорю. Ну, И сейчас у тебя самый ярый, самый ярый такие мусульмане у тебя. Да. Лазик, я тебя прошу, не спеши. То, что ты говоришь о России. Россия, когда свою информацию выдает, он выдает только Северный Кавказ может выдать, потому что это его территория, но не весь Кавказ. Какой ему интерес рассказывать о том, что в Кавказе существует древняя мечеть? Ну, вот он говорит послушай, да, родной, он говорит только о той части, которая является РФ. Он не выдает тебе информацию о том, что самый древний там находится в Казани, допустим. Казань, да. Да, вот видишь, я приблизительно угадал, что находится в Казани, потому что там татары, поэтому они там первые приняли ислам. Легко проверить, это легко проверить. По каким годам? Да ради бога, ну проверьте, вопрос не в этом. Я погуглила, секундочку, О, давай. 733-734 Дербент, Джума мечеть. Потом идет мечеть Дегарон, это Хазара, Бухарская область, Узбекистан, около 1000 году. Мечеть Магоки Атори, тоже Узбекистан. Нет, 743 год есть мечеть Шамахи. 743 год это мечеть Шамахи. И там, кстати, в Барде тоже есть. Ну, видишь, тут, смотри, я сделала через AI поиск всего СССР. В регионе всего СССР. И вот так вот он... Я только Россию вбил, не важно. Смотри, Джума мечеть, значит, Баку, Азербайджан, в 1437 году написано. Кстати, чуть-чуть до этого написано Старый Крым, в 1314 году. Но это более современные. Рязанская, Касимов, Рязанская область, в 1467 году. Это современные, да. Тут уже сколько им лет? Там 600 лет. Это маловато. Какая ты сказала, Сима? Город Шамаха. Посмотри, пожалуйста. Там даже 10 баллов, это тоже, да, она даже полностью не снеслась, понимаешь, там есть останки, на этих останках оно держится, и она попала в книгу этого, его бережет этот всемирный... Кстати, Лазик, арабы дальше Дагестана не пошли, они захватили территорию. Я говорю о регионах Кавказа. Секунду, написано... Джума мечеть в городе Шамахи, Азербайджан, была построена в 743-744. Да, у меня она является старейшей мечетью в Азербайджане и второй по возрасту на всем Кавказе после Дербента. Да. У меня работа большая. Я 2 года работала над этой работой, поэтому я ее помню как... А как ислам пришел на Кавказ? Ну, с арабами. Так же пришел. Нет, они, кстати, вот это, на территории Азербайджана, кстати, взяли даже без арабов. А арабы, когда пришли, уже были тут мусульмане, да, они частично там с ними даже не стали воевать. То есть они как-то заключили мир и пошли дальше. Мусульмане были какого? Шиитского толка? Нет, слушай. Не, тогда еще не было такого понятия, шиитского толка. Почему? Али тогда у них не было? Али и так далее. Не было. При чем тут это? Ну, такого... Я не знаю, я спрашиваю, я же не спорю. Я же отвечаю, Лазик, я тебе отвечаю. Вот классический так называемый шиизм, пришел эпоха, это в 1600 году, по-моему, если не ошибаюсь, это как с приходом сафавидов. Это он установил вот тот шиизм, так называемый, классический, до сих пор. Иране, который сохраняется, Азербайджане, который... Сима, пожалуйста. Азербайджане, Иране, который находится вот этот шиизм, не последний, который вот с чалмоносцами, Лазик, не путай, а классический шиизм он создавал. Шах Исмаил Хатаи. Это 1600 какой там год, я точно не помню. Посмотри, если под руками все есть. Да. Я когда ищу... Процент шиизма. Подожди секунду, пожалуйста. Когда Стелла говорит, вы это параллелишь. Ислам пришел на территорию современного Азербайджана в 6-7 веке в ходе арабских завоеваний сасанидского Ирана. Процесс исламизации региона был постепенным и занял несколько столетий.
Первые Да, через походы Персию. были в 630 до 640 годах. Войска арабского халифата разгромили Сасанидскую империю, и к 642-43 годам арабы заняли ключевые города региона Нахчевань, Бейлаган, Барду и подошли к Дербенту. Потом уже пошли мирные договора. На начальном этапе ислама не насаждался силой. Местное население, христиане Кавказской Албании и зороастрийцы заключали с арабами договора. Они платили налог джизью за сохранение своей веры и защиту, но освобождались от него при переходе в ислам. самые последние Массовое были. принятие и переселение было, Не спеши, Сима, подожди, пусть почитает. было в 8 до 10 века, да, это массовое принятие и переселение. Экономический стимул. Местная знать быстро поняла выгоду новой религии. Принятие ислама гарантировало сохранение земель, имущества и сословных привилегий. И арабская колонизация. Халифы принудительно переселяли в регион целые арабские племена из Сирии и Ирака в районе Шамахы, Барды и Гянджи. Это ускорило культурную интеграцию. Итог этапа. К X веку ислам стал доминирующей религией на большой части Азербайджана, вытеснив зороастризм и христианство, которое частично сохранилось лишь в Карабахских горах. Тюркский период 11 век. Да, 11-13 век с приходом племен огузов и династии сальджукидов регион окончательно стал тюркским. Тюрки уже были мусульманами, что окончательно закрепило исламскую идентичность на этой земле. Все верно, все верно. Самые последние авары приняли, удины не приняли в ислам. Удины, они христиане, да. Они убежали, да. Албанские мечети остались, а удины убежали, да. Я почему знаю, там в Кахе у нас дом стоит большой. Там удины старые мне рассказывали, те, которые там живут, а большинство удинов уехали оттуда, потому что они не приняли мусульманство. Мэр, я что хотел сказать вот касаемо там Персии, да? Я имею в виду, что Кавказ, ну, Южный Кавказ, тот же самый современный Азербайджан, да, это всегда были как бы зона влияния сасанидов, да, то есть персов. Так это же какой год? Блин, только что тебя прочли. Какой год? Да, я еще при сасанидах говорю. Да, Сасанидов, блин, уничтожили уже 6 век. Не 6, 7 век, начало. А когда пришли начало мусульмане, 7 века. а когда пришли мусульмане, да, они уже упразднили это там, то есть навязали ислам и так далее, короче. И потом начали продвигаться в сторону Азербайджана современного и дальше в Дагестан. И все, в Дагестане их остановили хазары. Не с Персии же пришли арабы, а не с Персии. Арабы, ну, вот, они же поэтапно. Ну, тогда какое отношение Персия имеет тогда к Кавказу? В смысле, какое отношение имеет? Ну, они объясни мне, пожалуйста. Нет, персы имеют тесное отношение с Кавказом. Они все, даже еще до арабов, то есть зона влияния Кавказа, это вот Южный Кавказ, это был всегда Персии. Я не связываю персов с исламом. Но не с Персией, еще раз. Вот ты не понимаешь. Смотри внимательно, пират. Ты путаешь, знаешь, что? Вот когда османы захватили, да, они сохранили название вот этого Византии. Сохранили. Они использовали его, когда перечисляли достояние вот этого, когда имя перечисляли вот султана. Они там, он король этого Византии, он король там, захваченный какое-то королевство. Они перечисляли. Это не означало, что, блин, там это существует. Он уже, его нету. Его корона считается его. Точно так же тюрки, когда пришли в Персию, когда его захватили полностью и создали свои династические при этом они сохраняли титул Шах-эн-Шах Персии. Да. Потому что это была империя, которая была древняя империя. Они так себя возвеличивали. Понял, я говорит о том, что а зачем народы вышли из Персии, это немного не так. Понимаешь? Немного не так. Арабы не при чем туда арабы, ты все путал. Я тут Ладно, могу что-то сказать. Все, проехали. Я тут проехали, могу пожалуйста. что-то сказать, да. Да, конечно. Ну вот смотрите, вот что касаемо арабского халифата. Арабский халифат действительно вот массовое, когда уже лезгины, аварцы стали принимать ислам,
где-то в 9-10 веке. В основном это были аварцы и лезгины. Так? Да. Что касается чеченцев. Чеченцы позже всех приняли ислам. В 17 веке кабардинцы, а в 18 веке чеченцы приняли ислам. И первая мечеть была построена в Чечне в 18 веке. Они арабского халифата не касались, а и благодаря вот этим дагестанцам, аварцы, лезгины, вот они принесли ислам в Чечню. Совершенно верно. Вот, совершенно вот и все. верно. Вот и все. Да, так и есть. Что я хотел вам сказать. А до этого чеченцы были язычниками и христианами. Частично христианами, да. Частично какая-то маленькая часть была христиане, остальные язычники, ну, то есть они верили в своих богов, в свои обычаи, то есть это были чеченцы. Ну, это же никто с этим не спорит. Да, вот и все. Да. А то, что пришел ислам, это от этих дагестанцев и пришел. Они приняли. Нет, понятно, да. Арабов остановили хазары вот где-то в Дагестане. Да? А затем это уже вот как бы путем призыва, там, добрососедские отношения и так далее. То есть, таким образом уже, да? То есть не мечом. Да, ну, по-разному. Ну, люди не хотели, джизью платили. И среди евреев были, которые заставляли. Устали люди, знаешь, джизью платить. И униженно, знаешь, каждый месяц должен был перед мулой. Поэтому это было люди уже... Что получается? Как бы? Они приняли ислам. Да. Ну, что-то вроде такого маленького, ну, как это не бизнес, ну, как экономия денег, скажем так. Как они хитро сделали, видишь? Да, ну, это что-то сэкономили. Или становись мусульманином, не будешь ничего платить. Те, кто прочитали шахаду в тот день, получается, вот, когда принимали тот ислам, они не принимали ислам, как я так понимаю, да? Да. А те, кто хотел уйти с ислама, они сразу, мы вам голову будем рубить. Если ислам принял, а потом уже уходишь, это как вероятно. Это уже все, да, это уже карается серьезно. Поэтому так и осталось. Так и популярность и пошла ислама, не потому что это была единственная. Просто они, как говорят на языке шахмат, загнали людей в цунцванг. То есть хуже. Ну, смотри, герцог. Герцог, тут люди запутались. Сейчас другой был здесь герцог. Я не думаю, что это тот. Это до прихода в Дагестан. А затем уже ислам уже распространялся там в глубь России и так далее. Это торговые отношения, это уже как бы... уже потом... Это уже не джизия, как ты говоришь, да, это уже другая тема. А джизия это была до Дагестана, да, вот как они пришли? Ну да, когда арабский халифат, это все было джизия. Они сначала заставили, а потом... Она действовала в других местах тоже. Это самой в этой, как его... На Востоке то же самое было. Народы, которые не хотели принимать ислам, они платили вот это. А эта сумма, конечно, смешная на самом деле. И платили его не все. Там определенные есть условия были. Там от какого года до какого года взрослые, и притом мужчины. Платили только мужчины, а не женщины. Ну они этим самым... Но женщин загоняли в рабство. Не. Давайте без этого. Давай, герцог, без этого. Да? Ну как нет? Если ты платил... Вот понимаешь, чтобы говорить, тогда говори. Но если говорить, то лучше говорить только правду, да? Если ты платил джизу, это означало, что ты находишься в его попечении. Все. Под защитой, да. Законы. Под защитой ты находишься законов. Никто тебя не обижал, никто тебя не унижал, абсолютно. Есть, конечно, моменты, когда, есть беспредел везде. Но это человеческий фактор, да, это криминал. Человеческий, Пират правильно говорит, это чисто человеческий фактор, оно может быть. Но на все это всегда находилось, как говорится, суд. Ты мог обратиться в суд, и твое право, потому что ты платишь. Значит, они обязаны тебя защитить. Все. Если в таком исламском государстве кто платит джизью, там, если его обидит какой-то мусульманин, что-то у них получится, да, и он обратится в суд.
то этого мусульманина Кстати, моментально вплоть до наказывают. Османской империи вот, это все сохранялось, кстати. Да, ребята, о чем вы говорите? Евреям и христианам даже не разрешалось по той улице ходить, где мусульмане. Если даже нечаянно салам сделал, он потом приходил, верни салам. Ну, о чем всё, вы ну, говорите? поехало, Джизия? говорится, да. Да перестаньте Да. начинать. Да нет, Ну, нормально. конечно. И каждый месяц перед муллой они становились на колени. Давай сейчас без этого, герцог, давай сейчас вот эту религиозную вот тему это говорить от оставим в жизни, покое. да, это так Герцог, Да. давай сейчас вот это, на хорошей теме, вот это остановимся, да? А то сейчас вот ты полезешь, и все это польется, понимаешь? Да. Вот давай без Совет- этого. Не, просто украшать не надо. Да никто никого не украшает. Мы все блин. знаем, Герцог. как это жизнь проходила. Ну и устрашать тоже не надо, да? Вот. Не устрашать, я говорю, как есть. Преувеличивать. Герцог, а что Здесь ты слишком много скажешь? Что ты кафедров расскажешь собралось. по поводу спасения из Почему Испании, блин, чеченский евреев? эфир превратили в бардак, я понять не могу. Во, Ребята, что с об вами? этом и речь. Об этом и речь. Ребята, вы где чеченцы? Вы почему меня оставили тут? Вот сейчас можно я еще одну вещь скажу, и я ухожу. Евреи Вот купили улицу. Можно я скажу одну вещь? Вот Сима, я вам хотел сказать, да? Вот касаемо моей позиции, касаемо Азербайджана и так далее, моих высказываний. Я не говорю, что азербайджанцев как нации там, или как народности, как племени не существовало. Меня не то это обидело. Меня обидело то, что вы сказали, что из Персии пришли азербайджанцы. Это Не немножко азербайджанцы, история я говорю, пришли. противоречит. Потому что О, Луза, ну ты тоже самое сказал. Вот Тюрки это и есть ну, дайте мне Азербайджан. сказать, ну не перебивайте, да, ну что. Говори, пусть говорит, Сима, пусть Вот эти вот в говорит. Дербенте, вы знаете же, Сима, Дербент город, да? Там на Магалах живут их называют азербайджанцами. Но это чистые персы, да, которые пришли оттуда. Они этнические тюрки, да, они разговаривают на тюркском языке. Но это пришедшие вот оттуда, у них даже своя родословная есть, Стибрина там и так Там далее. это турки, а не перцы. Перцы отдельно. турки. Они сами по себе, по религии своей поджары. Слушай, родной, послушай. Не, я вот про ты другое путаешь. хотел сказать. Да Я подожди, не- да понял, я тебе сейчас скажу. Ты путаешь дербенских татов. Ты думаешь, что, блин, не таты? татов, я знаю, кто такие таты. Не таты. Так это переселенцы из Персии. Не-не-не-не, Ты их он путаешь, правильно. они не азербайджанцы. Таты это персоязычные. Таты не разговаривают на тюркском. Да вот именно, что их переселяли туда. Смотри, что таты... А люди, что которые получить? называют себя азербайджанцами, они этнические тюрки, они и жили там. Я и говорю, Их туда никто не переселял. Да, ну как Когда я ты переселял? произносишь слово, когда кого-то переселили, ты лишаешь их права на автохтонность. Да, Это они их не земля. они сами жили говорят, что... там. Слушай, вот Это эти кто вот- это говорит, блин? Кто? Магальский, вот, ну, и приезжай на Магал, спроси у А меня, это что Магальский говорит, он что хочет говорить. Я тебе еще раз повторяю. Дарбенские азербайджанцы автохтонны там. Живут, Послушай жили, меня, живут до сих пор. Мэр, ты Не путаешь. надо их лишать того, что как... Это ты путаешь. Ты Мэр, говоришь ты о том, что они Послушай персы, меня, ну их послушай, что переселили. ты споришь со мной? Послушай вот Ай, меня, ой, потом будешь говорить. Да, Дер- всё, проехали. Смотри, есть Бесполезно Дербентский район, говорить. вот есть Дербентский Нет, район. пират правильно говорит. Только не персы были, а настоящие арабы. Во время халифата, когда они забрали Дербент, они оставили 20 тысяч арабов из Сирии в основном. И потом они смешивались с азербайджанцами, с местными, и стали называться азербайджанцами. Герцог, они же не на Это не азербайджанцы на Магале, которые... Послушай, Это смесь Когда ты арабов произносишь, что со всеми 20 тысяч этими. осталось, скажи честно, они Да. что, на пустое место пришли? Это они построили, блин, Дербент? Мэр, Дербент они не построил... Ну так о чем мы Дербент существовал разговариваем? до этого Когда еще. кто-то приходит, арабы пришли, остались с местными, смешались. Да. Так местные кто были? Мэр, послушай меня. Местные Смотри. были кто угодно, и табасаранцы, и Кто угодно, азербайджанцы. только не азербайджанцы. Не, и азербайджанцы Кто угодно. тоже. Ну Мы- да, и Да, азербайджанцы. Молодец, хоть ты признался. Ну блин. да, и азербайджанцы тоже.
Конечно. Смотри, Да, и мэр. табасаранцы, и Азербайджан. Да, Даже да, табасаранцы, да. послушайте, я же сам из Дербент, даже табасаранцы, живущие там, они стеснялись говорить, почему-то им хотелось быть азербайджанцем, которые жили на Магале. Ну, давай делиться. Давай Вот делиться. я тебе об этом и Мэр, говорю. вот послушай, мэр. А вот что, в смотри. Азербайджане мало Да я слушаю тебя, лезгинов, видишь, герцог аварцев говорит. стали Герцог, можно я азербайджанцами, скажу, что ли? герцог, Ну, дайте я скажу, это я правда. ухожу. Зачем я сейчас залез? Смотри, в Дербентском районе, вот Шум навели тут, а? вокруг Дербентского района, Власик виноват. Провокатор. Бедный Лазик. вокруг Дербентского района есть села, азербайджанские села. Это другие азербайджанцы, понимаешь? А Магал, это совсем другие азербайджанцы. Правильно, Которые правильно. пришли с Персии, понимаешь? Правильно, они тюрки, то есть по происхождению тюрки, но они пришли с Персии. Ты же знаешь, что... Слушай, пират, то, что ты называешь Персией... Не из Персии, не из Персии. Это арабы, арабские половина Азербайджана, который находится сегодня, до сих пор сегодня остается на территории Да, вот с этого, с современного Тебриза, Ирана. Эртебиля. Вот, а когда ты говоришь Персии, понимаешь, оно выступает. Ты лучше скажи Иран. Ну, Иран, пусть будет Иран. Нет, ну, когда ты скажешь Иран, тогда понятно. Но Нет, когда вот ты с Ирана, говоришь вот севера Персия, Ирана. люди Севера неправильно Ирана. понимают. А Пират, другие- я тебе просто... Я Послушай, понял, да? я понял, хорошо. Я я с тобой понял. не хочу спорить, ты просто произносишь, когда ты произносишь, если ты слова подбираешь неправильно, люди, которые 50 человек, которые тебя слушают, они неправильно тебя понимают. Они думают сейчас, что дербенты, все азербайджанцы, это персы, которые себя называют сегодня азербайджанцами. Я же тебе А вот по-болгарски- смотрите, вы справедливости про ради... шиитов по-болгарски говорили. Да, нет, пират. Поэтому вот произноси, смотри, лучше смотри. скажи Иран. Вот Скажи Иран. смотрите. Герцог, ты же с Дербента, ты же знаешь, Да, да, Гурбас, да. там, Сабнавал. А знаете, что я вам скажу? Это другие Вот- азербайджанцы вообще. Да. Вот знаете, что я вам скажу? Я жил в городе, да, в центре, на Ленина. Теперь смотрите, рядом со мной жили азербайджанцы, очень образованные, порядочные. Даже учительница английского языка преподавала в моей школе. Теперь смотри, и когда разговор пошел, как-то для сына искали девочку, и моя мама говорит: Мавсума, мол, возьми девочку для сына из Магала, да, вот где азербайджанцы живут. Она так на нее посмотрела, говорит: Галя, что с тобой, этих дикарей, чтобы Они я их с вообще ними... цыганами называют, Они их цыганами называли. Эти, которые азербайджанцы жили, Это это аджары, совершенно это вообще другие. Это совершенно Конечно, другие. конечно. Это не те, которые жили в Магала. Вы все Вот путаете. Вы Вот все смотри, путаете. Герцог, Берекей, там вот эти все села. Да, там, разные были, Это конечно. другие азербайджанцы вообще. Конечно. Они даже внешне Это разные. отличаются. В селах, Они- Сабнава, в этих, там Да. районах столько разных было азербайджанцев. Они непонятно. даже внешне отличаются от магалских. Конечно. Магалские такие А темные, которые такие, на Магале, конкретные это были иранцы, да. особенные. Это особенные были. Во-первых, они дикие были. Дети, когда даже туристы приходили наверх на Рынкала крепость, они камнями бросались. Вот они мне напоминают палестинцев. Вот то же самое. Герцог. Дикие. А так Магал такое интересное место, да, там погулять? Да, маленькие закоулочки. Там даже армянская церковь была. прям Есть, там. армянская Да. церковь тоже была. Да, старинная, каком она. Ну, старинная, так интересно там Да. походить. Древний. Крепость. Интересно, Дербент. Когда поднимаешься на гору, весь город виден, как на ладони. Интересно, конечно. Там Такие же улочки сначала, вообще Дербент, он же был ханским сначала, Сасаниды, в 3 Да, веке, его до Хасров прихода построил ислама. в те времена. Они заправляли этим всем. Это Всегда, персы. всегда. Да. А потом, когда арабский халифат пришел, он вытеснил всех и оставил Да, своих войска в Магале, в этом и в других Сейчас регионах. даже историки Конечно. говорят, что благодаря хазарам исламский халифат не продвинулся туда, да, вглубь России. Да, они с ними воевали. Конечно. Они остановили Да. их. Потому что, да, хазары, они были другими, конечно. Просто мэр, когда вы зашли, вы, наверное, не совсем меня поняли, или я не знаю,
Или, может, Не я знаю, вы так выразились, что я вас так не понял, блин. Надо было выразиться, наверное, немного Главное, что правильно. поняли. Главное, что в конце концов поняли. Вот это так сказал, что, блин, о, музыка, говорит, это с Персией пришли, Когда ну, я это говорю уже Персия смешно или стало. Иран, это якобы одно и то же имею в виду. Да? Ну, Так он они все имел в равно не виду- оттуда пришли, они были Нет. автохтонны со своих Не-не, земель. мэр, Это он они туда имеет в пошли. виду, мэр, он имеет в виду Персия, то есть до прихода Династия ислама, до арабского халифата, это действительно сасаниды, персы. Конечно. Даже была Аварская автономная республика, Кутахская, да, в 3 веке, она была в составе Персии. Понимаете, да. Ну, все были До под прихода персами, все это были. было персидское царство. Ну, вы были, я понимаю. Что теперь поделать? И Грузия была под персами, и Азербайджан, и Армения, и Албания. Не все под они- персами, а еще раз говорю, это был Иран. Иран. Нет, я говорю, это сасанидские персы времена. были. Иран это Да, блин, когда? сасаниды уже, блин, ушли давным-давно, блин. Чего вы прицепились к сасанидам, ё-моё? Не, мы же историю... Нет, мы же Ну, не тогда ты говорим, историю, я ты говорю в не можешь 3 сказать, веке. что Дагестан. Дагестан разве существовал, блин, когда сасаниды были? Ну, народы же были, Ну, конечно. были же ханства какие-то там, бегства. Да, было, ханства были, да. Ну, так а чем Конечно, вопрос Дагестана тогда? не было. Нет. Это точно Смотри, такое же. смотри, Вот как ты сказал, что Азербайджана тем временам не было. Ну, это Ну, да, географические названия. Ну, так Да, это же да, это географические названия. Ну, Дагестан Дагестан когда начал называться Дагестаном? Дагестан Ну, это ты вспомни. тюрки назвали, когда пришли тюрки назвали. Так я ж тебе и говорю, Да. родной, и ты ж тоже Так я должен не спорю, понимать. мэр, я не спорю Многие с тобой. народы существовали, жили, но так Конечно. не назывались. Так Конечно. не назывались. Я имею в виду, что Они вот по-другому государство- назывались. Я имею в виду, как Вот современное возьми, государство. пират, возьми Францию. На самом деле, вот современной территории Франции, какие народы автохтонно жили? Я не Как знаю, их германцы, называли? наверное, германские народы. Не-не-не, Я как так их думаю. называли? Франки, Галлы германы. жили, галлы. Галлы, да, галлы. Да. Это была Галлия, это бывшая Галлия, которого просто римляне захватили. Ну, которые с Римом и воевали, да. даже название стерли. Название стерли. Да. А Нет, потом же там и- образовалось герцогство, несколько там этих. Но Франция она называлась в честь франков, которые пришли с Германии и захватили вот эту современную территорию Ну, это Франции. вот как с Англией то же Вот самое. тебе Как так ты- получается. Вроде бы вот целые народы жили веками, тысячелетиями жили. Их там галлами обзывали, да? И вдруг они стали все французами. Но в Англии же тоже Каким были боком? кельты были, потом англичане. Ну стали, вот да? точно так же. И так все происходило во всем мире. Нет, так я же не Сначала спорю, я они просто были не- одни, а Я- потом как-то вот по-современному их назвали как-то по-другому. Не, я понимаю, но просто у нас как бы спор из-за чего возник. Да, Спора нету, просто надо просто чуть-чуть правильно выразить. Когда Нет, ты точно да, скажешь, да, что да. это С этим Иран, надо а не осторожнее Персия, быть, поэтому, это да. уже сразу Нет, меняет сути. Вот смотрите, Сути вот я меняет. сейчас семьи хочу объяснить, вот это Не перебивайте. надо объяснять, пират. Я знаю, Нет, что Пират, вы смотри, плохие смотри. побуждения это Когда сказали. ты говоришь Персия, да, Персия, когда говоришь, но это же персы, это же народ называется персами. Нет, Это ну же не смотрите, просто вот название, смотрите. подожди, пират, подожди секунду. Это же не только название империи было, но там Не, вот действительно смотри, персы мы жили. Сегодня Народ тоже Персии. президент Ирана тоже азербайджанец этнический, да? Да он не азербайджанец, он, во-первых, курд. Нет, Он ну там вообще говорят, как бы врет не азербайджанец. краснеет. А что от этого Он меняется? пошел к курдам и рассказал, он говорит, я этнический курд. Нет, а что от А этого пришел меняется? азербайджанцам Я и имею в сказал, виду- что я этнический азербайджанец. Да, они Нет, будут я всё имею в виду, время. а что поменялось от этого? Пусть он курд, что? Да ничего абсолютно, он Меняет иранец. многое, пират, многое меняется. Многое. Не, ничего не Ничего не меняется, Има. Он меняется, ничего не иранец. меняется. Он человек режима. Все. Вот, я Это тебе все говорю. сказано. Да, с этим я согласна. Когда он сам скажет, что я человек режима, он же не так говорит. Он же не так говорит. Он иногда себя... Ему даже не Он надо не сказал, говорить. он Сима, об этом не надо говорить. Его действия за него уже говорят за себя, понимаешь? Он уже Да. выступает как человек режима. Да. Он был, Я хотела он есть, отметить он другое. будет человеком Пираты. режима. Все. Да, Он по-другому пираты, и не может знаете, действовать. здесь сидят... Конечно, иначе бы он там не держался бы. Его давно бы Да. снесли, блин. Пираты, мы почему срочно поднялась я, например, да, почему? Потому что здесь сидят известные эти наши, как говорится,
Вот Стелла сидит, известные наши спикеры, например. Все азербайджанцы знают Ладно, Стеллу. девочки, мальчики, я тоже пошел. Да, все азербайджанцы знают Стеллу, Извините, все если что-то азербайджанцы так не так. знают Лазика. И когда вы что-то Хорошо, такое, не зная, вот или там в ошибку говорите, там, а потом нам приходится объясняться, и они свой антисемитизм, именно наши же азербайджанцы, антисемитизм нам в глаза суют, и они, антисемиты азербайджанские, начинают... Я устала тебе объяснять. Секунду. Антисемитизм при чем здесь? Пользоваться этим. Секунду. Нет, Симочка, тебе нужно понимать. Антисемитизм и ненависть к иудеям не относятся к тому, что кто-то что-то сказал. Да, Везде причем кто-то антисемитизм может вообще? ошибиться. Секунду, я тут нахрена сегодня видела азербайджанцев, которые с армянами в губы целовались в десна. И оказывается, евреи враги и азербайджанцам, и армянам, которые убивали столько лет. Поэтому давай не будем, что кто-то, какой-то еврей что-то сказал, и из-за этого антисемитизм поднялся. Нет, это не касается того, что... Я не говорю подняться, я говорю, им в руки я не хочу карты давать. Дело в этом. Да, им не нужны никакие карты, они с этой ненавистью всю жизнь живут. Сима, Скрытый вот антисемизм. смотрите, Послушай, кто нормально относился к еврею, он дальше будет относиться нормально. А те, кто были скрытыми антисемитами, они сейчас просто всплывают, вот и все. Да, Сима, смотрите, я не еврей. Мне вообще как бы до евреев дела нету, да, но евреи пусть живут по-своему, я по-своему. Никаких проблем. Я имею в виду, когда я сказал про Азербайджан, я имел в виду, что современные вот это вот государство Азербайджана раньше не было. Были ханства, да, были какие-то тюркские ханства и так далее. Там, но да? ты хочешь сказать, что раньше какие республики были, что ли, в старину? Не республики, были ханства, я имею в виду, вот с демаркацией границ, вот современного Азербайджана не было. Или царство, или ханство было. Ну, ханства Да, были царства, потом пришли русские губернии, стали там и так далее, да? Бакинские губернии и так далее. Республика провозглашалась Азербайджан, это в 18-м. 18-20 век, 2 года, да, или даже 2 лет она не проделала. Вот мусавиты, которые пришли, да, это было. Но я имею в виду вот современного, вот демаркации современных границ территории Азербайджана как государства не было раньше. У нас были более широкие, до этого были более широкие территории. Мы Возможно, да. Вот, мы сейчас в соседстве держимся, в соседстве со своими землями. А так то, что Атропатена была и так далее, я это все знаю. Вы зачем мне это говорите? Ну вот, поэтому. И когда что-то так говорится, надо подправить. Я же, как я сказал, я говорю, современного государства Азербайджана не было. Его сделали... Поэтому почему к Азербайджане только относится? Это и к Казахстану тоже относится. Казахстан, понятно, и Казахстану, и так далее. Да. Ну все, я да. не говорю, Ко всему относится это, не только я же к не говорю, Казахстану. что азербайджанцев не было, или казахов казахов не было. Раньше были ханство и царство. Конечно, конечно. А что я неправильно сказал? Что вы на меня напали все? Я говорю, как я же не говорю, что казахов не было. Просто вы сказали, из персов идет, поэтому... Я говорю, что шииты пришли оттуда. То есть вот это шиитские, вот, то есть шиитизация, там некоторые части Дербента, да, это пришли с Ирана, с Персии, да. Ну правильно, а откуда они пришли? Ну, азербайджанцы, по сути дела, это действительно смесь персов и тюркских народов. Вот смотри, герцог, это вот тюркские династии, которые захватили власть в Персии, да? Да, а потом уже двинулись на Кавказ. Ну, понятно, что. Надыршах, вот известный полководец иранский Надыршах, персидский. Кто он был? Он же был тюрок. Он был из династии Каджаров, был тюрок, да? Были шииты, но были тюрки. Ашрафы кто были? Ашрафы были тюрками, да? Они же все оттуда, эти династии. Вот эти... Потом сефевиды, да, вот Шах Исмаил там с Тебриза там вышел. Они же были этнические тюрки, но они с Ирана, да, с Персии, то есть. Я это имел в виду. Они не вышли оттуда, просто под Персией это было временно, да. Нет, ну да, ну оттуда, да, я имею в виду. Раньше это Тебриз был Азербайджан, и есть Азербайджан, просто сейчас под Тебриз был Азербайджан, а вот эти земли, вот современный Азербайджан, это не назывался он Азербайджан. Это уже советские, когда большевики пришли, они просто по аналогу взяли вот Северный Иран, Азербайджан, да, и назвали вот эту территорию тоже вот Аран там и так далее, да, Муганская долина, вот это все соединили и сделали это Азербайджаном, назвали Азербайджан. Чего соединили? Нет, я говорю, когда большевики пришли...
Наоборот, поделили советские, когда пришли, они поделили. Я понял, я говорю, эти Поделили, территории... азербайджанские земли поделили. От Ну, нас там еще- Зенгезур поделили, Ираванское ханство от нас поделили, оторвали и дали армянам. О чем вы говорите? Нет, ну хорошо, Еще не было такого, чтобы Россия или российская империя какую-то страну, какой-то стране что-то дал, что-то соединил. Он наоборот оторвал очень много. Не, я не говорю дал, я имею в виду демаркацию границ провел, вот сделал современный... Ну, демократию отнял многие земли у нас и провел, да, как ему хочется. Ну, они же в ключе Советского Союза это делали. Там же им разницы не было, Армения, Азербайджан и так далее. Это все входило в состав Ну Советского вот, Союза. для них это не было разницы, а для нас было, видимо. Ну, не для нас, а для азербайджанцев, да, ну, как для нас, я не знаю. Не для современности, для дедов. Короче, этот эфир заняли, вот чеченский эфир. Да. Чеченская тема на второй план отошла здесь. Персия, Азербайджан. Давай, Ибрагим, пока пришли сюда с Азербайджана, из Казахстана и со всего бывшего СССР, рассказывай о проблеме чеченцев. Я не с Казахстана, я с Москвы вообще. Ну, неважно, но ты не москвичка, слышно же акцент. Вы так и не сказали, кто вы по нации, пират. Почему не говорите свою нацию? По акценту слышно, что казахский. Казахский акцент, да. Ну, пусть буду казахом тогда, что. Я в Казахстане родился. Ради бога, надо гордиться своей нацией. Какая разница, кто вы по нации? Вы можете сказать с гордостью, почему. Казахстан, Алга, короче. Ладно, давайте всем всего. Это не казаханам, это пиратам, афганам, это дагестанского. Нет, он не дагестанец. Я знаю, как дагестанец. О, Дагестаном она, знаем, а восточный соседом она Шишенова. Очень хочет быть соседом на восточном, Шишенова. Уже шайтаны проснулись, пора мне идти. Пиратова не уходи, люблю тебя ради Аллаха. Все, давай, шайтан, успокойся, я ухожу. О, не уходи, давай, пиратова, жихада объявляем. Очень хожу, очень хожу. Пират, надо на тебя подписаться. Что? Говорю, надо на тебя подписаться. Все, подписалась. Зачем? Следить буду за тобой. Как ты себя ведешь в ТикТоке. Слышишь, Стелла, чтобы я ненароком что-нибудь не сказал. Да? Стелла у нас младший сотрудник Моссада. Самое интересное. Вчера один человечек, я тебе потом скриншот этого человека вышлю, был Самира в эфире. Стеллочка, привет, дорогая, как дела? Потом у Хафиза сидел, там что-то тоже, там такая любовь к евреям и вообще ко всему. А сегодня я его вижу с антисемитами сидит. Правда, он особенно не говорил, но он сидел и слушал с радостью. Стелла, я тебя заранее предупреждаю. Особой такой любви у меня к евреям нету. У меня к ним так нормальные, ровные отношения. Я могу кое-что скажу, пират. Подожди, Нохча, блин. Я тебе кое-что скажу. Мы не купили 100 долларов, чтобы нас любить. Нет, я понял. Нам достаточно того, чтобы нас просто не ненавидели просто так. Я же нормальный человек. Нохча, подожди. А мы как вас любим, пират, если вы знаете. Я не знаю, как вы меня что-то напали сразу на меня. Может, меня не любите. Не. Ты знаешь, я всегда... У меня есть чувства такие. 6, 7, 8, 9, 10. Вы шамахинская? Почему я шамахинская? Я не шамахинская, я просто точность люблю и не люблю игры разные. Я думал, вы с Шамаха. Знаешь, я здесь уже... Ногти, подожди, я сейчас... Тихо, сиди. Выгоните этого шайтана. Знаешь, я чувствую, когда среди евреев сидят, особенно когда среди евреев сидят, почему-то...
делают такие эти, а потом говорят, что это случайно случилось, это слово случайно выскочило. Нет, ну смотрите, здесь я к евреям заходил. Я к чеченцам заходил, здесь чеченский как бы эфир, да? Я к евреям не заходил. А так бывает. Хорошо, не надо делать. Мы чеченцев очень любим и очень уважаем. Особенно я понял. Секунду, Пират, ты же знаешь, что мы евреи-оккупанты, поэтому и Нохчи эфиры мы тоже оккупировали. Ну ладно, вы весь мир оккупировали. Пираты, я не веду, что я везде бываю, да? И на еврейских, и не на еврейских, и на мусульманских, на всех. И вообще могу просто там на... Объяви жихада на пирата, ну валяй тебя, о, шелхашу жихада. Короче, понятно. Так что вы меня можете и на, как бы и на еврейских, и не на еврейских, и так далее, везде. Ну, говорите за свою страну, значит. Вы же не историк, чтобы говорить о других странах и истории других стран, понимаете? А что я сказал? История любит Дима, он может, подожди, он свободный человек, он может говорить, что он хочет. Естественно, конечно. Ты зайти и исправить его, поправить его. Естественно. Ну, а в чем она меня поправила? Я как бы сказал, что современного Азербайджана как такового не было, пока большевики его... Ты еще 500 раз скажи. Я говорю, современного Азербайджана не было, современного никакой страны не было. Америки тогда вообще не было. И что теперь? Нет, я просто сказал, а вы что-то начали со мной спорить об этом. Ну, вы же повторяетесь, понимаете, что не было. Был Азербайджан всю жизнь. Так я не повторялся, пока вы не поднялись и не начали. Была здесь страна, была эта страна, были ханства, назывались ханство. Вот, ханство. Ну вот, от того, что название СССР было, там Азербайджанский СССР провозглашал, Республика Демократическая провозглашал, была или не была, это не означает, что этого народа, который здесь жили, автономных не было. Это не означает, что эти земли не были азербайджанскими. Понимаете? Вот в чем дело. Вы хорошо знаете то, что вы говорите, вы не тупой человек. И я не тупая, я хорошо знаю то, что я слушаю. Ну, и то, что нас слушает, тоже не тупые люди, нормальные люди. Я вас ни в коем случае тупой не считал, но зачем вы так? Ну вот, и слушают тоже не тупые люди, понимаете? И мне не нравится, когда сидят около евреев. Симочка, ты оставь пирата. Что сказал? Евреи вообще? Мы разговаривали вообще в ключе там не про евреев. Начали разговаривать там про мечети там, и так далее. Подожди, Пират, секундочку, подожди. Тут заходят азербайджанцы, которые думают, что они очень умные. Да. Ну, это Салам Фаик самый умный, самый этот. Фаик, он любит, чтобы его... твой род. Понял меня? Вся твоя порода. Как тебе так нравится, Сыртык Миллет? А? Вы что-то оборзели в последнее время. Много на себя берете. Вообще, из него человека никогда не сделает. Кстати, никто из вас не живет в Азербайджане, да? Все крысы. Иранские крысы, автофашницы. Давай дадим слово Ибрагиму. Ну, уже хватит, наверное, вот этот Советский Союз, Азербайджан. Не нужно давать слово. Про Азербайджан высказался бы, да, вот эта тема спорная, когда была. Азербайджан – государство, Грузия – государство, Армения – государство. Вот